взять какие-то новые земли, а чтобы их потом удерживать, содержать и что-то там делать, ну вот не факт. Остановиться и диктовать условия капитуляции. Вот чего сегодня добивается Путин. А до тех пор он будет идти вперед. И если Украина не увеличит численность своих войск, не стабилизирует фронт, то без американской помощи и при пассивном отношении Европы страна рано или поздно встанет перед перспективой поражения. Путин выигрывает войну. Николай Петров сравнивает планы Путина на Украину с планами Гитлера на Францию. Но это даже более широкая аналогия. Историки рассказывают, французы отчаянно сопротивлялись гитлеровским войскам, но проиграли шестинедельную войну. Вкратце, по двум причинам. Потому что не реорганизовали оборону после первых поражений и потому что у политической элиты не было воли к сопротивлению. Вместо объявления всеобщей мобилизации правительство сначала эвакуировалось в Бордо, а потом стало договариваться о мире. Франция сдалась и была превращена в германский протекторат. Исторические аналогии всегда условны, никогда не бывают точными. Кто тогда станет украинским Де-Голлем? Валерий Залужный? Кто-то другой? Конечно, нет смысла всерьез рассуждать об этом. Но перед Украиной нависает похожая перспектива. И стоит примерно такой же выбор. Самое трудное в 2024 году прогнозировать 2025. Ведь все меняется прямо сейчас. Приход к власти Трампа Так, Беркеша, салям. Перекроить все намеченные сценарии. В эту субботу в ток-шоу «Что делать?» Будем журналисты слушать. и политологи поспорят, поговорят о будущем, которое наступит уже завтра. И я тоже приму в этом участие. А вместе со мной Кирилл Рогов, Екатерина Шульман, Дмитрий Орешкин, Екатерина Катрикадзе и Анна Мангайт. Не пропустите. Уже завтра в 16:30 в прямом эфире и на YouTube-канале «Дождя». Так, реклама. Мы хотим, чтобы не... Сейчас уберем. Хочет диктовать свою волю Украине и всему миру. Это вот такие, если совсем коротко. У меня в эфире бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте. Да, добрый вечер, здравствуйте, Михаил Владимирович. Рад быть вновь в вашей программе. Да, очень приятно, что вы к нам снова пришли. Я, вот, если можно, начну с новостей, которые только что пришли. Просто хочется сразу посмотрим, будет держать YouTube или нет. В Курской области Башкортостан, Татарстан. Об этом сообщается. Сообщается о раненых и погибших, в том числе о погибшем ребенке. Якобы, российская сторона утверждает, что это ВСУ. Но там туман войны, мы не знаем и ничего не можем сейчас утверждать наверняка, но в этой связи, конечно, я вас спрошу, вот как вы видите, что Путин имеет в виду и своим недавним назначением Хинштейна губернатором, исполняющим обязанности, и своими же вот недавними, вчерашними заверениями на прямой линии. Это же срежиссировано было, очевидно, когда он говорил, не скажу когда, но точно выдавим их из Курской области. Понимаете ли вы, какой у него план и что там вообще будет? План у него очень простой. Выдавливать украинские войска, это совершенно так и есть. Но назначение Хинштейна, конечно, это такой, так сказать, опытный уже человек, значит, да, мы видим его много лет на, так сказать, в информационном пространстве, и он умеет, видимо, разговаривать с людьми, чтобы их так чуть-чуть там обдуривать, затуманивать. И сегодня он там рассказывал, что восстановить мы все ваше не можем, значит, да, война же идет и так далее. Вот, поэтому это для того, чтобы Хинштейн будет, конечно, там главным громотводом для того, чтобы успокаивать население, которое желает получить компенсацию, получить жилье и так далее. Они не видят никакой перспективы в этом деле. Поэтому это понятно. Все эти вот внезапные перестановки вот в такое время, когда его назначили, они в том числе интерпретируются и таким образом, что Путин, поскольку ему нужно освободить Курскую область, то он может не гнушаться разными методами. Например, возможны бомбардировки. И, соответственно, вот этот обстрел сегодняшний, он уже как бы воспринимается как некий предвестник. Так, Жиде Кеше, Рахмат. Да, то, что применяться будет тактика выжженной земли, безусловно, это входит в арсенал, который применяется
применяется Путин, и, безусловно, это он делал в Сирии, и здесь он может сказать, что это его ВСУ там везде все это делает, но для того, чтобы территорию действительно освободить от украинских войск, значит, я не исключаю, что так это будет делать, и я не исключаю, что такие приказы, в принципе, даны. Бомбить российскую территорию, это же территория России. Да, это территория России, безусловно, значит, да, но так это уже никто это не считается, с этим Путин с этим не считается, и я не исключаю, что это может быть сделано. Сегодняшние бомбардировки Арильской непонятно, что это и как, это какие там военные объекты, значит, но, по крайней мере, конечно, мы видим, что пропаганда российская показывает, что это вот украинцы бомбят просто жилые кварталы и так далее. На самом деле, пока информации точно я не видел. Не знаю, видели ли вы уже это? Нет, пока. 2 часа или 1,5 часа назад всего это произошло. Пока нет точной информации. Видно, что 1 человек погиб, там 6 ранено, по-моему, так и все. Значит, да. Но чуть позже мы это узнаем. Но говоря об, скажем, освобождении российскими войсками и северокорейскими войсками, в том числе Курской области, конечно, странно, что до сих пор это не сделано. Путин обещал это сделать еще 3 месяца назад, еще не получается. И вчера он сказал, что я не могу назвать вам дату, не могу назвать. Означает, что не очень просто это получается. Это означает, что по всей линии фронта, значит, Путин тоже чувствует нехватку живой силы, нехватку, видимо, и техники, и то, что привлечение северокорейских военных, это тоже еще один фактор. Это означает, что действительно, что война на истощение идет, и у Путина кончаются деньги, и кончаются возможности привлекать по контракту людей. Мобилизацию он делать не хочет, но какие-то уже ограничения в живой силе, возобновление, по крайней мере, той же численности уже остается проблема по возобновлению численности войск. Поэтому это все признаки нарастающих проблем. На самом деле, контрактников и выплаты еще спрошу чуть позже. Сейчас еще вопрос вот в связи с Курской областью. Курская область ему нужна для переговоров с Трампом, но это довольно очевидно, которые вот приближаются с каждым днем. Как вы эти переговоры видите? Путин готовится к вот этой большой сделке и садится за стол с хорошими картами? Так получается? Ну, я честно вам скажу, что я не верю вообще в позитивный исход этих переговоров, поскольку я не верю или не хочу верить в то, что Трамп принудит Украину принять путинские условия капитуляции, а любые условия, которые Трамп может выдвинуть Путину, Путин их не примет. Какие это условия? Вы видите, что уже Европейский Союз сказал, что да, мы готовы по предложению Трампа, значит, вести свои миротворческие силы, значит, там 30 до 100 тысяч, значит, и так далее. Путин посмеялся и сказал, что я никогда этого не допущу. Это главное в трамповском плане. Значит, другие вещи. Путин же хочет начала снятия санкций. Путин же хочет, чтобы Украина прекращена была ей помощь Украине. Это означает, что вообще нулевые гарантии безопасности для Украины. Означает капитуляция, как ни называй, с какой стороны не подходи. Я уверен в том, или думаю, что Трамп через 2, 3, 4 месяца, в марте, в апреле, поймет, что с Путиным ни о чем договориться нельзя. Что будет дальше? Вот это главный вопрос, да. Вот они не договорились, и дальше что? Если Дональд Трамп, как он себя демонстрирует, что он такой жесткий, и как бизнесмен он там жесткий был, значит, в свое время, да, когда девелоперы занимают какие-то территории, там они всяческие меры применяют, там, финансовые и другие, для того, чтобы получить или купить по дешевке те или иные территории для строительства и получения выгоды. Если Трамп, используя свою, так сказать, энергию и свое понимание жизни, такое, значит, применение силы, все-таки будет обижен или раздражен, и будет унижен Путиным, который откажется от любых условий, то тогда все перевернется. Вместо тех обещаний, которые Трамп давал во время предвыборной кампании, да и сейчас, что мы не будем тратить денег вообще. Да, что не будем помогать. Я закончу войну без денег. И вы, американцы, знаете, ваши деньги я не буду тратить. Это тратить будут европейцы. А я обеспечу, чтобы война прекратилась. И вот тогда вот эти обещания, они просто обнулятся полностью. И тогда Трамп со своим стержнем, если у него внутри есть стержень в характере,
должен, наоборот, разозлиться и принять решение об увеличении военной помощи Украине. Это означает переворот вообще всей страницы, вообще следующий год будет переворотом. Будет такое, произойдет такое или нет с Дональдом Трампом, мы не знаем. Просто мы не очень знаем, кто такой, как человек, какие черты характера и как он привержен, кстати, основным принципам. Это мы должны посмотреть. Но сейчас я вижу, что Европа готовится к тому, что Трамп прекратит или уменьшит помощь. И последний, вот видите, саммит. Да, вот как раз я хотел спросить, здесь позиция Европы приобретает принципиальное значение. Именно. Европейцы наконец-то начали это все осознавать, что война Путина против Украины – это вопрос безопасности каждой из европейских стран. Вопрос безопасности граждан их. И сегодня медленно, но принимается решение. Впервые в их коммюнике появилось то, что Путин не должен выиграть. Это уже следующий шаг, на мой взгляд, будет: Украина должна выиграть. Если после этого будет, давайте увеличим помощь Украине. Но многие страны уже это делают, увеличивают свои военные расходы и увеличивают помощь Украине. Например, Польша уже 4% ВВП военные расходы. Рюта хвалил, да, балтийские государства, Литву, по 3% ВВП тратят уже на свою оборону. И не собираются уменьшать, а собираются наращивать поддержку Украине. Все северные страны, они едины в этом, включая Нидерланды в том числе, и включая там и Бельгию, и Данию, и Швецию с Норвегией. Поэтому европейцы осознают, что это их проблема. И Трамп заставляет их это осознать. Но, конечно, время идет. И без американской поддержки, без американского участия Украине будет очень сложно одолеть путинскую агрессию. Но есть надежда на это. Говоря о следующем 25-м годе, если какой-то позитив есть, позитив только в том, что Запад наконец-то полностью осознает, что не просто мы будем поддерживать Украину сколько надо, потому что Украина источники, так сказать, борьбы уменьшаются, я имею в виду прежде всего живые силы людей. И, во-вторых, значит, конечно, и денег там совсем нет. Поэтому, безусловно, позитив может тот быть, что Запад осознает это и увеличит поддержку Украине. Поскольку вы правильно, вот вы уже обозначили, что деньги – это главное. Да, для Путина главные деньги. На что создавать вооружение, боеприпасы, как финансировать контрактников. У него же вся основа живой силы – это контрактники, это деньги. Надо сделать тогда так, чтобы у него не было денег. Какие-то меры для того, чтобы не было денег. Безусловно, это заставить его больше расходовать. Это означает, у Украины должно быть больше вооружений, больше денег на вооружение. Путин должен увеличить свои расходы на войну. Не 6,5% ВВП, как сейчас. Да, мы говорим военный бюджет, 6,5% ВВП. Да, но если это увеличить, то это уже будет критическая ситуация с расходами. И нужно уменьшить доходы. Это означает, санкции только что принят новый пакет, это борьба с теневым флотом, который вопреки санкциям, ограничениям по цене нефти $60 за баррель, возит нефть по, видимо, другим ценам. И приток денег, приток иностранной валюты в Россию по-прежнему высокий. Поэтому давление с двух сторон, экономическое давление, может дать понимание Путину о том, что война на истощение, которую он собирается выиграть, не такая уж и выгодная для него. Поэтому только тогда он начнет вести какие-то переговоры. Ну, вот во всей этой конструкции, как вы справедливо говорите, есть вот элемент непредсказуемый, важнейший, это, собственно, что будет делать Трамп после того, как они не договорятся. И с большой вероятностью мы можем предполагать, имеет смысл исходить из этого, и вот европейцы исходят, что он развернется и уйдет, и свалит это все там, типа во всем Байден виноват. Не знаю, придумать что-нибудь, что ему в первый раз. Ну, в принципе, можно так рассуждать, такие конструкции строить гипотетические сегодня, вполне. Если так произойдет, то есть ли у Европы, с вашей точки зрения, возможности нарастить материальную поддержку Украины, ну, я не знаю, например, за счет замороженных российских активов или еще как-то, и консолидировать волю и материальные ресурсы для того, чтобы не дать Украине проиграть? Нет, Европа это собирается сделать, но это опять будет просто поддержка, чтобы Украина выжила.
Это будет то, что происходит сейчас. Путин будет также радоваться и будет говорить: да, моя конструкция военного истощения идет, и я буду так по километру, там, как он говорит, километр в день, что ли, там вчера сказал, будем потихонечку там что-то такое освобождать. Будет разрушать всю гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру Украины прежде всего, будет, в принципе, уничтожать государство Украины. Поэтому это самый негативный сценарий. Ну, не самый негативный, я исключаю, это капитуляция, что Трамп из Европы заставит Украину капитулировать, я это исключаю просто. Но уход Трампа означает переложить все на Европу, это означает поддержка Украины на уровне так, чтобы она выживала. Это истощение Украины. И Путин будет радоваться этому сценарию. Я думаю, что он это понимает, что это сценарий будет. Он, конечно, поиграет сейчас с Трампом, попробует какие-то там найти позитивные публичные какие-то слова, что-то такое, значит, но я уверен в том, что, ну, по крайней мере, мне так представляется, что позитивного результата не будет, потому что Путин не согласен ни на что. Да, это звучит достаточно определенно. Но вот если дальше говорить про итоги года, и в том числе про финансирование войны со стороны Путина, о чем вы уже начали говорить. Ну вот я смотрю его прямую линию и вижу, как Путин дает понять, у него все в полном порядке. У него страна под контролем, Запад перед ним бессилен, ему ничего не угрожает. Он ошибается? Есть ли риски, которые он не видит? Он ошибается, риски существуют, риски могут быть катастрофическими, если, скажем так, пазл сложится в негативный полностью сразу же в течение года, или он будет, так сказать, риски будут возникать. То, что он там вчера утверждал, что все хорошо, это, конечно, не так, никакой макроэкономической стабильности нет. Макроэкономическая стабильность, это означает, что есть какие-то предсказуемые вещи, в том числе политические, а как раз предсказуемости в этом нет. Поэтому бюджет, который сегодня начнет, не сегодня, через несколько дней начнет исполняться, 2025 года, да, с высокими военными расходами, он сбалансирован, исходя из предположения, что будут высокие доходы. А высоких доходов не ожидается. О, Номад, салям. Блядь, минут помогу, Марта, я молчу пока. Бюджет 2025 года. Вот дослушаем, думаю, новости. У них заложено 69-70. Чуть-чуть на грани. Если, как говорил Трамп, и его номинант на должность советника по нацбезопасности, он, так сказать, здраво сказал: да, что мы сделаем, не тратя деньги бюджета, мы будем поддерживать нашу нефтяную промышленность. И они увеличат объемы добычи и будем замещать российскую нефть. Это я так понимаю, что есть споры, насколько это вообще возможно. Но там есть расчет, последний я видел, причем я это беру как серьезный аргумент, который этот номинант объяснил, потому что уже есть расчеты, что себестоимость там $45 за баррель. Если цена для Америки будет 50, то это означает, что они вполне успешно могут функционировать и наращивать объемы добычи. То есть цена на нефть может упасть. Когда мы возвращаемся к российскому бюджету, мы видим, если она будет не 66, а будет для российской страны, Юрлс будет 40-45, то эта беда или проблема будут нарастать. Плюс вопрос инфляции. Вы видите, сегодня Центральный банк получил, скажем так, щелчок по носу. Потому что они не подняли ключевую ставку. Все экономисты, все без исключения в один голос, говорят, что это безысходность, и должна была быть ставка поднята, ключевая ставка, с 21 до 23, а кто-то говорил до 25, для того, чтобы как-то сбить темпы роста инфляции, которые нарастают, увеличиваются темпы роста. Это означает, вы говорите, что Центробанку не дали этого сделать? Точно. Сегодняшнее решение я расцениваю, что Путин запретил Набиуллиной продолжать вести эту линию по сдерживанию инфляции. Это означает, что темп роста цен, который последние 2 месяца повысился в сравнении с другими, он будет таким же высоким, а может быть и выше. Последние 2 месяца были большие выплаты, большие расходы бюджета. Сейчас в январе будет то же самое, поскольку в течение января и февраля выплачиваются авансы на производство вооружений, все военной техники, всем предприятиям. Сейчас это все будет всплеск новый. И Центральному банку не дали заранее повысить ставку для того, чтобы предприятия и люди прекратили брать кредиты.
прекратили брать кредиты, даже дорогие кредиты, чтобы они были еще дороже, чтобы они отбить у них охоту это делать, для того, чтобы как-то остановить... Да, мы понимаем. Это цикл, значит, да. Поэтому мы будем смотреть, я говорю, когда возвращаюсь к рискам, что эти риски существуют. Помимо падения цен на нефть, существует еще риск внутренний, о том, что инфляция может быть, вырваться из-под контроля. То есть, почему Путин запретил повышать... Так, салям жамағат. Менде тиктокларым блог. Кеше мен икенче тиктогымда болдым, но онда кеше аз болды. Говорили на одной теме, слушали Руслана Айсина. Вот, бүгін мында енді будем записывать по 10 минут. Так что, кому интересно, кіріңіз, ишеттерге комментировать, вопросы задавайте. Пока мы телеканал должно дослушиваем, потом дальше будем идти уже по новостям Башкортостана, Татарстана и бүтін Россиядағы жаңалықтарына сөйлейміз. YouTube, получается, Башкортостанда еле тянет, говорят. Сібірде де әйбәт эшләмей деділер. Мына шулай. Шуларға максимально ничектір білмеймін. Мына TikTok-ка керегіз. Если TikTok тянет у вас, то в TikTok заходите. Кому если есть TikTok. Если YouTube не работает, можно, наверное, TikTok пользоваться. Вот Telegram, фигово то, что нету функции этого, как в Инстаграме, онлайна. Если в Телеграме была бы функция онлайн, можно было бы просто тупо звонить, и люди бы с этой группы могли бы сидеть онлайн. Но видите, не сделан он так. Как говорится, этот хуй, как его зовут, блядь, не додумал еще это сделать. Дуров, блядь. Если я правильно понимаю, что вы имеете в виду Набиуллиной повышать ставку, это он уступил давлению промышленников, лоббистов государственных, этих государственных олигархов, которых мы видели и слышали много последние 2 месяца? Да, я думаю, что это так. И общий популизм. Вчера он сказал, что инфляция есть, но это так ничего. Это небольшая проблема. То есть он готов к тому, что народ будет терпеть дальнейший рост цен. Ему главное, чтобы были деньги. Это означает, что Центральный банк может даже уже включиться и уже начать печатать деньги. Уже признаки этого есть. Уже выданы коммерческим банкам, выданы большие кредиты, на которые куплены бумаги Минфина, то есть ОФЗ для финансирования дефицита. Дефицит финансировать нечем. Поскольку внешних источников нет, других источников нет, значит, единственный источник остается это покупка бумаг. Покупка бумаг, имитируемых Минфином, то есть ОФЗ, федеральный займ. Денег у коммерческих банков нет, они все уже их раздали населению и предприятиям. Поэтому они берут у Центрального банка. Центральный банк дает им еще потом за это, еще плюс дают. Это уже монетарное финансирование, так называемое. То есть начало печатания необеспеченных денег. Поэтому проблемы могут быть уже в первом квартале как-то проявляться из-за высоких расходов, из-за неспособности нейтрализовать эти лишние деньги. Как вы видите, это очень интересно, как вы видите в таком случае развитие экономической ситуации в России в течение следующего года или первого полугодия, может быть, чуть дальше? Понятно, что много неизвестных, понятно, что непонятно, что будет с ценой на нефть, но если предположить, что сложатся негативные факторы для российского бюджета и с ценой на нефть, и рост цен, куда это ведет Россию экономически? И одни говорят, да все равно Путин нормально контролирует все, пока продукты есть, грубо говоря. А другие говорят, и там я слышал мнение одного из крупных застройщиков недавно, это все идет к катастрофе, и мы еще не там, но движется, потому что все падает и останавливается, в том числе крупнейший проект. Этот застройщик прав, он прав в своей части еще, но по большому счету это можно, то, что я говорю, что эти риски нарастают. Никакой макроэкономической стабильности в стране нет. И если эти факторы, которые вы перечислили, мы с вами уже сказали, это и нефть, это инфляция, это необходимость повышенных расходов, если еще будет создана ситуация, что Путину нужно будет еще больше увеличивать, больше, чем заложено в бюджете, военные расходы,
и нефть будет дешеветь, денег у него не будет, и Центральный банк будет печатать, инфляция будет расти, Блядь, люди будут возмущены. Перешел улицу магазина, уже цена уже другая. Это путь к кризису, это путь к катастрофе. И тогда результат. Путин будет сговорчивым. Тогда можно говорить о каких-то переговорах. Сегодня о них говорить бессмысленно. И поэтому усилия Трампа по переговорам, мне кажется, будут нулевыми. А вот если вот ситуации, то эти факторы, которые он с вами обозначил, сложатся в какой-то момент в течение года, вот тогда ситуация будет такая. Путин поймет, что ему нечем платить контрактникам. Он поймет, что где-то надо убегать с фронта. Он поймет, что ему нечем платить военным и КГБшникам, что они будут возмущаться и не будут правильно исполнять свои функции, которые ему приказы исполнять. Вот тогда это будет ощущение уже размывание всей вертикали власти и слабости Путина. Тогда Путин сядет за стол переговоров. Не знаю, евреи или кто. На самом деле Путина не такое крепкое положение, как он дает понять. И если мы это не можем, на это невозможно повлиять, но и в голову к Трампу не залезешь. Но если позиция Запада будет выстроена достаточно консолидированно, и Европа будет объединена, и будет продолжаться поддержка Украины, то та позиция силы, которую Путин демонстрирует сегодня, может обернуться своей противоположностью. Но если не противоположностью, то сильно пошатнуться в течение следующего года. Вы видите такой сценарий? Именно так, Михаил. Именно так. И даже вчера Путин там цинично шутил про то, что народ там, так сказать, хочет движухи, потом хочет стабильности, снова хочет движухи и так далее. И он сказал, что вообще все решает экономика. И поэтому, когда мы с вами говорим об экономике, о деньгах, да, этот фактор, который может заставить, и наверняка заставить Путина сесть за стол переговоров и переговариваться не с позиции, так сказать, примите мои условия капитуляции, а с позиции как компромисс, с готовностью идти на компромисс, вынужденный компромисс. Путину нужно принудить идти на компромисс. Ну, мы очень будем рассчитывать на такие сценарии, хотя вы оговорились, что это все, точно такой прогноз построить в точности невозможно на сегодняшний день, но, по крайней мере, такие варианты. Невозможно, но такой сценарий может сложиться. Это зависит сегодня, да, действительно, от политической воли западных лидеров. Ну, и я хочу спросить вас, поскольку мы вот подводим итоги, это не только общие, но и личные, то я хочу спросить, что для вас лично было в этом году важно, что вызывало какие-то позитивные эмоции, насколько это возможно, что помогало как-то двигаться дальше, и что нам следует в этом смысле делать? Вот именно, вот это, я как в тот день сказал, все заявки украинцам, которые, как говорится, должны принять заявки, пожелания на Новый год, так скажем, от Республики Башкортостан, Татарстан, чтобы хорошо, как говорится, прошли эти новогодние праздники, чтобы Кремль, как говорится, был весь такой яркий, такой, Москва-Сити тоже, чтобы там каждая крыша была такая, издалека видно, чтобы было тоже горело, там можно и до низу, чтобы она сгорела, как этот карточный домик. Вот примерно так, да, идея хорошая, идея, я поддерживаю. Давайте, украинцы, как говорится, долбите, как говорится, уже к 31 декабрю этот полностью Кремль и этот Москва-Сити. Можно и Рублевку с Барвихой, сколько не жалко, короче. Хуярьте, туанлар. В этом году я просто внимательно следил за развитием ситуации. Я был, так сказать, расстроен тем, как происходило, скажу, не было движения в позитивную сторону. Значит, мы все находимся, я покажусь, и многие другие за границей. Значит, конечно, все желаем и мечтаем вернуться на родину. Пока перспективно ближайшее, так сказать, время таких не просматривается, значит, но, так сказать, адаптируемся к другой жизни. В следующем году, как он с вами только что... Мойлап эшерге улим, короче, томак кра, блядь. С такого поворота в позитивно, для того, чтобы не только в Украине
Вот я желаю и мечтаю, чтобы украинский народ наконец-то встряхнул себя, значит, агрессию и начал рассматривать свою суть. Но то, что будет и в России начались перемены, в России это будет очень долгий, мучительный процесс. Я так называю это серая зона, это несколько лет это будет серая зона, значит, но тем не менее эти перемены должны начаться рано или поздно. Хочу, чтобы в следующем 2025 году это произошло. Факторы, которые могут это обеспечить, мы только что с вами попытались изложить и обсудить. Поэтому есть надежда на позитивное изменение ситуации в следующем году. Спасибо большое. Михаил Михайлович на оптимистической ноте заканчивает этот разговор. Желаю Что-то вам, очень долгий разговор был. Чтобы следующий год был. Сейчас допьем. Тема есть, которую я вчера говорил в другом. Михаил Касьянов, председатель партии Народной Свободы, бывший премьер-министр эфир я вел. России, о том, как могут развиваться события в следующем году и какие есть варианты, в том числе позитивные для мира, для Украины, для всех нас с вами. Чтобы этот ТикТок как-то развивался, да, так скажем. Но ни хера, кеше, ёзалмы, ни хрена, да. Путина себе на грудь. И Путин стал размножаться. Помните? С нами. Да, и как ну, короче, вроде беттинда был, этот, какая-то хрень. Вот, давайте сегодня посмотрим, вот Фарида Курбангалиева и Руслан Айсин. Неватный Татарстан, вот Мандаложку Фариду давайте посмотрим, вот, которая, блядь, Иры Урс Болган и двухствольная, которую я не люблю, вот из этой категории, конечно, ну можно ее тоже посмотреть, но я вчера полностью Айсена слушал, и тут появилась мысль, давайте с него начнем. Вот смотрите, и потом уже продолжим. Самое интересное, ну тут новостей до хрена. То, что Путин говорил, похуй, что говорил, его проблемы, короче. Его даже смотреть неохота, можно услышать просто от других каналов, о чем речь. И тут самый интересный момент. Вчера у меня ночью, ну, во сколько я там был в эфире, оказывается, 2 часа 40 минут я вел эфир, я его вытащить не могу с ТикТока, он где-то в эфир остался в жопе, короче, вытащить тяжело его, надо мощный интернет. И вот. Появилась у меня мысль о том, почему наши никто не поднимает жопу, чтобы договориться с Украиной и, получается, идти на Москву. Не внутри копошиться, как говорится, в одном месте, а идти на Москву. Именно нашим, так скажем, новоиспеченным батальоном. И тут появилась у меня мысль такая, может это украинцам не понравится, но это адекватность сейчас вот данного положения. Это больше, наверное, касается мусульман. Всех мусульман, которые себя считают нелицемерными мусульманами. Есть еще лицемерные, подобие, как вчера как раз-таки эта передача целый час шла Айсина, слушали, как он говорил. Ну, вот эта передача более-менее понравилась мне. Он начал огрызаться с комментаторами, короче, там комментаторы ему писали и так далее. И тут момент такой. Момент такой. Вот какая-то часть украинцев топит за Израиль. Вопрос. Нахрена? Это вопрос всем мусульманам. Нахрена? Теперь, вот это первый вопрос. Теперь второе. Путин долбит украинцев. Это второе. Третье. Нетаньяху долбит палестинцев. Это третье. Дайте мне вот конкретный ответ, украинцы. Что за хуйня? Вчера я около 3 часов, которого шел стрим, я говорил, я затупок, надо было и YouTube включать, уже запись пошла бы. Но я не стал вчера делать это, потому что у меня в ожидании того, что у меня интернет один заканчивается, другой надо переключаться. Ну, короче, я бы где-нибудь там застрял бы, без интернета остался бы. В итоге у меня не было интернета. И вот, в итоге, как получается, ну, не на всех агрегатах был у меня интернет. Точнее, был он, ну, закончился. И вот, в итоге получается такой вопрос. Провел я это все в ТикТоке. Люди сидели, вроде 92 человека было, я не знаю, пролетных. Это не сидевшие.
Тупо. И тут вопрос такой. Вот эти 3 вопроса, которые я задавал как раз-таки вчера, тоже я об этом говорил. У меня возникает один вопрос. Если Путин для вас душман, если Путин душман для башкортов, чеченцев, татар, Дагестан, всех, это наш душман. Вот как орали в Афганистане, душманы, вот это слово душман. Теперь оставим этот момент, переходим к Нетаньяху. Нетаньяху такой же душман, который долбит палестинцев на их же земле. То же самое, что он недавно зашел в Сирию, ебанул какие-то места, типа, понимаешь ли, какого хуя? Спрашивается. Какого хуя Нетаньяху ебанул по Сирии? Это то же самое, что Путин зашел. Теперь возвращаемся к первому вопросу, почему украинцы топят за евреев. Что за хуйня? Получается, значит, Путин для вас хуёвый, Нетаньяху такой же убийца хороший. Что за хуйня, а? Что за хуйня, блядь? Украинцы, вот обоснуйте мне вот этот ответ, блядь. Что за нахуй двойные стандарты, лицемерие, блядь? А почему я эту тему поднимаю? Потому что вопрос будет стоять таким ребром. Не хуй, блядь, нахуй суваться в Сирию, Палестину, пиздеть про них. Рядом, которые стоят люди, Чечен, Дагестан, Башкир, Татар, Бурят, это всем надо сейчас оглянуться и помочь. Помочь нам. А не хуям пополам каким-то ебаным говорит евреям: о, молодцы, долбите этих, блядь, Хамас, долбите, о, блядь. Получается, нахуй, Путин, пидорас, долбит вас, а вы кайфуете от того, что Нетаньяху долбит Хамас. И что за хуйня, блядь? Это получается, значит, украинских детей спиздили 700 тысяч, блядь, в Россию и раздали всем, хуй поймешь, при живых родителях. Это нормально? Как говорится, да, ведь вы плачете, а когда, блядь, вживую, нахуй, хуярят палестинцев Нетаньяху, это для вас тоже нормально. Нихуя, да, блядь, лицемерие? Крестоносцы, вы что, ебанутые, нахуй? А? Вообще рамсы попутали, нахуй. Ебетесь, нахуй, с Путиным, значит, нахуй, не нужно Нетаньяху поддерживать, а поддерживать надо нас, блядь. Нас, регион надо поддерживать, который вам поможет. Нетаньяху вам не пригонит армии. Где это зелье в Яхуду, блядь? Нетаньяху пригнал армию? Еврейскую армию приехала, нет? Есть там еврейская армия? Отдельно еврейская армия с Израиля, которые именно вот эти нацисты. Есть, которые борются против Путина? Хуй, блядь. Хуй вам, блядь. В рот, блядь. Поэтому, когда вы гандоны, ебучие, крестоносцы, я со стороны мусульман обращаюсь, защищаю, блядь, беря на себя, нахуй, ответственность за мусульман, блядь. Хуйней, нахуй, лицемерием, нахуй, не надо страдать, блядь. Надо помогать нам, блядь. Уёбки, нахуй. Нам надо помогать, нахуй. Башкортостану, Татарстану и всем, блядь. Зовите меня, нахуй, я приеду в Украину, нахуй. Будем разбираться, блядь. Будем собирать народ, блядь. Из моего народа будем собирать против Москвы, блядь. Если вы не можете, нахуй, обосраться, нахуй, до Москвы дойти, хотя бы как Пригожин, тогда мы пойдем. Организуй нам, нахуй, оружие и так далее, блядь. А не надо, блядь, рыскать, искать, нахуй, где-то в пизде, нахуй, у американцев и у Европы, блядь. Дайте нам это оружие, блядь. Обмундирование полностью оденьте нас, блядь. Создайте нас. А не искать, нахуй, ха-ха-хи-хи, блядь, нахуй. Когда ебут, нахуй, палестинцев, вам радостно. Когда вас ебет Путин, вам плакать хочется, блядь. Да? И что за хуйня, блядь? Понимаете? Столько новостей, блядь, нахуй. А вот то, что в наглую происходит, в наглую, блядь, никто не может озвучить. А почему? Потому что боятся. Боятся озвучивать, нахуй, вот эти все ебаные полиглоты, нахуй. Руслан Айсин и все-все-все, которые про мусульман что-то пиздят. Не говоря других, нахуй, которые я даже не знаю имена. Поэтому вы определитесь, нахуй. Вы определитесь, кому помогать, блядь. Исходя от этого, вам нужно понять одну вещь, что вот эта вся хуйня,
которая у вас происходит в данный момент, нахуй, она не закончится, нахуй, если мы не поможем. Помогать вам должен именно, нахуй, тот контингент людей, который заинтересован. Заинтересован именно Башкортостан с Татарстаном. Не только Руслан Габасов. Я тоже заинтересован. Не только Кашапов. Руслан Айсин. Да хуя нас, блядь, да хуя. И не надо, блядь, нахуй, разводить какую-то демагогию, которая, блядь, дает кому-то, блядь, плюсы, кому-то минусы. Это просто, блядь, нахуй, лицемерное состояние, нахуй, каждого из вас, блядь, вышестоящих. А мы просто, как Алсымов говорит, корохолок. Вот этот корохолок, который хочет, нахуй, снести этого Путина, он готов, блядь, взаимодействовать. А вы спите. Ищите хуй знает кого, которые вам как будто должны помочь. Кто вам поможет? Кто вам поможет, блядь? Украинцам. Только бывший СССР. Всяко из Грузии тоже люди потянутся. Потому что им тоже интересно снести своего ебаного президента. Понимаете? А мы с Башкортостаном, с Татарстаном готовы к этому. Мы готовы. Пусть нас нахуй мало, похуй, блядь. Мы готовы идти. Но только по нашему плану, по моему плану. Еще этот план никто не обговаривал. Вот именно по моему, который я всегда вам твержу, блядь. Что, блядь, нахуй, только через Башкортостан с Татарстаном будет разъеб Москвы, блядь. Только так. А вы будете также ебаться в одно дупло, нахуй, вот так, в своем кругу Украины. И все, вы не влазите оттуда. Только вот Курск вылезли и дальше не идете. Определитесь, вы идете или не идете, и зовите нас. Если вы, блядь, тормозите нас, зовите нас тогда, мы не тормозим. Мы не будем спрашивать, нахуй, ебаного Трампа, еще Байдена, еще всяких гондонов, немцев, вот этих фашистов сраных. Мы не будем их спрашивать, можно ли к нам идти в Москву или нет. Я не буду лично спрашивать, я ебал в рот их спрашивать. Кто они нахуй нам, чтобы их спрашивать? Оружие даете вы, идем мы. Понимаете смысл? И не нужно нахуй в ТикТоке мне нахуй негатив писать потом, блядь. Заебывать. Типа, идите нахуй. Мы готовы. Вы не можете расчехлиться. Вы не можете у папочки своего американского попросить, можно ли кого-то взять. Нельзя. Чё можно, чё нельзя. Вот такая хуйня у вас нахуй. Не понимаете, блядь, у кого, блядь, нахуй сосать дальше. Вытащить член, в конце концов, из жопы не можете понять, у кого, блядь, чей надо вытащить, чтобы другой засунуть, блядь. Сейчас запишу. Поэтому, исходя от этого, туганлар, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия и Дагестан, вы должны понимать одну вещь. Что мы должны двигаться только сами. Нам не нужны нахуй какие-то, блядь, нахуй подачки, унижения какие-то, которые, блядь, приводят к тому, что, блядь, нахуй, что люди не могут понять, блядь, с кем усидеться на одном стуле, блядь. Не нужны нам нахуй вот такие помогаторы сраные, блядь, которые не могут за свою жопу ответить конкретно, блядь. Не могут сказать, что, блядь, нахуй. Вот же есть же башкиры, вот же есть же татары, чеченцы, ингуши, которые могут что-то сделать. Где? 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 Где, блядь, ваше вот это действие, понимаете, в нашу сторону? А я знаю, почему нету этих действий. Я прекрасно это знаю. Потому что рулят над вами яхуды, которые против ислама, которые долбятся вот именно с Нетаньяху в одно десна, в одну дырку писают они и жрут с одного говна. Все в одном месте делается. А мы, мусульмане, вот эти 4 контингента, это мусульмане, которые нахуй хотят выебать нахуй Путина. Мы хотим, мы не манкурты. А внутри вас вот этот бардак сраный. Не можете определиться, блядь, кому дать оружие, чтобы они пошли. Не надо искать нахуй себе нахуй каких-то воинов, блядь. Мы есть. А почему этот разговор вышел? Потому что вчера, слушая Айсина, несколько моментов он говорил, и от этих слов
у меня образовались вот такие вопросы. Почему да почему? Вот почему. Понимаете? Когда лицемерие, мы не видим, блядь, как это кто-то сегодня сказал, блядь, в глазу бревно, блядь. Мы ищем каких-то врагов где-то там в Кремле, блядь. Понимаете? Мы знаем, что все враги в Кремле, мы знаем. А для того, чтобы, блядь, нахуй их уничтожить, нужно объединяться нам всем. Допустим, вместо Украины была бы Грузия сейчас. Воевала бы Грузия. Понимаете? Допустим. Копия, вот представили, Грузия. И вы думаете, что? Грузины сказали бы нам, что мы типа, ну, не нуждаемся в помощи, нам чеченцы, башкиры пусть не помогают. Кстати, чеченцы там рядом вообще, допустим, да, ведь недалеко, да? Они бы сказали бы, не помогайте. Или там же, грузины же также не сказали бы, азерам, блядь, не помогайте, не надо. Турции там не сказали бы, да, не помогайте, не надо. Вот так, да, они вот так себя вели бы, наверное, да? Исходя от этого, я вам говорю, что я хочу. Принцип моего вот этого наезда в том, что, блядь, уже надо глаза чуть-чуть свои, блядь, протереть и смотреть по сторонам. Не надо искать где-то за кордоном, где-то в ебенях американскую помощь. Вам они помогают финансово, физически, как я слышал, с Америки никто к вам не поедет. Потому что они не хотят дохнуть за вас, поймите. А у нас приоритет. Мы тоже не хотим дохнуть за вас. Но есть у нас свои территории, которые мы за них можем сдохнуть. Проблем нет. И в этот момент, и это и есть, блядь, рука руку моет. Это двойной удар будет. Вы там копошитесь у себя, а мы пойдем в Кремль. Проблем нет. Захотите, вы тоже можете отправить какой-нибудь отряд. С Ичкерии, с Дагестана тоже отряды пойдут. С Бурятии, с Якутии тоже отряды пойдут. Вот какой надо наезд делать Путину, понимаете? А не искать где-то там в пизде Кукуева какую-то помощь сраную, блядь. Непонятную. Какие-то воздушные нахуй сказки себе строят, блядь. Вот мы победим нахуй. Грубо говоря, вас уже, блядь, Путин отымел конкретно, если на то пошло. И исходя от этого, вам сейчас только остается нахуй отдуваться от этой хуйни всей. А отдуваться вам только один выход есть. Помочь регионам. А не тем пиздобольцам, которые у нас пиздят. Кашаповы, Гадбасовы. Пиздобольством вас никто не спасет. Понимаете? Если вы тоже... Давайте соберите всех солдат и начинайте пиздеть каждый день. Вот открывайте YouTube канал и пиздите. Посмотрим, Путин где вас будет иметь? В Киеве нахуй. В рот вам будет давать. В Киеве нахуй. Всем. Поголовно нахуй. Потому что вас не будет на поле боя. У нас сейчас копия этой ситуации. Чтобы нахуй разъебать Путина, нужно всем вставать. Всем. Вот как во время нацистской Германии вставали наши предки. Вот так. Объединиться нужно. А вы, блядь, в избе нахуй ссорите нахуй друг друга. Хуйней маетесь. Реально. Не можете определиться. Бьется Зеленский там, попрошайничать, уже, блядь, вот 3 года нахуй. Его уже, блядь, Трамп чмырит, блядь. Никак не может нахуй. Все равно попрошайничает. У нас говорят, это РСС. Похуист, так скажем, по-русски примерно. РСС. Ему похуй. Как бы он будет просить, ему не стыдно. Поэтому... Башкортостан, Татарстанга, да, еще раз я говорю, чтобы вот в такую ситуацию не встревать, как украинцы, только сами себя должны мы инвестировать. Вот всем инвесторам Башкортостан, Татарстанга говорю, инвестировать в наше дело, нашу будущую независимость. Мустакиль Башкортостан, Татарстанга. Другого варианта нету. Пример приведу, всегда хотел сказать, забываю. Вот чеченцы, допустим, вот в Бельгии, помню, в прошлом году собирали в мечеть. Решили купить мечеть. Они купили мечеть себе. Не соврать, сколько она была стоила. 200 или 300 тысяч евро, короче. Примерно, может, так, наверное, стоило. 200-300 тысяч евро стоила эта мечеть. Они собрали. Все мусульмане, чеченцы, наверное, больше, да, скинулись.
по всей Европе и собрали, они купили эту мечеть. Понимаете? А bizda boshqa татарларда нету сплоченности, чтобы собрать какую-то, так скажем, помощь, чтобы пойти на Москву. Вы только собираете против Украины, блядь. Огурцы соленые, нахуй, портянки дырявые, блядь. Вот этой хуйней вы маетесь. Со всех деревень, нахуй, у бабушек дерете с пенсии помощь, понимаешь, солдатам. Как будто бы Башқұртстан Татарстанда бабушкаларда башка кайгысы біткен, блядь, проблемасы. Топқанлар кімнен ақша сұрауға, блядь. Имансызлық, блядь, полный рост, блядь. Не то, что, блин, у вас башқұрт қаны аға, татар қаны. Сізде полное, нахуй, обрусение, блядь. Полное, нахрен. Понимаете? Поэтому я всегда вот говорю, блядь, манкурты, нахуй, первыми штабелями вы будете ложиться, нахуй. Грамм да жаль болмайсызны, этсеккенлерны. Грамм жаль болмайсызны. Потому что сіз барыбір, нахуй, бізді сатасыз қашан болса да. Иртәгә болса да сатырға можете. Шуңарға сіз білән только қысқаша ғана ұзақ-ұзын сігенерге түгіл, сіздің білән. Нашел халь, дуслар. Поэтому, надеюсь, я донес людям о том, что лицемерие в данный момент не прокатывает. И не нужно нахуй топить за Нетаньяху. Это касается всех крестоносцев. Не нужно топить за убийцу. Если вы против Путина, значит вы должны также сторону мусульман брать. Точнее даже хуй с ним, не берите сторону мусульман. Вы берите сторону адекватности. Что там в Сирии и то, что там, точнее, в Палестине умирают просто дети, просто. Они даже не башкиры-татары, они просто люди. Похуй кто, они люди. Мы же не говорим, что вот украинские дети, ну, крестоносцы, ну и хуй с ним, пусть умирают. Мы же так не говорим, никто так не сказал. Никто. Понимаете? Везде погибель это плохо. А когда вы топите нахуй за Нетаньяху, за нациста, блядь, это уже маразм. Маразм, лицемерие, блядь. Переход границ, блядь, человечности к пидорасической путинской системе. Вы же от этого не отличаетесь, когда вы топите за Нетаньяху. И поэтому вам надо определиться, вы с кем. С татарами, с башкиртами, с чеченцами или сраным нахуй нашим врагом полностью сионистским вот этим движением. Вам надо конкретно определяться. И мой совет, вместо зели нахуй, поставьте нормального украинца нахуй. Нормального украинца. Нормальный украинца родите и поставьте вместо Зеленского нахуй. Чтоб был украинец, истинный украинец, блядь. ХХ-МХ, чтоб он говорил, не как этот Зеля нахуй. Полуёбыш, блядь. Хуй поймешь, откуда вышел. Шундыхаль, дуслар. Надеюсь, донес всем, блядь. Поэтому нахуй лохов тут нету, имейте в виду. Это и путинистам касается, и украинцам нахуй. Лохов тут нету. Если мы, блядь, нахуй станем, как мусульмане, разъебем всех крестоносцев нахуй. В рот надаем всем, блядь. Мало не покажется. Шундыхаль, так. Ну, давайте пройдем по новостям. Что там происходит в мире. Если опять наткнусь на такую тему, опять от этой темы, будем дальше говорить про это. Так. Ну, как всегда, будем читать Куштау Байрам. 239 уже оттуда смс-ок, которую я не просматривал за ночь. Вчера чуть-чуть я смотрел. Вот так вот.
Вот, в тему, блядь, в тему какая-то вот тема прилетела. Но сейчас надо кое-что послушать, сейчас я. Томак, пиздец, кора. Вот, кстати, вчера исполнилось уже 8 лет с того дня, как 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил посла России в Турции Андрея Карлова. Это вам так, на заметку. Сделал он это настолько стильно, насколько это вообще возможно в нашем сером мире. Место он выбрал тоже максимально подходящий центр современного искусства, где произвел Карлова более 10 выстрелов, прокричав при этом: «Это вам за Алеппо, мы умираем там, ты умрешь здесь». К сожалению, через некоторое время Алтынташ был убит турецкими полицейскими. Храброго турка продолжают помнить и по сей день, и как вчера уже отметили в комментариях к памятным публикациям, чел просто fucking legend. Короче говоря, это чисто в тему появилось, я не знаю, это предпоследняя новость оттуда. Тут еще про Собчак идет тема еще. Вот, ну что можно сказать? Ну, можно сказать только молодец. Молодец, если узкожопые дохнут, это наша радость, блядь. От одного урода нахуй меньше стало. Можно сказать, как говорится, только поздравляю. Потому что, конечно, сам тоже умер. Вот что, плохо. Надо было съебаться ему. Но такие, так скажем, знаете, вот какие-то джихадские, какие-то террористические темы лучше не делать. Наша задача поймать Путина в живом виде. Памперсы накупим. Памперсы мы его наденем. Понимаете? Главная задача, нахуй, его взять живым, по идее. И Хабирова живым, и Миниханова, по идее. Потому что хуйней такой страдать не стоит. Потому что я как до этого в один день говорил, один день, не то что один день, блядь, 1 час, блядь, в обезьяннике, это уже пиздец, нахуй. 1 час в обезьяннике, это жопа. Плюс еще каком обезьяннике? Разные обезьянники есть, да, ведь? Если как у Асада, это пиздец вообще, блядь. Поэтому, исходя от этого, напоминая себе, мы должны каждого этого ублюдка оставить живых. Чтобы, блядь, нахуй, эти гниды гнили, нахуй, в тюрьмах, блядь, так скажем, блядь, нахуй, при нашем присмотре. Чтобы, как говорится, просто так сдохнуть им не надо давать волю. Это просто, это легко будет. Россия празднует 90-летие размывания макшанского и эрзянского этносов. Ну, и макшанские, и эрзянские народы долго добивались своей государственности, пусть даже формально, но своей. Однако Москва решила иначе, понимая, что национальное движение не успокоится в 1928 году. Москва решила пойти на компромисс на базе Саранского округа, отделить Мокшу и Эрзя Мордовский округ, который в 1930 году стал автономией, а в 1934 году превратился в республику. Задача, которая была в разрушении эрзянского и макшанского этноса, создания искусственно мордовского субстрата, который проще русифицировать. Мордовию изначально делали намеренно маленькой, не включая в нее многие макшанские и эрзянские этнические земли, чтобы еще больше облегчить себе задание по ассимиляции населения. Очищенных частей народа всегда проще действовать против малых групп, чем против больших, которые могут дать значительный отпор. Так, за пределом государства двух народов оказались значительные этнические территории Эрзии и Мокши в Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Ульяновской областях. То же самое было сделано черкесскими землями, разделены на 3 республики между Краснодарским, Ставропольским краем и Грузией. На фото сегодняшний концерт ко дню образования Мордовии. Кто эти люди на фото? К какому народу они принадлежат? Точно не Мокша и не Эрзя. Это новый искусственный этнос Морава. Мордва, блядь. Мордва, наверное. Это их праздник. Сколько им осталось праздновать, зависит только от того, насколько активно им противостоять. Ну, само собой, вот Эрзя и Мокша, этот Сырыс Булаянь борются, свободный Идел-Урал, про это, как говорится, пишет. Это касается Башкортостана и Татарстана, да. Башкортостана и Татарстана жерлері, да, хуй поймешь, где они. Поэтому, как я всегда говорю, брать будем все, чтобы не ошибиться. Вот и все. Нужно брать больше, потом, блядь, если вдруг чье-то оно окажется, чуть-чуть там отрежем с этого места. А так можем и не отдавать. Короче говоря, главное, чтобы, блядь, в нашей окружности
не были, блядь, узкожопых вообще. Там прохода не должно быть на наших землях. Ихняя земля только внутри 108 километров МКАД. Вот этот диаметр. Все, это. Так. Первым в России рудознатцем и основателем горного училища в Петербурге 1774 года по подготовке специалистов горно-кузнечного дела является башкирский рудопромышленник Исмаил Тасимов из села Каяново Пермского района Пермского края. Вот вам история. Значит, Пермь тоже полностью это наши земли. Поэтому даже прям там никто должен, блядь, рот не открывать. Пермь, Коми, все отойдет нам. Дальше потом мы уже выделим им, кто там, если мы найдем не русских там, вдруг не русских мы там обнаружим, мы им чуть-чуть дадим их, как говорится, земельку. А так все будет внутри нас. Хабиров без торгов отдал убыточной компании «Азимут» уже 4-й участок земли 32,38 сотки возле гипермаркета «Максидом». Судя по указу, участок выделили под строительство заправки. По данным сервиса «Контурфокус», компания «Азимут» учреждена в Уфе в октябре 2022 года. По итогам 2023 года показала убыток, а 6,1 миллион рублей сотрудников в штате у нее нет. Ну, понятно. Хабиров все продает, все хуярит. В жопу, блядь, Деган-Кебек. Чего можно сказать им, да? Ничего не скажешь. Вот так вот. Так. То у нас сейчас я что-нибудь послушать поставлю. То она утогла, блядь. Так, сейчас давайте что-нибудь вставим. Давайте кого будем слушать сейчас и комментировать кого-нибудь. Давайте. Что есть новое? Ну давайте вот этих уж Фариду Курбангалиева, а Руслана Айсина послушаем Фариду, что она пиздит и какая она стала. Итак, Хайрлы Кич, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и беседовать мы будем с уважаемой Фаридой Курбангалиевой. По-моему, пару раз уже мы на этом канале от политики беседовали, но с того времени утекло много воды и много ботокса с лица Владимира Путина, который сегодня, кстати говоря, выступал, и это тоже, мы, надеюсь, обсудим. Сяна Фарида, приветствую тебя. Хайрлы Кич, Руслан, приветствую всех, кто нас смотрит. Мы с тобой один раз беседовали на твоем канале здесь. Это было прошлым летом. Ну вот, видишь как. Это было прошлым летом, как в той песне. Та-да-та-да-та-да-та. Советская песня. Ну, ты смотрела путинское выступление? Ну, или нет, я не смотрела. Обзоры, я понимаю. Я только прочитала вот на «Медузе» распечатку текстовую того, что он говорил. Но само выступление я не смотрела, и поэтому оценить, как сильно утек ботокс из его лица, я не смогла. Вообще его регулярно надо подкалывать, поэтому, наверное, может, он долго не был у косметолога. Да, сейчас. Ну да, я думаю, что был, и поэтому он вышел, наверное, в люди. Я тоже, естественно, не смотрел, потому что это как бы ужасная пытка. Но как бы там ни было, он похвалил Миниханова. Так. Я, правда, не знаю, по какой причине. Я увидел, кто-то написал, что похвалил Миниханова, Кадырова, естественно. Один академик, другой тоже, как известно, кандидат экономических наук. Вообще, ищетельми меня? У нас 5%. Миниханов. И вот в этой связи, я знаю, что ты много вот по этому поводу даже наткнулся вчера на твое видео, что это ватный Татарстан, и поэтому... Вот сейчас потом почитаю, сейчас. Сделать стрим про неватный Татарстан. Это как бы не в том смысле, что мы будем выискивать каких-то неватников в Татарстане, хотя таковых достаточно, конечно. Но как бы там ни было, вот ты считаешь, что Татарстан выделяется своей ватностью? Я не знаю, выделяется он или нет, но однозначно я могу сказать, что татарам, так же как и русским, присуще имперское мышление. То есть мы не можем говорить о том, что вот русские подвержены там идеям русского мира, поддерживают войну в Украине, там Путина поддерживают, а татары нет. Я знаю кучу татар, которые абсолютно пророссийские, пропутинские, и Путин им очень нравится, они им гордятся. У меня родственники такие есть, знакомых много.
Вот, поэтому мне трудно сказать, насколько Татарстан ватный относительно других регионов. Может быть, он какой-то там, ну, я не знаю, средний по общему уровню. Но то, что так называемые ватники там есть, и это никак не связано с их этнической принадлежностью, это 100%. Но не кажется ли тебе, что это вот та тема, которая давно присуща татарам, и, ну, в общем-то, я это признаю, что оно такое есть, это как бы хитрость такая вот, ну, помнишь, не знаю, кто рассказывал, Дима Второв, твой бывший коллега по... Дима Второв, да. Да, значит, он мне рассказывал, что когда они ездили с Бабаем Блядь, тяжело в грузит. Москву, а он ходил в пул, да, президентский, то Шаймиев в Москве демонстративно разговаривал с тяжелым акцентом. Ну, почему? Потому что вот прям тянул, все демонстрировал, что вот он как бы не такой. Как только, говорит, мы прилетали в аэропорту Казани, он давал, хотел сказать, стрим, пресс-конференцию, и просто, говорит, у него слетало как из уст Соловьева и Киселева. То есть вот он пытался демонстрировать всячески, что мы как бы... Вот но это что-то меня... Начало не так уж. О чем они говорят? И все остальное. Встретились два татара, если пиздец. Как бы, тема такая у них уже. Иллюстрации Пиздешь. Не совсем релевантные. Но не исключаешь ли ты моменты, что вот они таким Пиздешь образом, как говорят, про жизнь, так скажем. шифруются? Я имею в виду элит. Шифруются в каком смысле, что ты имеешь в виду? Ну, делают вид, что да, мы как бы подчиняемся верховному князю, но как только Путин слетит, тут же выступят против Путина, говоря о том, что вот мы на самом деле стульчик-то ему подпиливали. Видите? Нет, ну это запросто может быть. Да, такое запросто может быть. Собственно, мы же то же самое наблюдали это в то время, когда рухнул Советский Союз, да, и мы знаем, что главы союзных республик возглавили вот те новые образования, которые стали самостоятельными и независимыми там, в 91 году. Некоторые, такие как Эмомали Рахмон. Короче, давайте здесь остановим, и сразу я скажу. Я понял вопрос Руслана, я понял, что она сейчас отвечает, посмотрим, и потом дальше подумаем, что они скажут. Но мое мнение такое, я это уже слышал от Кашапова. Кашапов сказал, что все они будут нашими. Типа, блядь, даже Набиуллина вопрос надо было тогда задать. Ну, а про то, что штаб татар в Москве, типа, они сейчас, типа, оказываются такие. И то, что, блядь, мэр Москвы, Подмосковья, что ли, этот хуй, блядь, не помню, как его, Марат, или как его звали, Ильсур Медшин, нет, это Казани. Еще один хуй, короче, который подмосковный мэр, татарин. Типа он тоже. Короче, этот вопрос уже был когда-то меня, так скажем, отвечен. Кашапов говорил про это. Типа они все типа молчат. Когда мы придем, они все наши будут. Переобуются, значит. Понимаете, смысл какой? Сейчас, получается, значит, где-то в ебенях мы должны жить, как попало. Кашапов там, блядь, в Англии, там, да? Руслан Габасов. А когда потом мы зайдем, оказывается, вот эти все, блядь, мэры, Набиуллины, Бодрановы, блядь, нахуй, вот эта вся поеботина, оказывается, потом нашими станут. Ёх, туаллар, я вам сразу отвечаю. Они нашими никак не будут, нахуй. Хазыр они кайфуют. Окшаларны рахатланып сыгып яталар. Вспомнил как раз вчера Айсен говорил, как раз сегодня такой вопрос задает ей. Это, наверное, он подготовил, наверное, этот вопрос. Но вчерашнем как раз таки был ответ у него, что Камиль Хазрат, сука, этот Самигуллин, и он сказал Биргалин, Башкортостанника Биргалин. Все типа коррупционеры и молчат насчет ислама. Лицемеры, и он вчера так пел, а сегодня вопрос задает вот такой. И сейчас мы давайте послушаем, но сразу я говорю, что мой ответ, что мы будем их всех зачищать нахуй. Биргалин уже тоже, блядь, нахуй, нос в дерьме. Самигуллин давно уже в дерьме. Манкурты это, вот эти и есть, блядь, мусульмане манкурты.
которые нахуй могут и за Израиль топить, против, как говорится, Палестины топить. Вот это вот из этой категории. Потому что Путин что скажет, то и говорят. Кадыров что скажет, то и говорят. Вот из этой марионеточной системы. Нам они нахуй не нужны. Башкирт буламы, татар буламы. Нам не нужны они. Особенно вот эта Фарида Курбангалиева из той же категории, масть. Пусть они уебывают по другим странам, живут в других странах, а Башкортостан или Татарстанда бізге ондайлар так и так жетерлік была, чтобы мы их как-то, блядь, лечили в дальнейшем. А вот наглые, которые с правительства, само собой, им пизда, блядь. Которые в правительстве сейчас сидят, мы их кастрировать нахуй будем. Которые, блядь, посадили Алсынова и 80 человек, просто которые гнобят наших сейчас нормальных односельчан, мы их будем конкретно кончать, блядь. Оларны даже, можно даже зинданга да утыртып тұрмасқа нахуй. Әрәм тамақ итеп. Сразу башын гына алырға оларны нахуй. Сігініп та тұрға түгіл. Вот так вот. Давайте послушаем. Интересные темы. До сих пор находится, по-моему, у власти, если я ничего не путаю. И чё? Вот, Причем тут Таджикистан? Очень многие там, вот эти все бывшие партийные бонзы, всякие там секретари обкомов, центральных вот этих всех вот партийных образований. Угу. И чё? Руслан, да, мы что-то пропадали из эфира. Да. Ага. Вот. Они же все были членами партии, очень активными. И, ну, в смысле, не то, что активными, они были членами партии на руководящих должностях. Ну и чё? Но когда пал Советский Союз и пала коммунистическая идеология, ничто не помешало им возглавить вот эти вот новообразованные государства. А кто еще, собственно, это может сделать? Это могут сделать, конечно же, только элиты. То есть те люди, которые уже находятся у власти, они в достаточной степени, ну, скажем так, продвинуты, образованы для того, чтобы и имеют определенные рычаги влияния для того, чтобы удержать эту власть и дальше. И я нисколько не удивлюсь. А я удивлюсь. Давайте остановим вот этот момент и скажем, никакая сука, блядь, которая сейчас не инвестирует в наше дело, окшалылар, как вчера, кстати, сказал Айсен Дурткишина, я как раз подметил, это Шаймиевы и 2 сына Шаймиева, и еще кто-то сказал. Вот эти 4, оказывается, держат весь Татарстан. Вот у кого бабки, оказывается. У 4. У 2 сыновей Шаймиева. Мен бит айтып тұрам, Шайми бля Минниханов күтінәсілерге. Миннихановның баласы бар ма, юк ма, білмеймін. Короче говоря, Миннихановның братишкалары бар. Получается, значит, 2 Минниханов и Шаймиевна 2 малайы. Шаймиев өзі еще придачу. Наверное, он про это говорил. Минниханов, Шаймиев и 2 малайы Шаймиевна. А Хабиров совершенно, да. Само собой, блядь, вся эта диаспора армянская, нахуй, всех выебать, нахуй. Поэтому Берни, нахуй, элита, которая сейчас там присосанная где-то, нахуй, как клещи, блядь, где-то сидят, мы им нихуя ничего не дадим. Блядь, біз барып Мәскәүне сігіп та қойды, нахуй, и оларға әзір беремізме? Кутағымыз суырсындар, блядь, оларға бір нәрсе береге түгіл, нахуй. Если, сука, из этих пидорасов вот сейчас, в данный момент, нахуй, Урал Рахимов, допустим, который в Австрии живет, блядь, вот сейчас они, вот сейчас, в данный момент, вместе с Сюляганом, да, нахуй, начнут помогать, хуй с ним, мы их возьмем в свою, как говорится, роту, дегенкебек, мы их возьмем к себе. Но потом пощады болмай, нахуй. Оны, блядь, зарубите құлағыңызға, көзіңізге, бүтін жеріңізге. Ол нәрсе не прокатит. Бізге ондай нахуй лицемерный маңқұртлар керегі жоқ. Бүтін нәрсені әзір еттіп тұрып, как Каримов кеткеннен кейін Мирзияев сразу әзір кірді. Ондай хуйня болмай. Таджикистанга то же самое я говорю. Имамали Рахмона ёбнуть когда ёбнете, поставить только своего нормального, который будет не против исламу. Самое главное, потому что Таджикистан против ислама, Узбекистан против ислама, Кыргызстан против ислама, Казахстан в таком же флаконе, наверное, то же самое, бля. Короче говоря, нужно ставить таких, которые будут, мусульмане, в первую очередь, чтобы они не будут против нахуй ислама. Даже рядом, чтобы они рот не открывали про ислам. Ислам сам по себе должен идти, правительство само по себе. Только таким макаром мы сможем что-то изменить. А если мы дадим
вот здесь в этот момент прокол и дадим власть вот этим пидорасам красножопым, которые в коммунизме жили, опять какой-нибудь 50-100-летний бабай встанет вместо Хабирова и Миниханова, нихуя. Аллах согласен. Будут только молодые, и тактика Башкортостана будет, грубо говоря, сама по себе. Ул даже Татарстанныкы кебек болмай. Biz құрабыз яңа Башқұртстан. Только шуларга гана biz ынтылырга тиешбез. Безгә кирәге юк нахуй патшалар. Ул патшалар хәзер имеп ята Башқұртстанны, бөтен җирен. Татарстанныкында нефть, бөтенләй бер кулларында аларны. Допустим, тот же Муста Каримовна внуга, хуй, какой-то родственник Сечина, блядь. Они нам нахуй не нужны. Алла сакласын, аларны бөтенесен күтенә сигеп, акчасын алырга аларны башта. Потом күтенә тибеп нахуй, бер трусикта гына җибәрергә, блядь. Берсен калдырырга түгел аларны нахуй. Берсен. Если, допустим, теоретически мы представим, да, что Татарстан или Башкортостан объявит о независимости, мне это сейчас, честно тебе скажу, сложно представить. Ну, допустим, это произойдет. Да. Я нисколько не удивлюсь, если тот же самый Миниханов, ну, скажем так, возглавит этот протест. Миниханов и его команда. Вот они будут теми самыми людьми, которые постараются, во всяком случае, не потерять вот эти вот рычаги управления и остаться у руля республики. Это абсолютно естественно и закономерно. Мы это уже проходили. Поэтому я в это верю вот в гораздо большей степени, чем в то, что вдруг появятся какие-то новые политические лидеры, какие-то оппозиционеры. Вот сейчас, например, я вообще никого... Они есть. Это я. Я мен күттігізге сігем. Татарстанны да қолға алам мен, блядь. Это я. Аллаға берса, мен кірем. Башқұртстанға кіргеш, Татарстанны да мен қолға алам. Нихуя Миниханов болмай Татарстанда, блядь. Хазыр енді, блядь. Менің бір қоным татарлар будут, блядь, по-другому, блядь, действовать нахуй, чем Башкортостан, что ли? Нихуя. Что получается, Башкортостанда будет система другая, а Татарстан Минихановская система? Та система, которая коммунистическая? Нихуя, балакайлар. Ондай хуйня болмай, блядь. Миниханов, Шаймиевларга bir gena оларга гана bir gena сүз була. Бүтін ақшаңны нахуй бізге бересің, өзіңе әзгіна яшауыңа қалдырасың пенсияңа, иссігіліп тоясың нахуй. Татарстаннан да, Башқұртстаннан да шығып тоялар олар нахуй. Ең бізге оларға яқшылық қылып біз түрмеге отыртмасқа может біз. Хуй с ним, ради Аллаха. А так нахуй, выебываться будут, пизда им нахуй. Бүтінісін нахуй, кешенлерген нахуй, түрмеге тығырған нахуй. Копию, как, блядь, Асадовскую тюрьму надо их запихать нахуй. Чтобы они страдали, гандоны, блядь. Как сейчас, блядь, и от Хизбут Тахри дурт кызны тығып куйдылар. Нихуя не смотрят, ни Камиль Самигуллин не защитил их, никто не защищает. Всех нахуй оттуда по-хорошему гнать, а так кишенлерге бүтінсін нахуй и түрмеге тығырған нахуй. Вот и все, блядь, подвал минус 50 этажей вниз нахуй, где вот нефтяные трубы есть, где роют они, с какого километра они начинают нефть качать. Вот туда в подвал нахуй запихать всех нахуй, пусть там живут ублюдки. Только так нахуй. Вот видите, уже, блядь, сейчас скажу минуты, зайдете, уже 6 минут 46 секунд, уже Фарида показала себя, что за мразь. Понимаете, почему? Я же курганымны, ишітканымны айтам, мен нахуй пиздеть не буду народу, бля. Мне это не надо. Фарида двухстульная. Фариданы ири урыс болған. Мен бит айттым нахуй. Бу Навальниска. Это та мразь, которая за хороших пидорасийских русских топит. Это та мразь. Если он еще баласы да бар, шу урыстан, само собой уже бу маржаға айланган. Продажная шкура. Шукыншық. Поэтому, как он, блядь, вообще, он пиздит этот Руслан Айсин с ней, я бы нахуй не пиздел бы. Понимаете смысл? Поэтому, как говорится, Фарида гүмір бойы нахуй, был да, блядь, ОРТ-да койдадыр, блядь, ведущий урысларға, гүмір бойы нахуй, ишак, блядь. Поэтому от такой пидораски нахуй, потаксага, без нихуя шанмайбыз. Поэтому даже принципиально просто я смотрю, показать вам, что каких людей слушать, каких не надо слушать. Нам не нужны такие люди, понимаете? Это те люди, которые нахуй в любой момент перекочуют в сторону русских и нас сдадут. Понимаете? Поэтому Татарстан, бля, Башкортостан уянырға тиіш таким образом, чтобы у нас не должны быть нахуй манкурты внутри нас.
Мы должны уничтожить этих манкуртов, подобие вот таких Фарида, Мурзагулов. Потом еще найдем видео Мурзагулова, к нему перейдем еще отдельно. Мурзагулова будем еще, как говорится, смотреть, что он делал там, блядь. Украинга барган, бро. Ни одного такого человека не знаю и не вижу. Я знаю, что у тебя другое мнение по этому поводу. Ты считаешь, что... Насчет лидеров? Просто я когда у Нет, тебя насчет брала... лидеров я с тобой согласен, я тоже не вижу. Да? Насчет лидеров, Я да. просто помню, когда у тебя брала интервью для «Новой газеты». Не видят лидеров, оказывается, эти долбоебы. 23 года. Ты мне говорил, что вот определенное время рождает определенный запрос на какого-то харизматического лидера, и вот он тогда может появиться. Он, может быть, тогда появится, но сейчас вот я просто на данный момент таких персон не знаю. Вот. Но в то, что, допустим, Миниханов постарается остаться у власти и возглавить независимый Татарстан, я верю гораздо больше, чем в то, что появится какой-нибудь, я не знаю, там, условный Ильдар Хакимзянов, да, который будет претендовать на место вот этого нового лидера. Но они не дают, собственно говоря, видишь, по сути-то говоря, ну и может и наши немножко, как это вот, есть такое слово сульпян татарском, ну, вот, неактивный, да, правильно перевести, пассивные такие вот. И я смотрю, что вот по традиции, ну, много же, ты знаешь, наших татар в Европе, которые очень активные ребята в своей отрасли, искусство, культура, мультур, туда-сюда, песни, танцы. Но как только ты говоришь, давайте там какую-нибудь политическую, общественно-политическую движуху запустим, все, никого нет, исчезают ребята. При этом в своих отраслях, там, начиная какой-нибудь Айгель, там, и так далее, очень талантливые, очень деятельные, очень организованные. Здесь люди. остановим. То есть здесь... Курдагес о чем говорит он? Все эти звоночки потихоньку идут к тому, что, наверное, мир уже башарамный курс от шкири буламан шекелек в дальнейшем. Вот идет к этому, блядь. Мне кажется, они не могут понять, кто может нахуй повести, блядь, Башкортостан против Москвы, блядь. Они не могут понять. Почему? Потому что мои каналы неразвитые, они постоянно попадают в какую-то депрессию, нахуй, блокировку, блядь, всякую хуйню. Вот примерно такая хуйня. Поэтому, наверное, мне кажется, блядь, рано или поздно, наверное, менің ішім бітмеймін, нахуй, өзімні меня курсаторға керек шекелік, нахуй. И именно был Руслан Айсинга, это будет ответочка, нахуй. То, что он не видит, блядь, потому что, нахуй, смотреть надо разные каналы, нахуй. Не именно же, нахуй, чтобы там человек высвечивался, блядь. Может, человек еще не готов, как говорится, к обозрению, блядь, нахуй, всемирному, нахуй, себя, блядь. Может, он стесняется, нахуй. На то уж пошло, блядь. Допустим. Поэтому, Туанар, нужно понимать одно, что в первую очередь, мин, Башкортостаннан болып, бірінші мен Руслан Габбасовны құлларым. Потому что он менен олырақ, ол бірінші башлаган, мен оны көтеререм. Понимаете смысл? Но, көп әйбір білен мен оны білен келішмеймін. Келішмәгенім үшін, біз оны будем, так скажем, как это, блядь, это слово правильно сказать? Чуть-чуть подводить к правильным действиям. Более решительным действием. Мы его будем, вспомнил, корректировать его действия, чтобы он, блядь, юкламаска деген жерде юкламаска тиеш, юкла дегенде юкларга тиеш. Вот примерно такая хуйня. Он должен, как говорится, быть флексибл, как немцы говорят, флексибл. Блядь, по-русски как это будет? Сука, вот такой. Блядь, по-русски забыл это слово, блин, бәттәге. Короче, мына шундай сығыла тұрған, онда сығыла тұрған боларға тиеш. А Руслан сығылмай. Вот в чем проблема его. Поэтому нужно быть чуть-чуть флексибл со всех сторон. А вот против Москвы нихуя сығылырға керекмей. Мы, допустим, Москваны сігірге дедік мы, нихуя он не должен заднюю врубать. Вот такой он должен быть. А вот в каких-то других местах он должен быть флексибл. Примерно так. Нет, но почему-то вот в политическом поле, то ли потому, что хотят вернуться, мне трудно сказать, то ли из того, что вот то, что мы с тобой говорили вначале, слишком хитрое, 7 раз отмерь, еще 30 раз отмерь, потом подумай там. Вот я увидел, вчера, по-моему, я обсуждал выступление Миниханова по поводу его критики муниципальной реформы, да? Ну, он за здравие, там, народ, понимаешь ли, туда-сюда, вот критика, кто они будут, они разве будут работать, вот мы будем работать. И в конце говорит,
Ну, примут на благо государства, чтобы и все. То есть критиковал, потом, как говорится, за здравие поднял тост. Ну, это вот типичная вот история, да, из... Ну вот это вчерашний эфир его. Там и сям, и нашим как раз напоминает он сам. Готовы действовать. И, собственно, я не знаю, если говорить о том, что все будет разваливаться, действительно, а кто может это сделать? Ведь когда в конце 80-х... Так, нет, брат Айсен на ФСБ работает. Ну, Кимбельсон, я не могу сказать. А вот Фарида это гарантия. Но Айсен я не знаю, блядь, нахуй. И плюс, вчера, если я правильно понял... Что за сепар, сапожник, не дай Аллах, такие как этот человек в классе, ужас просто, кафир. Рама, блядь, нахуй, борс сыгылып кот нахуй мындан, эцеккан, югал мындан нахуй. Сепар, блядь, ташак, блядь, манкурт. Короче, я вчера одну вещь поймал, вот хорошо, еще раз, если, когда время у вас будет, посмотрите-ка. Руслан Айсен вчера сказал про кого-то, у кого глаз чуть-чуть моргает, что ли, кысык дидамы, вот в своем этом вчерашнем одночасовом пиздеже. Про кого он сказал, я таки не понял, блядь. Про Путина пиздел, а потом он сказал, что вот здесь тоже где-то есть люди, у кого глаза кысык, типа, ну, типа, зажатые глаза, что ли, он сказал, блядь. Про кого он что-то он сказал, блядь. Вот это я не понял, блядь. Ну ладно, если кто поймет, потом скажете, про что он говорил тогда. Вот этот момент я его не понял. Если даже он ФСБ, суть, значит, они с Фаридой одинаковые. Вот только такой выход выходит, если он, допустим, обнаружим, что он ФСБ. Примерно так. Таким же макаром же Кашапов же выгнал этого Павла Железняка, который напал на татар, напал на украинец, который работал вместе с ними все это время. Они сказали, типа, он ФСБ. Его вытулили. Меня вытулили, потом его вытулили после меня. Вот такая хуйня была. Со своего ебаного группы, плюс, а он вообще на них работал, полностью его выгнали. Вот так вот. Но не знаю, почему у Руслана Айсена они не видят, что они этот ФСБ, не ФСБ. Удивительно, короче. Или просто они держат тех людей, которые пока им нужны. Вот что-то так. Вот я думаю так. Что-то тут не то. Все развалилось. Ты помнишь, и обком пытался влезть, и КГБ в процесс национальных движений. И там группа была в обкоме. Кстати говоря, Морозов, да, который вот идеолог Единой России. Который сейчас в Госдуме? Ну да, вот этот вот идеолог Единой России был одно время. Он же работал в обкоме, он тоже пытался на вот процессы, связанные с ТОСом, влиять. А знаешь, ты не знаешь, отец у него был генерал НКВД в Татарстане. Да, я слышала об этом. Да, то есть вот он, значит, сыночек пошел туда, потом стал соратником Шаймиева, да, то есть человек, который поддерживал суверенитет, потом раз... Стал... Вот про ТОЦ говорит. ТОЦ это вот это как раз кашаповское движение. ТОЦ, который закрыли. Бесспорно, там талантливый, не тупой. ТОЦ это но все равно Татар, и, значит, какой-то ОЦ, какой-то ТОЦ, как его назвали? Они вполне поражают. Движение татар, короче. Шаймиев, там, остальные, они же все действительно были коммунисты до мозга костей, потом стали националистами, ну так, мягко говоря, потом стали демократами, сейчас опять там путинистами, милитаристами в конце концов, да. Но все-таки вот так или иначе, есть же у нас прослойка достаточно умных людей, медийных людей. Почему ты, как ты считаешь, почему как бы в этническом плане вот татары такие с именем, ну, не могут объединиться? Или же вот процесс дезинтеграции этнический, он уже такой очень серьезный, не склеишь эти осколки? Объединиться в каком смысле ты имеешь в виду? В какое-то политическое образование? Нет, не обязательно. Условно говоря, туса какая-то. Ну, вот мы там у кавказцев знаем, он достаточно... Господи, у татар сколько там, я не знаю, было какое-то бесконечное количество туз. Как только, есть же даже такая какая-то шутка-прибаутка, как только появляются там
я не знаю, 3 татарина собираются, они сразу начинают думать, как образовать какую-то тусу. Очередной какой-то конгресс таких-то татар, там какое-то землячество таких-то татар. Вот даже в Европе, насколько я знаю, таких организаций несколько. И более того, они там еще между собой конкурируют, как-то, я не знаю, там враждуют, не враждуют, но могут какие-то отношения выяснять и так далее. Мне кажется, вот с этим у татар вообще проблем нет. Они очень страшно любят объединяться, создавать какие-то... вспомни штаб татар Москвы. Ну, Штаб. нет, ну это тогда вы с ума сошли, там, кто-то мне позавчера прислал. Слушай, ну, ты говоришь, они с ума сошли, да? А вот они про кого-то там другого говорят, что? А вот там кто-то другой с ума сошел, понимаешь? И каждый такая... Галиевы сошли с ума. Да, вот сидят они вдвоем там, яд со зла, и перемывают кости нам. И продают родину. Да, вот абсолютно. Вот с тем, чтобы объединяться в какие-то... Штаб татар сказала, нахрена не нужны. Литературные, условно. Придурки. Татар нет никаких проблем. Другое дело, что, это все имеет какой-то, знаешь, такой очень, какую-то местечковую такую окраску и масштаб. Ну, то есть, собираются они там, перетирают. Я не знаю, я сама была много раз на тусах татарских в Москве, когда жила, в доме Асадулаева. Вот, там собирались дедушки татарские, которые там, московские татары. Да. Господи, что-то они там обсуждали, какие-то проблемы, там, типа, вот, знаешь, из разряда, кто занимает такое-то там у нас помещение по вторникам, давайте его оттуда выгоним. Да. В общем, главное, чтобы были какие-нибудь концерты. Вот. На этом все. Полпредство Татарстана потом отчитывается о том, что, значит, в Казани, о том, что оно провело вот такую-то работу. Но я тебе хочу сказать, что я на самом деле нашему полпредству, кстати, очень благодарна московскому, потому что в свое время Равиль Калимулович, каких бы он идеологических там взглядов политических не придерживался, он как раз собрал всех московских татар под свое крыло, объединил их. Он помогал мне и моему мужу ушедшему делать, допустим, презентации документальных фильмов и вообще помогал с организацией съемок. Поэтому вот тебе яркий пример того, как татар объединили. Вот их реально объединили, татар, живущих в Москве. Это объединение строилось по принципу либо ты этнический татарин, либо ты человек, родившийся в Татарстане. Туганлар, пиздеж, по идее, блядь, про Татарстан, мне кажется. Сейчас перейдем на другую тему. Добавлю. Короче, штаб татар – это место дерьма, я вам скажу, блядь. Татарларга это касается, блядь. Это дерьмо, это сборище манкуртов, которые долбятся, нахуй, в обе щеки, нахуй, с Москвой, блядь. Поэтому, как говорится, Москве татарлар за свободу Татарстана и Башкортостана хуй вы найдете. Шуны біліп қойыңыз, нахуй. Мәскеуге барып жеткеш, олар дүмбәсләп сигерге бөтенесін, нахуй. Бөтенесін, блядь. Бірге қушып, нахуй. И все это чмошники нижегородские, притом там. Все ЦЦ, МЦ, нахуй. Кутак, кепек, суляшалар олар еще, блядь. Пидорасы, блядь. Поэтому, как говорится, Мәскеудагилар уже bu Татарстандан да бәттер, нахуй. Уткен пидораслар, нахуй. Это, грубо говоря, урысы инде бұлар. Алар урыс конкретный, нахуй. Поэтому больно с ними, нахуй, что-то, блядь, бла-бла, нихуя. Все муллы, манкурты, все гандоны там, все муллы, блядь. Хуже, чем даже в Татарстане мулалара, блядь. Поэтому, исходя от этого, нахуй, штаб татарны вообще вы забудьте, нахуй. Якынлашмагыз анда. Это не наше движение. Наше движение, нахуй, разъеб Москвы. А они хотят жить с Москвой вместе. Просто чай пить, нахуй, чак-чак, мачак, блядь, нахуй, пачак, блядь. Как они говорят, пацак, нахуй. Вот так, как эти, блядь, начинают, блядь, пиздеть на своем ебаном языке, блядь, искажая, блядь, истинный татарский язык, блядь, ташаклар, блядь. Поэтому, исходя от этого, наша такая, дуслар, это хуйня. Больше түгел. Была на Сулео. Давайте Эсгана еще перемотаем, посмотрим, как он есть, уловим в этом пиздобольстве. Мне кажется, уже Айсену не с кем говорить, блядь. Мне кажется, ему точно со мной надо поговорить. Я ему вещей вставил бы только так, нахуй. О чем он думает, вы поняли бы, вы услышали бы от моего канала, который реально топит, как я считаю, да, ведь.
вы поняли бы суть егошнего, истину Айсена мы тогда бы поймали бы. Он бы не отвертелся бы от моих вопросов, которых я его заебал бы задавать ему вопросы мои, такие тупые, на которых я до сих пор пока ответа не могу найти. И вот мы посмотрели бы, что бы он ответил бы. И самый главный вопрос для него, для Айсена, если вдруг он услышит мой канал, когда он двинется с автоматом на Москву. Вот этот вопрос, и на него пусть он ищет ответ. Когда он двинется на Москву с автоматом, вместе со мной, вместе с Русланом Габбасовым. Когда мы идем, вот троечка нахуй, как Вицин, Моргунов, Никулин, идем на Москву. Вот на этот вопрос мне пусть он найдет ответ. За ним, само собой, должна быть стоять его аудитория. Сколько у него там? Татполит, 29 800 почему-то в этом канале. Странно. Недавно же 100 тысяч было у них, блядь. В другом канале, значит, это. У них, значит, несколько каналов. Здесь что-то мало, нахуй. А, это, может, его собственный канал, блядь. А тот с Русланом Чеченцем другим. Как это... Бля, фамилию не так назову, блядь. Что-то странная фамилия у него, нахуй. Обижу я его еще. Каким-то на К, короче. Короче, с этим Русланом Чеченцем там будем говорить, да? Вот так вот, Туганар. Поэтому, исходя от этого, можно понимать, что Татполита 29 800 тоже что-то мало, я вам скажу. Что-то, значит, Руслан Айсен никому не нравится из татар, да, получается так? Вы же татары, блядь, с Казани. Топите за него, что вы не топите-то? Он же за свободу вроде говорит. Машун дыхаль, Дуслар. Поэтому, не знаю, давайте сейчас чуть-чуть перемотаем еще куда-нибудь. Вопрос какой-нибудь. Он задаст? Нет, в конце концов, блядь. Да, с той точки зрения, с точки зрения каких-то, знаешь, знакомств, сохранения связей, сохранения соединения там с какой-то политической повесткой. Хуйня. Это уже молодое поколение. Оно резко отлично, потому что это более циничные люди. Но вот как я считаю, как я видел этих людей, это абсолютно вот именно функции бюрократы. Ну, даже скажу такой момент, что с нами там, ну, как-то у них какие-то все равно принципы есть. А вот молодая поросль, уже молодое поколение, оно резко отлично, потому что это более циничные люди. Но вот как я считаю, как я видел этих людей, это абсолютно вот именно функции бюрократы. Ну, даже скажу такой момент, что с нами там ходил один парень тоже в форуме, а потом он стал большим чиновником. Большим чиновником. И как-то вот тоже на каком-то мероприятии конгрессском косвенно он меня увидел, говорит: Руслан, ты как дурак ходишь с этими общественниками? Я говорю: ну как, ты же сам недавно ходил. Я говорю: это идиотизм, надо деньги делать. Надо деньги делать. И я понял, что как бы вот этот человек, он еще страшнее, чем вот эти вот его старшие товарищи. Ну, потому что он чисто вот нацелен на какие-то беспринципные. Вот здесь остановим. Поймал момент. Как раз у меня есть один хуй, Марат, айтишник, блядь, Казанда. Он мне что сказал? Я же постоянно об этом говорил. Блядь, нахуй, сегенме, он мне сказал. Ну, даже есть где-то его, да, эти смс-ки я, может, не удалил еще. Типа, сегенме нахуй, съебался, живи нахуй на свое удовольствие. Да и до меня, ул. Мин шок таблдом, блядь. И вот у него тоже такая же история была, оказывается. И он это сейчас рассказывает, типа, хуй какой-то стал чиновником. А это тоже такой же. Это тоже, блядь, нахуй, казанский невъебенный хуй, айтишник, которому ничего не надо, бабки есть. Конечно, ему эта власть нужна. Эта ебаная власть коррупционная ему нужна. Ему это нравится. Он не хочет воевать. Вот как раз вот его, вот этот момент тоже такой же. Поэтому башкортларга, хам татарларга, там Башкортстанга, особенно Татарстан, хуй с ним, блядь. Главное, Башкортстан для Татарстанда мы должны, как говорится, этих вот таких, которые окшага ульганларна, мы зачистить должны. Понимаете? Не в деньгах дело. Не в деньгах дело. Если ты зарабатывал, хуй с ним, блядь. Но когда мы к тебе подошли, и ты начинаешь топить за Башкортостан, допустим, когда мы уже зайдем или что-то в этом роде, и идешь с нами, как говорится, в Кремль, воевать, хуй с ним. Мы закроем на тебя глаза, на таких. Хер с ним. Но если ты
зайдя, мы когда зайдем, блядь, ты еще будешь кабениться там, блядь, говорить нахуй это и начинать дёру давать. Ну, пизда тебе, блядь. Сен нихуя бізге нахуй туған болмысың, сен манкурт боласың. Потому что ты, получается, баланду жрал, вот со времен Путина, да, это, как говорится, кайфовал, все. А когда мы зашли, блядь, за независимость, ты съебался, нахрен ты нам нужен. Это касается, я считаю, блядь, каждого. Не только этого чиновника, а любого, который даже в низкой работе, который работает и говорит, что меня шулжитарлик, главный был Путин. Нахрен нам не... Бізге житарлик тугел. Вот тут-то как раз-таки будет именно тот момент, кому деньги, а кому власть. А нам нужна будет свобода. И вот и наше различие и есть вот в этом-то. Поэтому, как говорится, если от него, получается, тот ушел, и Руслан остался в этом движении, значит, как-то можно понимать этот момент. Вещь. И теперь вот проблема в том, что, о чем многие в Татарстане и татары думают, да, напрягают голову, а вот уйдет, например, Минихан, поставит какого-нибудь, ну даже условного Хайруллина. Ведь Хайруллин, как бы вот с точки зрения привязки к почве, он хуже человек, скажем так. А Хайруллин это кто? Ну, Хайруллин вице-премьер федерального правительства. Или Хайруллин? Нет. Хайруллин же он, да? Который Подожди, курирует нет. строительство в правительстве. Который был министром строительства у нас. Марат Хайруллин? Да, Марат. Ну, Хуснуллин. Марат Хуснуллин, во, который я говорил. А Хайруллин или Хайруллин в Госдуме сидит. Наш депутат много лет. Татарстанский. Ты имеешь в виду, это Ирик Гельмудинов есть. Да, Гельмудинов. Нет, это Гельмудинов, да. Гельмудинов это... Или Гельмудинов, да. Но я говорил другой, да, который Подмосковье. А Хуснуллин это наш, который был у нас министром строительства, потом он уехал в Москву, к Собянину, там у него работал, сейчас вице-премьер. Да. Вот еще вице-премьер он? Как бы есть, скажем, опасения, не опасения, я просто выражаю определенное мнение, да, которое бытует о том, что вот Шаймиев передал бразды правления Миниханову, и помню, что эта шутка ходила, что он ему, анекдот известный, подарил автомобиль, но без руля. Минихан уже как мастер спорта по гонкам, по гоночному спорту, и спрашивает, Тимир Шарифович, а где руль? Он говорит, а руль-то зачем тебе? Он у меня будет. Вот эти вот шутки ходили. А, дескать, после-то Миниханова кто придет? Условно, Медшин, как я его называю, Котлетшин, или, дескать, Хуснуллин. Но это люди уже такие более циничные, бесспорно более такие бесчеловечные, чем вот эти вот предыдущие. И, дескать, они вот сдадут все, что есть, там, остатки суверенитета, татарскости и всего остального. Есть такое общее заключение, общее беспокойство. Дескать, мы не сможем отстоять там свои позиции. А кто смог там? Только Кадыров, но и то после смерти своего отца. Больше что в российских регионах нету примера преемничества вот такого типа. Слушай, мне кажется, и Медшин, и Хуснуллин – это еще не самые плохие варианты. Во-первых, это очень такие сильные управленцы. Особенно Хуснуллин, который сделал блестящую совершенно карьеру. И сейчас сидит очень высоко. И он, кстати, между прочим, Пиздец. Это нужно же быдло. Это быдло народ. Быдло народ на комментарийларni o'qiymiz, блядь, mында. Фариданы har vaqt ko'rarga shotmiz, yishrak kiylegiz. Какой-то Рама Маринес написал. Я просто хуе. Второй. Мы два прекрасно представителя татарского народа. Блядь, что за нахуй, блядь? Что за тупорылые комментаторы у них? У каждого канала, значит, свои, это туры келген комментаторлары да бар. Замечательный разговор, ждем продолжения.
Foydali stream uchun zur rahmat Ruslan Efendi ham Farida Hanum. Ой, блядь, это что за нахуй? Я хуе. Фарида светлая голова, она наше будущее. Руслан даже немного растерялся перед ее разумом. Руслан, Фарида, наша светлая голова, а не наша гордость. Сука, блядь, какой-то, сука, Рустам пишет. Я просто поражаюсь, нахуй. Тут, блядь, вопрос стоит, блядь, насчет Руслана Айсена еще. Вопрос, блядь. Фариданы моқтылар. Я хуе, просто... Мне просто поражаюсь над тем, что, блядь, нахуй... Они не могут понять, блядь, где, блядь, нахуй... Свобода Татарстана... Не говоря, что про Башкортостан, это про свой Татарстан они обсуждают, блядь. И они не могут разобраться, кем нарся, блядь. Кто на каком хую сидит, блядь. Понимаете? Мне просто поражаюсь, блядь, нахуй. Ну, Руслан Айсен на хуй с ним, Моктагас, молодец, историк. Ну, Фарида-то чё? Фарида кутляк, нахуй. Кутляк, блядь. Кутляк для непонимающих, это, блядь, шлюха. По-татарски. Кутляк. Кутляк это называется, блядь. Сегеніп жүрген урыслар білән. Боласа да Урыстан, наверное. Шундай, блядь, манкуртша нахуй будет топить за Татарстан? Хуй, блядь. Она будет топить, чтобы в Татарстане правили русские. Вот это будет она топить. И вы будете любить ее в таком образе. Потому что вы тоже ебанутые, по сути, блядь, сами. Короче, понятно, я вот 30 минут эфира, я уже понял, там смысла нет, это муму нахуй. Давайте идем дальше нахуй. Сыктык нахуй, мандай каналны нахуй. Вчера только Мохтадом, блядь, он охуенный стрим был, он один. Лучше он один пусть пиздит, блядь, чем с кем-то, блядь. Не можешь срать, не мучай жопу, блядь. Нашел с кем, блядь, с Фаридой пиздеть, блядь. Так. Лучше өзімізді нахуй темаға өтік. Башқұртстанны Татарстан үшін нахуй шуғына қалған енді бош қотыраға қойғырған нахуй. Сібірге керек, блядь. Сегеніп қатсынлар, блядь, өзлері, блядь. Заебали, блядь. Неотесанные татарлар, блядь, которые не могут нахуй расчехлиться, блядь. Кто тут душман, кто, блядь, нахуй дус, блядь. Не могут понять, блядь. Ублюдки. Которые постоянно под Башкортостан копают, блядь. Пришла тема, как раз хочу сказать, блядь. Башкортстандағы татарлар, если бош көтере тұрған болса, бізге қарсы, блядь. Көтіңізге сігіп, қазанға алып барып қоям, нахуй, сізні. Бүтінігізні, нахуй. Туғаным боласың мы, қарындашым боласың мы. Похуй на вас, блядь, похуй. Если вы, блядь, будете топить, как узкожопые манкурты, вы нахуй не нужны такие татары в Башкортостане. Имейте в виду, блядь. Потому что вы пиздолизы, нахуй. Ворота, нахуй, открыли казанские. Вы, блядь, это не надо забывать, нахуй. Каждому татарину это относится, нахуй. Каждому, блядь. Которые открыли ворота, чтобы, блядь, Башкортостан был захвачен, блядь, после вас. Если рассматривать историю вот таким образом. А не так, что, блядь, сперва башкортов захватил Иван Грозный, а потом татар. Не может же быть такого, нахуй. Не может. Тот день только карту мы изучали, в каких годах кто что был, когда захвачен. Вообще, Сибирь, хуй знает, после нас только было захвачено. А первые, блядь, захвачены вообще это вот эти... Эрзя, Мохша, вот они захвачены. То, что к Москве близко. Они потихоньку, вот так шли. Это же нормальное явление, блядь, потихоньку идет. А не так, что Иван Грозный же захват, блядь, с Японии не начинал, блядь, наоборот, с Японии захватывал, да, сюда шел, да, с Аляски, допустим. Адекватный ответ это шли с Москвы туда. Каждый год добавляй, блядь. Жундыхаль, дуслар. Короче, сектам нахуй. Слушать даже не хочу их. Ебанутые нахуй. Муму, блядь. Мы сигалер. Так, вот самое интересное, блядь. Вы дождитесь, что улицы начнут перекрывать. В администрации Орджоникидзевского района жарко. Там проходит обсуждение открытия центра помощи заключенным. В тот день только, помните, говорила, блядь, это овца одна какая-то. Типа, вот надо помогать заключенным Башкортостана туда-сюда. Ну вот, Черниковка, да, какая-то хрень. Уфада. На встречу пришли люди, которые выступают против. Ранее, напомню, более 5000 уфимцев подписали петицию против центра пробации. По их мнению, открытие центра представляет угрозу жизни и безопасности у горожан и детей района. Повлиять на качество жизни горожан создаст риски для их здоровья и благополучия.
Уже Черниковка, миним Белекей Вахтамнан, блядь, был опасный. Туда никто не ездил, блядь, даже учиться. Боялись. Там на улице выйдешь, гоп-стоп наркоманы, гоп-стоп какие-то суки ножами, блядь, ходят, да хоть чем, блядь, нападения и так далее. И это место более-менее вроде бы сейчас начало нормализоваться, вроде бы как. Опять такое дерьмо, нахуй. Опять какое-то дерьмо. Это как, нахуй, блядь, каком-то там... В Париже, говорят, 18 район, блядь. В Париже. Опасный. Черный район. То же самое. Уфана, ебанутый район, Черниковка, блядь. Вся шваль там, блядь, живет. Так. Сирийские войска забрасывают российской военной техники камнями. Ну, как я всегда говорил насчет Сирии. إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت. Но я вам одно скажу, конечно, сирийцам технику надо было оставить. Зачем они отдают? Я в тот раз тоже говорил. Нахрен отдают эту технику, блядь. Урсланы сигir үшін оны қолдырға ие, блядь. Тұтынмас, бермәске ие қайтарып. Всех надо было нахуй выгнать солдат, просто взять, посадить на самолет военный и нахуй отправить их, блядь, в Россию. А этих, блядь, технику, все, корабли, все отжать нахуй. Все, блядь, оставить себе. За то, что, блядь, они 13 лет мучились где-то в степях, в пустыне. Вот за это оплата. Оплата, блядь. Вот украинцы же просят за бомбежки Украины дотацию какую-то. Будешь же просить от Москвы, когда они проиграет Москва? Да, то же самое. Репарации, как это называется? Вот репарации надо было взять. Асад съебался, твой друг, а ты у Асада бери, а мы твое заберем. Надо же было башны штатерга. Мины чакырга кереги, инам баттагилары, блядь. Долбоебы. Русскому миру сегодня объявлена война, заявил Путин. Классика. Сначала ты атакуешь соседнее государство, утверждаешь, что это твои исторические земли и что защищаешь русских. Ну, как везде. Вот я вам об этом говорил всегда. Даешь команду своим придворным визгунам оскорблять соседние народы, постоянно напоминаешь им, что их земля это подарки русских. Потом удивляешься, что русским миром все воюют как с чумой. На самом деле, больших врагов русского мира, чем его так называемые защитники, не найти. Но, видимо, в полной мере оценить вклад дедушки в дело дискредитации всего русского смогут только потомки. Мне кажется, блядь, нахуй мы в таком положении живем, даже потомки не поймут, нахуй. Даже потомки не поймут. Потомки поймут, когда мы им пизды дадим, загоним Москву, нахуй, и в кандалы, нахуй. Вот тогда поймут эти узкожопые потомки. Или подонки. Мана шулай гана. Так. Даже после окончания войны в Украине РФ продолжит быть угрозой для европейских стран, заявил министр обороны Финляндии. О, вот. Поэтому вот этим людям... А они дураки, что ли, блядь, нахуй? Онгнамим, блядь. Европа так говорит. Эти нахуй бегают по всем местам, блядь, рассказывают об этом, что вот колонизация других регионов России, надо деколонизация туда-сюда. Ну, двигайтесь. Почему это не двигается? Да потому что мана менен кебек сүлей турган киши yok, блядь, шығып сүләргә кирәк. Әйтергә кирәк нахуй Руслан Габбасов, как Ашапов, как Хутмакбашлар. Блядь, әйтергә кирәк, чтоб все нахуй. Американцы, европейцы, украинцы, кто хочет нам помочь, мы хотим выходить. Все. Все, вот таким языком надо разговаривать с ними. Хотите выиграть войну с Путиным? Помогите нам, нахуй. Все, вот два предложения, коротко и ясно. Помогаете нам, мы, как говорится, сами разберемся, нахуй, с Москвой. Вы не лезьте, нахуй. Все, главное, нам донатьте, нахуй, оружие туда-сюда подкидывайте, нахуй, и все, и съебались, нахуй. Все, от вас ничего не надо, даже люди, нахуй, не нужны. С Европы там, понимаешь, хотят отправить, с Франции, с Англии хотят кого-то отправить, блядь. Лазеры понапридумывали, нахуй, сейчас будет тут, нахуй, Звездные войны. О, лазеры, нахуй, буду лазерами хуярить, нахуй, всякие дроны лазерами будут хуярить. Просто ушимките, блядь. Играются, что ли, блядь, а?
Столько смертей, блядь. Какие игры нахрен, а? Пол Башкортостана уже сдохло, Татарстан, блядь. Играются они. Ой, блядь. Мне просто херею. Россия вместе со своими союзниками останется опасным игроком в Европе, даже после войны. Ну, блядь, ну это ясно же. Ясно, что, блядь, после войны даже останется. Почему? Потому что, нахуй, Россию, точнее, блядь, это что, пидорасию нужно разделить. Разделить. Только когда раздел будет имущество по регионам, она будет, нахуй, безоружная. Безоружная. Вот так. Если уж без мана ауыл малайлары шуны аңлап турабыз, нахуй. Какой хуй мында политиклар, блядь, муму живут, жуют, блядь, а? Кімні қутаған олар суырай екен, мен аңламайм, мына Трамплар, блядь, всякие вот эти европейские хуи, блядь. Я не могу понять от них, блядь. Что они думают, блядь? Друг друга боятся, блядь. Друг другу боятся что-то сказать. Как, блядь, тёлки, нахуй. Неотъебанные. И это ошибка украинцев. Не нужно забывать. Почему? Потому что украинцы не могут, нахуй, сказать, что вот есть регионы, им надо помочь, блядь, регионам. Регионы хотят выйти с России. Давайте, донати их, нахуй. Все, вот 2-3 слова. А то ждут они, понимаешь ли, море погоды. Море погоды это мы. Мы, которые хотим, блядь, независимость Башкортостана с Татарстаном. А вы какие-то сиськи мнете нахуй. У кого-то. Непонятно. Так, ЦБ РФ в феврале может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки, рассказал Набиуллина. Заебало это Набиуллина, нахуй. Блять, то так, то сяк, блять. Россия не сигаля битканен, блять, уже убит аңлап тұра. Она просто уже не знает, что сказать, блять. Уже Россия все, тупке утырда, блять, все, шуга нахуй, уже все, утонет нахрен в дерьме своем. А Башкортостан, Татарстан, блядь, аңламый, что мы хотим вас, наоборот, спасти, идиоты, блядь. Оставшийся народ, чтобы вы, сука, жили дальше. В свободной стране, блядь. А не так, что, блин, вас будут долбить каждый день, клевать. Башыңны клевать ите нахуй Путин келіп. Минихановны, Хабиров накуеп. Башкасын куяли олар. Они сменятся. Скоро они подохнут, постареют, других поставят. Сіз қойдан білесіз, Минихановқа Аллах Тағала сколько дал жизни? Никто не знает. Не все, блядь, нахуй бессмертные, блядь, подобие Путина, блядь. И то он тоже может, он не настоящий уже давно. Хрен знает. Вот, Черниковка против центра пробации. Жители требуют детский сад вместо бывших заключенных. Ну да. Ну да, Хабиров, блядь, то, блядь, центр построил какой-то нахуй, какой-то хуй поймешь, от рака. Вот всякие вот такие места строит Хабиров. Как это называется, вот это? Хоспис, блядь. Хоспис построили, Уфада. Еще вот это строят. Я не знаю, блядь, что за нахуй? Башкортостан, что, зэковая страна, что ли, блядь? Страна зэков, что ли? Чтобы для них что-то строить именно Башкортостанда, нахрена? В Уфе жители Черниковки активно выступают против открытия центра пробации для бывших заключенных. Более 5000 человек подписали петицию. Угу. Открыли, потом обсудим. Уже, получается, открыли, что ли, они уже, блядь? Ну да, тут же, вон же. Хули, блядь. Его уже вроде открыли.
Что предлагают местные жители? Черниковцы высказали идею переоборудовать центр в детский сад или школу, которых в районе явно не хватает. Бывшие зэки тоже люди. Вице-премьер Азамат Абдрахманов решение споров в Куштау заявил, что бывший заключенный имеет полное право на реабилитацию в черте города. Правда, кажется, жители Чернигова этим категорически не согласны. Вот и все, блядь. Просто так этот спор не закончится, пишут. Блядь. Если просто так не закончится, вот как Алсынов сидит, к ним вот, примоститесь к ним, засунут вас туда. Выйдете 5000, засунут нахуй 2500 в тюрьму, и все, проблема-то что? Мен бит айтам, блядь. Юк шуп, әлле нәрсәкә чыгып йөриләр, блядь, менә Уфадагылар. Менә оптырым, блядь, Зур проблема тора. Мәскәүне, блядь, нахуй сигеп ыргытырга кирәк. Алар, блядь, ниндидер түремчекләр турында, хоспислар, әлле нәрсә, Куштау, тагын нәрсәдер. Да вы уже достали, блядь. Вы определенно какой-то херней маетесь. Или вы куку, блядь, башыгыз киткән, блядь. Душманны күрмисез. Сез эчтәге душманлар белән ызгышып йөрисез. Алар хуйня, алар пешки. Хули с ними что-то воевать, я не могу понять. Оларны просто біз отып кына ташлыйбыз нахуй. Сигенеп та тормыйбыз алар белән. Понимаете? Как крысы будут бежать они от нас. Просто кулга, блядь, автомат алырга кирәк. А не ждать, блядь. Вы что думаете, блядь, сейчас вы 5000 вышли? Ага, Путин сказал уже Хабирову, а Хабирову, блядь, все, он порешает с вами. Легко. Легко посадит человек 10-20 снова, блядь, и все. Ағай, икенче тапкыр телегага сык, YouTube не грузин. А телегага ничек чыгарсың? Телегада юктайын. Вот ТикТокта мен чыгып утырам бит. ТикТокка кер. ТикТокта бит он грузится по 10 минут, я загружаю. ТикТок заходи. Башкортстан алга деген ТикТок. Так. Пиздец. В Перу родился первый в мире ребенок, который был зачат с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела женщины. О его рождении объявила американская биотехнологическая компания Gamete, которая специализируется на совершенствовании метода поддерживания женского здоровья. Ребенок родился с использованием новой технологии Fertilo, которая является типом экстрапорального оплодотворения ЭКО. Она позволяет проводить процесс созревания яйцеклетки вне тела женщины с помощью поддерживающих клеток яичников, полученных в лаборатории из стволов клеток. Уникальность Fertilo в том, что метод позволяет избежать гормональной стимуляции для созревания яйцеклеток, которую женщина переживает за 10-14 дней до процедуры ЭКО. Fertilo использует модифицированные молодые клетки для поддержки яичников, чтобы воссоздать естественный процесс созревания яйцеклеток в лаборатории. Процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО, и сокращает продолжительность циклов лечения всего до 3 дней. Тоба. Кто-то пишет, это же какая сущность воплощается в такую материю? Почти робот. Подобное притягивает подобное. Ну, блин, это где что оно вышло? В банке выращивали, что ли? Что, в банке родился, я так понял, да? В каком-то банке родился такой человечек узкоглазый. Явно перуанцы какие-то узкоглазые. Явно это этот. Точно это и дает то, что в Перу живут эти буряты, которые упиздили туда, в Америку, искать что-то. Короче говоря, интересная халярин, да, блин. Дальше больше кого-нибудь будет рожать, даже женщины не нужны будут. Получается так. Неизвестно, кто будет рожать, и неизвестно, кто будет рождаться. По идее, вообще, астафируллах. Это дурдом какой-то. Получается, облегчение женщинам. Ни хера себе. Вот вам дело, да? Вот такая вот тема, блин, непонятная.
Так, первый стрим уже 50 человек посмотрело здесь в ТикТоке. Первый вот, который я начинал, 50. Второй 19. И получается Дурт. Бишенчина уже он же таки скоро. Ну вот так, попутно я гружу туда. И так сойдет. Медицинские работники больше не несут уголовную ответственность за врачебные ошибки, даже если причинен вред здоровью. Такой законопроект приняли в Госдуме. Пиздец. Комментарий Тайфуна Курултаевича. Ну, какой ответственность? Учились с клопами в аудиториях. Какой с них спрос? Вот так, да? Понятно. В натуре. Так, с ребенком понятно. Так. Куштау Байрам, ну, кто это, админ, наверное, пишет. Насчет дуэли, от котором Путин долбень сказал. Дуэль там, типа, ебануть по Киеву нахуй. И что-то в этом роде, да ведь? Насчет дуэли. Важнейший принцип дуэли – равенство оружия дуэлянтов. Равенство самих дуэлянтов в смысле того, чем дуэль для обоих может закончиться. Дуэль по-путински – это совсем другая вещь. Дуэль по-путински – это как было с Политковской, с Немцовым, с Навальным, когда противник безоружен. А желательно еще и лишен свободы. Украине Путин предложил такую дуэль, где летальное оружие есть только у одного из дуэлянтов, где у него Путина есть пистолет, а у противника только право уклоняться от пуль. Путин с этой идеей дуэли с открытым текстом признал себя подлецом. Причем подлецом трусливым, который на настоящую дуэль ни за что не придет. Не явится на дуэль всегда. Считались тягчайшим бесчестием, но честь для Путина пустой звук. На реальную дуэль, где могут убить его Путин и его, Путин никогда не явится. А если его туда все же притащить, то запах от Путина будет идти как от вокзального туалета в провинциальном советском городе. Ну, расизма. Добавлю здесь вот это выражение интересное. Дуэль, да, это. А что вы думаете? Когда Сирию бомбили, Асад бомбил. Что, думаете, вот тоже, это то же самое, та же дуэль. Просто, блядь, 500 000, или как это, 500 000 людей похоронили. И вот, как вы видите, слышите, наверное, 100 000 нашли, а может еще больше. Штабелями могила, блядь, как будто шпалы там, на шпалах, шпалы по шпалам. Люди, блядь, под землей. Ну да, песок, наверное, там легко копается, можно и штабелями класть. Не бетонированные, нахуй, земли у нас, как у нас в России, да? Чернозем, потом красная глина, хуй копнешь, лопатка сломается. А там что, наверное, легко копается, блядь, в Сирии. А в Палестине под домами дети. Сегодня только вот в Инстаграме видел, маленький малыш в Палестине где-то хочет выйти, а он не может, завалило его. Маленькая дырка, его нашли, рука торчит, вытаскивает руку. Этот жрать хочет, наверное. Ну, ему от силы годик, наверное, 1,5. И как его вытащить? А вытащить не могут, потому что нет оборудования. Ну, наверное, бетон надо долбить, или чтобы его не задавило дальше. Вот это в дуэль. Дуэль долбить по людям просто. Бомбить как Путин, как и Нетаньяху. Одинаково. Поэтому, когда уже... Давайте начнем так говорить, да? Когда уже украинцы начинают ныть по Украине, вы вспоминайте Нетаньяху. Не забываем об этом. Я буду напоминать вам постоянно про это. Поэтому не нужно загораживать евреев, пидорасов, подобие Путина и Нетаньяху. А нужно делать действия такие, чтобы, блядь, нахуй... Вопрос стоял такой.
нет войны нигде. Нигде, блядь. Вот только тогда ты, может, будешь преуспевший, добрый человек. А до этого ты говно, который только думает о себе, эгоистично. Типа долбит Украину, а Палестину никто не долбит. Сирию никто не долбил. Забыли. Понимаете? Вот поэтому это и есть та эгоистичность людей. Башкортостан, Татарстан. Почему я говорю долбить по Башкортостану, Татарстану? Чтобы они тоже поняли, что по Украине долбить не надо. По Палестине долбить не надо. Понимаете? Вот где загвоздка. Лицемерие, блядь, лицемерие. Шунаргай там битинда. Мусульмансың, только что тоже написал, ты не мусульманин, деп жіберген. Эцеккен, как ты можешь мне предъявлять, я мусульман или нет? Кутахбаш, оглянись нахуй, найдешь возле себя ты мусульман, нет? Найдешь, нет? Предъявлять мне, мусульман я или нет, нахуй? Кишілерні қылмышларын қора, блядь. Ишлерін қора башта. Хайван. Чтобы потом, блядь, обсуждать, мусульман или нет, нахуй. Был бы я, допустим, Аллах сакласын, подобие Кадырова, который всех набутылирует, всех на бутылку сажает. Потом ты мог бы сказать ему, блядь, ты не мусульманин. Потому что весь мир знает, что за гандон он. Но ты меня в глаза не видел, как ты мне можешь это предъявлять, нахуй, я мусульман или нет? Я что, где-то людей убил, сбежал, что ли, или что? Или я где-то кого-то насилую, нахуй? Поэтому, исходя от этого, туганлар, надо оценивать себя, башта, себя. Сен нинди буксың, нахуй. Ірі букма, или жібегенсің ме? Или кишесың ме, в конце концов. Или такое же говно, как и все рядом стоящие возле тебя. Когда ты, блядь, пишешь комментарий какой-то, нахуй. Примерно вот так, да? Не говоря, что, блядь, в ТикТоке заваливают всякие, блядь, суки с всякими комментариями, которые, блядь, поражаюсь, блядь. А это только Казахстан реально поддерживает и Украину, и Башкортостан. Вот оларға претензий yok. Бар инде оларда да 1-2% каких-то странных комментариев. Но это херня. Это херня. Большинство казахлар не хотят смертей нигде вообще. Почему? Скажу я вам почему. Потому что они уже видели Голодомор. Что, еще напомнить? Видели 41-45. Еще напомнить. Весь Узбекистан тоже самое знает, но Узбекистан манкуртский. Узбекистан весь манкуртский, он не может понять, кто их ебет и кормит. Он не может понять этого. Они думают, что подметая Москву, они будут казаться хорошими узбеками. Переходя на эту тему, как раз вспоминаю про того узбека. Откуда нашли этого повара узбека, то, что он за это сделал, взрывчатку? Рано или поздно мы узнаем о том, что, может, даже он не был. Мы не можем сказать, что это он был. Я не защищаю, но суть главная, да, ведь? Если даже он был, не он был, вся грязь идет на узбеков. Вот в чем суть. А наша задача, наоборот, ебать Москву. Получается, если на нас что-то кто-то бочку катит, значит, мы должны уметь защищаться. Потому что сейчас, в данный момент, только нелегалларга давление идет. А потом, как Габбасов постоянно говорит, на башкиртов, татар пойдет давление. Если помните, Москва по жизни кавказцев ненавидели. Все эти с 94-го года ненавидели кавказцев, блядь. Даже до сегодняшнего дня их ненавидят, по сути. Просто уже боятся что-то говорить, потому что они же типа Ахмат, сила. Пока не могут говорить. Но говорить будут. Будут, когда Ичкерия, как мы, Башкортостан, Ичкерия, Дагестан, Татарстан зайдет, Москва нас сгибет, вот тогда будут говорить, что опять Кавказ хуёвый. Но в этот момент уже не только Кавказ будет хуёвый, и мы будем хуёвыми, но зато, блядь, похуй будет. Кто они нам, чтобы нас оценивать, плохие мы или хорошие? И добавлю еще этим сраным узкожопым,
отдельная тема, да, которые говорят, вы же без нас не сможете жить. Блядь, идиоты нахуй. Границы все наше, земля наша, нефть наша, газ наш, золото наше. Мы без вас жить не можем. Ха, блядь. Вы без нас нахуй жопу не сможете вытирать, дебилы, блядь. Понимаете? Потому что у вас даже бумагу сделать у вас не будет, инструмента, точнее, блядь, материала, бумагу делать вы даже не сможете, потому что вы внутри Москвы будете, там нет деревьев, по сути, блядь. Все застроено дерьмом, нахуй. Все перепилите свое дерево, нахуй, через какое-то время оно закончится. Поэтому я говорю, блядь, будете, нахуй, торфом жопу вытирать свою. И будете проситься, нахуй, у нас одолжите нам хлеб, зерно, мясо и так далее. Потому что вы будете только там, как изгой, блядь, жить. Внутри Москвы будете, нахуй. Нихуя оттуда не выйдете. Вот как этот, нам устраиваете, нахуй, всяким татарам, которые, вот, вспомним, да, которого недавно посадили двоих тоже. Артист, другой этот, начальник театра, да, а другой этот мэр города, что ли, какой-то, что-то такое. Не при делах людей вы посажаете. Примерно такая же херня. Вы будете, как говорится, вроде одного так посадили, домашний арест, блядь. Вот типа у вас тоже будет московский арест, блядь. Из Москвы вышли, пизды получили. Будете только внутри Москвы жить, блядь. Вот такой будет сухой закон у вас, нахуй. И вряд ли мы вас будем звать себе на работу, нахуй. Вы захотите приезжать к нам на работу, нахуй. Хуй вам сраку. У себя работайте, нахуй. В лаптях. Меня Бригана Эйбер накаляет в этой всей ситуации, да, это Туанлар, что вот сейчас одну новость вижу, пиздец. Накаляет одна вещь, что Башкортостанда, хам Татарстанда кишелер, никак не могут понять, что вот этот враг, который сидит возле вас, блядь, он реально над вами издевается, чмырит вас, блядь. А вы с ним вместе пытаетесь чмырить нас. Подобие меня, Руслана Габасова, ну, кто лица показывает. К чему я это? Вот как раз того вспоминаю вчера этого Айсена. Айсену пишут тоже негативы. Я охуел. На примету поставил себе. Айсен впервые зачитал комментарии. Оказывается, ему тоже негатив пишут. Я думал, только мне негатив пишут. Прикиньте. И ему пару негативов написали вчера, и он решил прочитать их. Но он так как бы, как мусульманин, не стал ругаться, как я, ответил красиво, более-менее уж. Вот так. Без мата. Поэтому, Туганлар, я думаю, что каждый башкорт хам татар может встать и ответить за любой базар. Особенно, если оно летит от узкожопых. Вам просто надо научиться сплотиться. Если мы научимся сплотиться, шундагана безден может появиться какая-то сущность. Как они говорят, политические, как раз таки Айсен говорил, политическая нация, блядь. Политическая нация. Политическая нация, она нам по сути нахуй не нужна. Потому что у нас есть нация. А быть политиком или не быть политиком, историком, психиатром, врачом, это каждый узина колунда, блядь. Хочешь политик буласың, хочешь, блядь, экономист буласың. Нация здесь ни при чем, Туганлар. Для разъеба Москвы политическая нация не нужна. Всего лишь нужен автомат и люди. Нахрена вам, блядь, придумывать какие-то, блядь, теории, блядь, какие-то мысли раскидывать друг другу, типа быть, казаться умным, блядь.
Kim uchun? Kimni oldinda siz o'zingizni ko'rsatirga o'ylaysiz? Siz Alloh taolani yonida shin правдивый bo'lasiz. Мозгоёб bo'lmasdan. А потом уже от этого исходите. Нахрена вам кому-то что-то отчет давать? Особенно узкожопым. Кому вы хотите доказать о политической нации? О политической чеченской нации, дагестанской. Нахрена? У нас есть уже Аллах Таалам беріп қойған уже. Сіз үшін улап қойған ол уже. Нацияң, милләтіңні шығарып қойған уже. Милләтіміз бар бізні. Бізге политический милләт керек. Жоқ. Бізге политический республика керек. Өзімізні ягона республика керек. Единственный. Вот там будет, у нас и политик будет, и министр будет, и президент наконец-то свой будет. А какой нации, блядь? Чё, блядь, если все нахуй такие подкованные политические все, ну, наверное, подразумевается такой темой, наверное, все такие политические станут, блядь, все как Айсины станут, блядь, такие, блядь, историки, политики такие, блядь, татполит, прям как у него. И сразу, блядь, независимость дадут вам, что ли? Меоңнамым. Потом шунда үзе айтар, что күрәшергә кирәк дия. А нет ли сразу шу күрәшергә? Тат политически булып утырмастан, блядь. Башкорт политика булып утырмастан. Нахуя? Нахуя авыл баласына политик булырга? Оны эше биткән, что ли? Авылда, колхозда ул яши. Политик буламын инде ул. Аларга просто әйтергә кирәк. Туган, безгә дошманлар бастылар уже. Авылны урыс басты. Сигергә кирәк. Все, бетте. Нинди политика, блядь. Китап еще берегіз анарға. Бір 10 жыл оқысын китап. Потом, когда созреет, да, потом мы пойдем с ним воевать. Идиотизм. Шунарға, дуслар, мындай демагогия складывается от того, что народ вроде бы хотят поднять, но в то же время кто-то дает заднюю. Понимаете? Вроде бы они начинают пиздеть, но в тот же момент они дилемму ставят. Дилемма. Кимны ягына басырга? Киши шундай аптырауда кала. Потому что не договаривают. Ни Руслан, ни Айсин, ни Гашапова, никто, ни Ахмад Закаев, никто не договаривает. Они только в тупике вводятся вокруг да около, ждут час X. Час X. Юк нәрсә. Юк нәрсәне сіз нешік табырға ойлайсыз, блядь? Сіз нәрсә, миығыз сыйықланған, что ли? Киткен крыши, что ли? Нәрсә, юк нәрсәне, что вы? Это что, какие-то ясновидящие, что ли? Час X искать, блядь? Я не могу понять, блядь. Мына бит өзі әйтіп тұра, мынанда Айсин айтты, мына как раз мысль пришла. Его. Говорит, после Путина, после Минниханова придут же Минниханова, говорит, или кто-то другой, Медшин, Марат Хайруллин или еще кто-то. Понимаете смысл? Бойлар килә икән бит, элита килә икән. А без кем? А без халык опять с носом останемся, хуҗа башка була икән. Ну, тогда без сугышмасак та була икән да инде тогда. Нахуя без сугышка барабыз тогда? Вот какая идеология тупая. Шуларга әйтәм, Габбасовка да әйттем. Мына ничек аларга әйтергә, мен ничек әйтергә, блядь. Мына менің телефонларым чыгарып куйган, начинает мне угрозы писать. Я заебался уже. Аларныкы берсе дә юк. Связь алар белән прямой, мына Габбасов, салам, мына шундый связь эшләп куйгыз, мына бит мне же вы можете так. Любой, кто хочет поговорить, я же говорю с вами. Вот мой голос хриплый сегодня. Я могу с вами поговорить, попиздеть, проблем нет. Сразу телеграмга жауап берем. Йосагыз. WhatsApp-ка да могу дать жауап беруге. Какая разница? Киши белән әңгәмә кылырга үрән, блядь. Если ты придерживаешься каких-то принципов, и ты не можешь человеком пиздеть, ты только, блядь, на стриме можешь пиздеть, но это не дело, нахуй. Вот с этой стороны как-то Кашапов вышел сразу на связь, блядь. Вот с этой стороны он какой-то открытый, странно. Ну, наверное, старый бабай, ему похуй, наверное, терять нечего ему. А эти какие-то все такие, блядь, зашуганные, блядь. Поэтому, туганлар, мы должны
активизироваться таким образом, чтобы мы научиться должны доверять друг другу. В первую очередь, сбор егетлерны 30-дан 50-га хатлы мы должны осуществлять каждый день. Пока мы их не доумим к этому моменту, так скажем, құрал-аларға қолына, мы не должны спать, грубо говоря, успокаиваться. Шул йоқы шүлмәгәндән чыгарга кирәк буларны бөтенесен. Татар буламы, башкорт буламы, чечен буламы, Дагестан буламы, разницы юк, фаркы юк. Любойын чыгарга кирәк. Бурят, Алтай, похуй кто. Всех надо разбудить таким образом, чтобы набрать народ от 30 до 50. Ниже нахрен не надо, пусть дома сидят. Сторожат дом. Бізге яшьләр так үлді бит инде уже. Путин кырды бүтін яшьләрне. 18 яшьтан кырды, виш. Шуларга туганлар, бізге ничектер нужно уже, чтобы вот этот, как они говорят, политическим диагнозом не болеть, политиками всем не становиться, нам 1-2 политика хватит. Вот Руслан Айсин, хер с ним, историю знает, Руслан Габасов историю знает. Все житкан бізге шулар. А остальное, там, как то еще что-то он начала говорить, министров, еще кого-то там, мы наберем там, найдем. Молодежи до хрена укыганлар. Укымаса өйрәтәбез, укып чыгалар, проблема юк. Аларда министр булмаса, безгә министр күп кирәкми? Бездә корылтай була. Җыен була. Управленцы будут. Нам нахуй министр күп әйтергә монда. Әрәм тамак, блядь. Конкретно просто нужно будет управленцы и все. А их долго обучать не надо. Не умеют нахуй. Сняли. Косячат, сняли. Проблема юк. Главное, манкурт булмасын. Безне якка алган кеше булырга тиеш. Все, безгә шул гына в данный момент. А потом дальше мы уже будем их учить, отсеивать, кто куда. Шуларга бит инде әйтәм, һәр движение да только башлап җибәрергә кирәк. Не нужно обучаться, не нужно становиться какими-то, не знаю, блядь, учеными и кем-то, чтобы на Москву пойти, блядь. Вот мой вот смысл, да? Вот опять вот, ищи свои Башкортостан. Военнослужащие из 114 бригады с позывным «Башлык» в этой бригаде в основном служат из Башкортостана. Вот что он в тюрьме? В тюрьме он, представьте. Ну-ка. Вообще здесь, куриц держим, они вот там просто в ахуе. Вот завезли гамбургского петуха. Боец легендарной 114-й бригады, блядь. К нам, нахуй, прикомандирован. Вояка, я ебешь, нахуй. Вояка, рыгни что-нибудь, нахуй. Позывной башлык, блядь. А по факту петух, нахуй, блядь. Пьет, нахуй, хуярит на передних позициях, нахуй. Сейчас мы его вытрезвим, нахуй. И что-нибудь придумаем еще. Пидорас, блядь. Ана, көрдегіз? Ишеттегізме? Рахатмы? Уебок один в клетке лежит, в каком-то курятнике, нахуй. Каком-то курятнике, вот. Закину я себе в телегу тоже. Вот, курятнике, вверх головой, аяғы үсті, ята, жерде, рахатланып, сақалы да бар, главное. Башлық екен, ембәттәге, блядь. Башсыз, дейсә инде, туры килер, наверное. Ише. Шуларга бит инде әйтәм мин сразу. Башкортстан белән Татарстанда сразу автоматом будет все по исламу. Ищу-тыщуны сразу кырып ташларга. Кырып сразу. Бүтін, блядь, алкогольны юалтырган нахуй магазинлардан, блядь. Бірсі қалмасқа тиеш, блядь. Самай құйганларны да күтенә сигергә. Набутылировать, нахуй. Самай құясың, бутылкага утырасың, нахуй. Жесткий контроль, блядь. Лет 50 вот такой жесткий контроль да яшәргә тиеш Башкортстан белән Татарстан. Без бухла, блядь. Кутак суырсыннар. Забыть, чтобы узкий мир, надо будет их нахуй переучивать от всего плохого, блядь. Невзоров, главные темы. Возросли налоги, так, которые... Короче, муму ебут, короче. Этот
Песков, пиздов, блядь, на носу ковыряется, другой, блядь, прочитать не может. Ну, как же, ебанизм. Вот, очередной алкодвиж у российских военных. А у некоторых в прямом смысле голубой огонек. Скрепы. Чё тут опять? Ну, явно, вот, белые розы. У них не то, что белые розы, блядь, уже синие розы, нахуй. Все вытрезвитель кебек, нахуй. Бульмада утралар, ишканлар не могут уже, нахуй. Этот. Короче, понятно. С такими военными вот они и воюют. Поэтому пачками и дохнут. Вот и все. Так выглядят школьные туалеты в России. Девочки ходят на дырку в мороз, отмораживая детородные органы. Сука, меня убили. Вы хоть понимаете, сколько школьных туалетов могли бы построить вместо пуска орешника или вместо уничтоженной военной техники в Сирии и Украине? Реально, блядь, учительская написано там, главное, мужчина, женщина, ж. Козларки табаралар туалетка. Аузабилля. Я представляю такие туалеты, я представляю. Все бывали в таких туалетах. Так. Майк Накер о суверенитете главного бомбомета. Что он там пиздел? Ладно, не будем слушать. Так. Вот. В Ютубе в РФ замедлился еще сильнее на график. Видно, что трафик на видеохостинг стал проседать еще сильнее, начиная с 15 декабря. Более того, сервис теперь замедляется еще и у мобильных операторов. Раньше у многих пользователей на телефонах в Ютубе грузился гораздо лучше, пишет гораздо лучше. Пишите в комментариях ваши впечатления, сильно замедлили. А интересно, есть варианты, если и нет, отключат? Марш справедливости 2.0. Видите? Есть вариант, если и нет, отключат. Ну, в Корее или в Китае, где там интернета-то нету, блядь, порнушки или того чего-то там. Ну, все, дрочите тесес, тенде, хотанагызды сыгасыз, күбәясыз, вам же надо увеличиваться. Вот так, что? Интернет был мой, ахразаман, нәрсеке, пещерные, это, страусиные, нахуй, заманга тушасыз, и будете там жить нормально. Так что нормально. Нормально. Нахрен вам, блядь, вы все равно воевать не умеете, блядь. Нахуй вам долбиться, блядь, в интернете, блядь. ТикТок снимать, нахуй, Кадырову, что ли, блядь? Так, ладно. Один долбень пишет: смотрю прямую линию с Путиным и не понимаю, зачем я вообще это делаю. Перед камерами и в окружении десятков заботливо оттороженных вопросов поседает малодушный и лживый человек. Не смотри, нахуй я его даже не смотрел, нахуй. Я вообще зомбоящик, блядь, не знаю, с 2015 года, наверное, перестал смотреть, нахуй. И то, помню, блядь, не спиздеть, знаете, что я смотрел, блядь, чисто для прикола. Еще в 15 годах смотрел этот, блядь, на ТНТ, в Норвегии еще, когда я жил, смотрел на ТНТ этот, сука, Comedy Club. Все, вот только вот это я смотрел, нахуй, чисто поржать, блядь, нахуй. И то, там, если помните, ржака уже напоследок пошла такая, блядь, оскорбительная, нахуй, против чурок, блядь, против таджиков. Помните, столько дерьма было там, блядь, как издевок, блядь, потом против татар еще издевки, блядь, там. Да хуя что было, блядь. Уже я начинал понимать там, что уже и Comedy уже пиздой накрылся, короче говоря, вот так. Нацизм там тоже уже давали в легкую, как бы, да, им использовать. Так, Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России. Молодцы. Судан, это же пиздец, это же мой товарищ оттуда был. Судан, как раз вот в Норвегии, бешара, 30 яшында с велосипеда упал и өліп кетті, башы білән суғылып ташларға, короче. Норвегияда много же камней.
И вот, в Судане же постоянно война, блядь. Война там между, не знаю с кем, блядь, война. И они не могут из этой войны до сих пор выбраться, наверное, я не знаю, что там сейчас. Но, по крайней мере, и еще россиянам туда войти, блядь. Да они же, блядь, захватят потом Судан, блядь. Там мусульмане одни живут, африканцы, хорошие люди. Москва предложила суданским властям зенитный ракетный комплекс С-400 ради достижения договоренности о строительстве базы ВМФ на побережье Красного моря. Но Судан отверг предложение из-за опасений негативной реакции США и других стран Запада. Молодец! Кулым! Молодец! 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 Вот. Вот так и должно быть, понимаете? Понимаете? Вот так должно быть отпор. И в Грузии то же самое должно было быть. Отпор вот таким образом, блядь, а не так, что, блядь, сука, дай... Нахуй этого президента вообще туда, блядь, воплощать вообще? Ёбнуть надо было этим грузинам. Вроде здоровые такие быки там живут, да, в Грузии. Не могут ёбнуть своего президента, блядь. Вот не могу понять, блядь. Что за хрень? Дочь православного олигарха Константина Малафеева отпраздновала свадьбу в Дубае. Ну да, ну да. В Дубай же можно всем ездить, блядь, знаете, санкций нет уже там. Арабские Эмираты вместо любимой православной Россиюшки были выбраны по той причине, что друзья и семья жениха Ивана Коваленко проживают в Лондоне, и в Россию им неудобно. Очередной наглядный пример того, чего стоит все это... Очередной наглядный пример того, чего стоит все это нытье про скрепы, патриотизм, англосаксов и прочие сказки для плебеев из дурачья. На словах у них борьба с Западом и традиционные ценности. Реальность со своих дочерей они выдают в Дубае с прицелом на жизнь в Лондоне. Вот-вот-вот. Вот такая вот хуйня, Дуслар. Поэтому как бы жить-то хочется. У Соловья тоже где-то в Италии, блядь, хаты есть, все есть, блядь, у этих пидорасов, блядь, и у Скобеева всякого, у всех, блядь, есть что-то есть, блядь, везде, блядь. Ну, они пиздят против. Вот это и есть, блядь, двухстульные, нахуй, стандарты. Духовное управление мусульман России разрешило многоженство. Мужчины могут заключать до 4 религиозных браков, сообщил муфти Москвы Ильдар Аляутдинов. Работает ли это с законами РФ? Хотя какая разница? Комментарий. Да это в Москве, они там и так друг дружку все ебут. Кто-то написал так. Ну, понятно. Нам какая хуй разница, блядь. 4 он будет брать или нет. В России, блядь. Ты сперва, блядь, с одной, блядь, справься, блядь. 4 нахуй брать, блядь. Все равно реально поздно, нахуй, вас, блядь, захватят то в мечети, то, блядь, скажут хиджаб сними, нахуй. Тупизм, блядь. И вот интернет, похоже, подрезали всем. Глючит WhatsApp, видео, хостинг и даже просто сайты. Казалось бы, ни к чему не причастные. Как к этому отнесутся россияне? Как обычно, с пониманием. Ну да. Грузия. Чтоб Россия отстала от нас. О. Дайте нам жить, как мы хотим. О. Чтоб мы жили, как грузины. Ваши русские, кремлевские плачут, что Советский Союз разрушился. Я родился в Советском Союзе. И не хочу возвращаться туда. Действительно, не люди. Люди хотят в Европу. Европейские ценности цивилизации. Потому что в Европе делается все для людей. А в России делается что? Калашников, танки, ракеты. Вот назовите что. Кроме природных ресурсов, полезных для человека и быта, да, вот что дали? Почему СССР развалился? Потому что они кроме танков делать ничего не могли. О, правильно. Вот вам ответ. Что делают пидорасии? Так. Бля, заебал. Стала ясна судьба транзита газа через Украину. Его не будет. Минус 15 миллиардов кубометров. Газпром переживет, как сказала, маленькое наше все. По факту остается только турецкий поток с одной экспортной трубой. И очень сильная переговорная позиция Турции, которая фактически разгромила Россию в Сирии, как бы ни пытался Путин предоставить этой победой.
Но она очень похожа на победный выход Саадама Хусейна из Кувейта. Турки теперь могут выдвинуть еще более жесткие условия по турецкому потоку-2, так как новый маршрут становится просто жизненно необходимым. Последнее предложение турок тоже щадящими не назовешь. Труба за российский счет, скидка на газ в районе 20%, отсрочка платежей на год, газ переходит в собственность Турции на границе. Что дополнительно выдвинут турки, пока не ясно, но общаясь с путинским кооперативом, гуманизмом, Эрдоган точно страдать не будет. Условия могут в итоге оказаться такими, что Китай покажется невероятно щедрым партнером. Единственное, чем поможет ответить Путин, это обострение в Ливии. Напомню, Эрдоган и правительство в Триполи провели так морские границы между Ливией и Турцией, что они полностью отрезают все Восточное Средиземноморье, и без согласия Ливии и Турции продолжить какую-то трубу из этого региона нельзя. Эта конструкция рушится, если в Триполи будет правительство, с которым у Эрдогана нет теплых отношений, поэтому Путин сейчас накачивает на востоке Ливии свою группировку, удирающую из Сирии. По всей видимости, обострение конфликта между Востоком и Западом Ливии становится неизбежным. Иначе условия Эрдогана по турецкому потоку «Газпром» просто не потянет. Значит, снова будут погибать путинские мальчики в трусиках где-то в чужих песках, а бюджет подурезов там-сям. Никчемную жизнь российских избирателей будет финансировать очередную империалистическую бойню. А как «Газпрому» нужны доллары? 2 новых кукурузины на Лахте сами себя не профинансируют. «Зенит», опять же, да, и зарплаты топов, они не из воздуха берутся. Михаил Розман какой-то. Хуй знает, кто это. Тоже какой-то чувак, наверное. Так. В Ютубе будет... Ну, короче, понятно. Этот газ, блядь, пиздец. В Ютубе будет полностью заблокирован в России. Если раньше ограничение скорости затрагивало только 30% пользователей и только в веб-версии, то теперь Роскомнадзор начал замедлять доступ к платформе даже через мобильный интернет. В ближайшее время YouTube окажется полностью заблокирован в России. Получается, что, даже через VPN вы не можете, да, смотреть YouTube, значит, получается так, да? Да, так. Заместитель руководителя Гострудинспекции в Башкирии Азамат Салихов задержан по делу о взятке. Ой, блядь. Понятно. Не теряй чувство собственного достоинства и даже при необходимости не склоняй голову. Возможно, у тебя больше не будет возможности поднять ее. Умар Аль-Мухтар. Лев в пустыне. Правильные слова, Туанлар. Вы что-то хотите, чтобы и здесь так было? Ни за что хрен вам, башкирята. Сами не живем и вам не дадим. Фото из Казахстана, наши дни. Что за хуйня, блядь? О чем было, блядь? Сами не живем и вам не дадим. Напишу сюда комментарий. Суть в чем? Что за хуйня? Флаг там, короче, да? Кто-то сфоткал. Конак Юй. Флаг Казахстана, Турции, Европы, Америки. И там еще какой-то чей-то, блядь, хуй его знает. Красный, белый, зеленый. Нихуя не понял. Так. Путин проигнорировал вопрос о судьбе мобилизованных. За 4,5 часа прямой линии президент ни разу не упомянул о мобилизованных, которые уже 3-й год находятся на войне. Как заявил Путин, он не сможет быть полностью счастлив до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят их жены и матери, не обнимут их дети.
Удивительное совпадение, но 300 тысяч мобилизованных и хотели бы оказаться рядом со своим семьей, но Владимир Пидоров этого, блядь, так и не сказал, когда они смогут вернуться домой. Самый главный вопрос, это прямой линия, так и остался без ответа. Поэтому, блядь, его и не надо смотреть нахуй. Пиздеж этот. Вот, блядь, тут вот как раз по кирпичам разобрать это дерьмо. Вот, вчера тоже об этом говорил. В этом году заставляют смотреть студентов, бюджетников и чиновников в рабочее время. В рабочее время все смотрят этого пидораса, блядь. Путина вчера смотрели все, блядь. По всей рашке, блядь. Дурдом. А, вот тот день же, помните, показывали? Машина горела. Башкиры снова зажигают. В этот раз автомобиль судьи Розы Булатовой. Ответственность за поджог взяла на себя организация БХХ, опубликовав видео, снятое от первого лица. Также в интернете появилась запись камер внешнего наблюдения. В заявлении БКХ говорится, что поджог стал возмездием за политические преследования Айрата Дильмухаметова, башкирской политика и публициста, которую судья Роза Булатова уже дважды отправляла за решетку по политическим статьям. Мы отомстим за каждого башкира, который накажет власть, пока только огонь, заявили участники организации. Молодцы, молодцы. Закину себе в группу. Молодцы, горит. Ну-ка, что Ага, обливает все бензином и поджигает. И на видеокамеру снято. Ну, человек в маске шел, все классно. Шап, напишу шап, малайлар. Поэтому я вам говорю, Жмитинда, вот так, ну это мелочь, понимаете? Судья, мелочь. Надо по Хабирову хуярить, Туганлар. Ебаните нахуй по хабировским, блядь, по армянским хатам, блядь. Вот туда надо ебашить, где дичь эта сраная, блядь, наша, главная. Вот туда надо ебашить. Также Татарстанга это относится. По Шаймиевым, Минихановым, по всем этим хатам, понимаете? По ихним, так скажем, рублевкам. Где это нахуй они живут, блядь? Суки эти, блядь, Башкортостана. Где они могут, блядь, сука, Хабиров находиться, допустим? Где он живет, блядь? Под Уфой. Где он может жить, блядь? Где-нибудь нахуй в Крымаскалах, блядь? Я не знаю, где он, блядь, дачу себе отхуярил, блядь? Вот везде, где в сторону аэропорта вроде говорили, блядь. Вот там. Где его, блядь, хата вот настоящая. Вот туда надо бабахнуть. Чем-нибудь. Так. Глава Первого канала Эрнст, недавно заявивший, что Стив Джобс хуже Гитлера, а iPhone чудовищное изобретение, приехал на прямую линию Путина с айфоном. Ой, блядь. Такие, блядь, ебанутые на самом деле, блядь, нахуй. У всех айфоны в России, блядь. Все манкурты. И говорят, что Америка хуевая. Ну, блядь, не покупайте айфон. Нахуя, не дарите. Как вы объясните это, блядь, придурки? У всех же у вас, блядь, от хуевого американца, блядь, этот сделанный iPhone, Apple. Не говоря о том, что еще какие-то безделушки, блядь. Машины и так далее, блядь. Блядь, помолтал да пиздец. Так. В Саратове сотрудники военной автомобильной инспекции вместе с военной полицией тормозят людей и выдают билеты в один конец. Повестки военнообязанным. Судя по всему, это повестки на срочную службу. О, пизда вам всем. Забирать будут вас всех. Короче, раздают повесточки. Анатольевич, хвались своей повесткой. Ты, кстати, у тебя уже форма есть, ёпты. Ну, они поэтому и это, они знают, нормально все, блядь, отслужат, нормально все. Отслужат, блядь, дадут тебе пулемет, нахуй. Ебать. Короче, новый мост, ребята.
Объезжайте, точнее старый мост объезжайте по-новому на Энгельс. Вот Вася уже попрет нам служить. А прикиньте, на натуре заберут. Заберут, хули, не натуре. Заберут. Всем салют. Всех подряд останавливают, короче. Пойдем служить по ходу. О, ну да. Все, газель там оформляют. Военная полиция. Ну все. А потом мне говорят, здесь мобилизации нету. А это что? Хуелизация, что ли, блядь, нахуй? Или приватизация, блядь? Вот вам, наглую. Это вот, блядь. Ёпта. 19 декабря, блядь. Новость, 19 декабря. Так. Ой, блядь. Идем дальше. Так, давайте так, Тугалар. Секунд, давайте что-нибудь послушаем. Сейчас, блядь. На всякий. Тонал тығылды, пиздец, нахуй. Насморк. Ёбаный. Сейчас, так. Кого можно послушать? Путевого что-нибудь поставим. Давайте послушаем. Перекур, типа. Вот, 37 минут назад опять этот Асин уже с кем-то пиздит опять нахуй. Дамир Абдулов. Кто такой? Дамир Абдулов. Давайте-ка восстановим великую Тартарию, блядь. Ну-ка, интересно. 37 минут назад, блядь. Кто такой Дамир Абдулов, блядь? Так, ассаламу алейкум, хайрле киш, хайрле кен. Доброго дня, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, на нашем канале Полит. И сегодня мой собеседник, человек интересный, философ, Дамир Абдулов. Мы попытаемся с ним сегодня зачать большой цикл наших разговоров про настоящее, будущее, футурологию татар, татарской нации, цивилизации и даже всего мира. Собственно, сегодня мы попытаемся, как говорится, в вводную войти для того, чтобы понять, как дальше выстраивать. Дамир, хайрле киш, но сиздакен, вы находитесь по ту сторону океана от нас. Валейкум салам, уважаемый Руслан. Я приветствую вашу аудиторию, нашу с вами аудиторию, потому что мы же понимаем, да, что те, кто смотрит ваш канал, они, в общем-то, мыслят примерно вот в том же направлении. И обращаясь вот к вашей аудитории, я хотел бы сказать, что несмотря на вот тяжесть происходящего, я хочу, чтобы вот люди выдать такую вот форму поддержки, да, и солидарности, что чтобы люди, чтобы ваша аудитория, наша с вами аудитория не чувствовала себя брошенными, одинокими. И нас много, и наше качество всегда выигрывает по отношению к количеству наших оппонентов. Бесспорно. Дамир, если можно, не могли бы вы коротко представить себя для наших зрителей, чем вы занимались, каково ваше образование и в целом так небольшой вижен про вас? Я родился и вырос на Северном Кавказе, не будучи представителем ни одной из вот, локальных национальностей. Вот. Ну, то есть такой типичный, наверное, вот советский, позднесоветский человек, который, ну, в силу каких-то врожденных особенностей, я очень рано начал интересоваться происходящим именно в социальном, вот, социальном ландшафте. И я был круглым отличником в школе, и, скажем,
вот та советская система, у которой, как мы сегодня понимаем, было очень много там недочетов и изъянов, она, тем не менее, позволяла вот, и даже способствовала каким-то, способствовала возможности быть в ладу с собственной совестью. Я это помню вот прям там с моих собственных там 8-9 лет от роду. Вот, соответственно, я в этой вот обстановке, в этой атмосфере, надо сказать, вот именно на Кавказе, она была очень благостной. Она была по-настоящему такой вот человечной. То есть советская действительность, переложенная на вот кавказский менталитет, она в то время дала вот прям удивительные такие вот узоры. Вот. И Чё, откуда этот чувак, значит, получается, этот Дамир? Короче, знаете что? Башка Брайбер Кильда. Если у вас YouTube накроется, я что подумал? Через Telegram группу создать, группа есть. Звонить нельзя. TikTok у вас тоже тупит. VPN нужен туда-сюда. А WhatsApp у вас работает? Можно же сделать так, чтобы в WhatsApp можно открыть группу. В WhatsApp группу. И туда, получается, если можно будет там звонить онлайн в группе, то можно было бы так. Подключиться в группу. Люди сядут в группу, получается, в группу подпишутся в WhatsApp. И звонок будем делать в WhatsApp кому-нибудь, не знаю, куда звонить, куда-то звонить будем, допустим, на WhatsApp, да? Представили, можно так сделать? С этой группы куда-то будем звонить на WhatsApp и также онлайн ставить. Я тут буду вести YouTube, как обычно, и тут WhatsApp будет стоять для тех, у кого не работает YouTube. Как вам идея? Напишите, если такая хуйня вообще можно или нет. Надо проверить. Вот так вот. Школу, значит, золотую медаль мне не дали только потому, что еле натянули мне поведение на удовлетворительное. Вот. Я поступил потом поступил и закончил. При поступлении она называлась Ленинградское высшее инженерно-морское училище, а когда заканчивал, уже переименовали в Государственную морскую академию. Распределился я в Балтийское морское пароходство, которое очень скоро после того, как я туда пришел на работу, перестало существовать. По вполне себе таким понятным и легко объяснимым причинам, которыми, в общем-то, которые нашим слушателям и подписчикам вряд ли будут интересны, но когда и если мы с вами коснемся вот генезиса нашей вот этой, как бы их назвать, военно-политической администрации сегодняшней страны, да, то будет интересно вот проследить вот именно эту часть их эволюции, потому что она прошла вот буквально так, sorry, да? перед моими Просто глазами. тонул пипец. С 92-го Сөйлешіп болмайды даже. По 99-й год. Так, блядь. Вилейден, Вот, значит, в какой-то момент, значит... Короче, о чем он пиздит? Сравнение российского райчиновника, районного, ну и так далее. Скучные какие-то, бля, у него запитанный собеседники. именно на, ну, проистекающий из морально-нравственных каких-то максим целого свода законов, которые в свою очередь проистекают из единого закона бытия, из закона творения. И тогда вот, тогда останется только техническая часть этой работы. То есть, грубо говоря, призванные люди сели за первоисточники, за другие источники и разобрали это все, систематизировали и выдали уже готовый результат в виде дорожной карты, как нам обустроить человеческую цивилизацию. В разных формах. Короче, один комментарий есть, давайте его прочитаем, и мы поймем суть этого ихнего разговора. Джон Джеймстон какой-то пишет. 34 минут назад.
Вы чрезмерно много взваливаете на товарища Сталина. Сталин, как и все предшествующие и последующие руководители империи, не являются самостоятельными. Они всегда были лишь менеджерами мирового закулисья. Понятно. Получается, вот не зря тут план нового Татарстана без сталинских границ. Абдулов, Айсин. Понятно. О чем тут речь идет? Понятно. Этот Абдулова вообще мы в глаза первый раз я вижу. Что за хрен знает, блядь, бабай какой-то. В итоге, я же говорю, так скажем, разбор полета, косвенные разборы полета насчет вот этой пидорасии, они нам в данный момент не нужны. Я же говорю, Айсен, Ирақларға дебри какие-то залазит, пиздит. Мне уже вот реально многие моменты егошние не нужны даже в этом мире. Как история, может, да, кому-то интересно, но ул кімге керек? Свободный Башкортостан для Татарстанга, нахрена сталинская жизнь? Нахрена сталинская история нам в данный момент нужна? Наша история в данный момент написана Путиным. 25 лет мыйымызны сыгя ул біздің. Қонымызны іше, блядь, хайван. Шул 25 жыл ішіндегі нәрсені давайте решим. Давайте не будем, как говорится, уходить в какие-то, сука, сталинские времена и так далее. Мы просто знаем, да, 500 лет назад, нахуй, нас Казанское ханство пало. Мы знаем, что мы, все, в разъебе 500 лет тому назад. И вот сейчас 25 лет, блядь, в рабстве мы. Грубо говоря, нахуй, после СССР. Все, вот наша задача. Вот от этого давайте будем исходить и дальше уже бороться. А не так, что глубокие какие-то планы, блядь, друг другу рассказывают, они общаются. Ну нахрен. Давайте я тоже вам про свою жизнь расскажу тогда. Целые несколько эфиров сделаю там про свою жизнь. Как же я родился и как же я пришел туда-сюда, блядь. Нахуя это? Он никак не поможет Башкортостанна озатлығына. Там Татарстанны. Бізге конкретно күрәшергә керек. Конкретно нужно выдвигать цели. Выдвигать то, что нам в данный момент нужно. Кеше үлә. Башкортстан һәм Татарстанда. Сталин вакыты безгә нахрен кирәк. Вот реально. Если вот так, если думать, нам вот размышлять и думать, безгә Сталин вакытындагы гомер уже үткән китап ул. Үткән варак дидеме, нема диде? Все, аны ябарга кирәк ул китапны. Бездә хәзер 25 ел Путинны, хайванны теге мыйбызны сиккән вакытын без хәзер үзебездә нәрсәгә итәбез теге этот впитываем. Вот это дерьмо. Это четверть века, блядь. Вот это 25 лет, грубо говоря, она Иртага была уже грубо, да, 25 лет, как он у власти. Если мы будем говорить 2000-е, а вообще он может с 98-го приперся, 98-99 вообще надо расчет брать. Оттуда он уже башен таккан, хайван. Исходя от этого, 25 ел, әлләкашан было бетте уже. 26-27 ел, наверное, уже. Ельцина даже там учет не надо брать. Это все, вот это один флакон всего дерьма вот этого, одного. Вот так вот. Я думаю так, мында такого больно стратегического разговора, я думаю, ничего особенного не было. Ну, 702 человека посмотрело, ну вот как раз таки кто-то написал. Я ничего не понял, но мне понравилось, кто-то написал, и все. Какие-то, ну, как скучная тема получается, значит. Вот и все. Поэтому, туғандар, давайте дальше пойдем лучше үзебезнең Кушта Байрам и будем обсуждать о внутренних наших проблемах, которые реально есть, и как бы от них надо что-то делать, избавляться. Мана пишет, допустим, что он написал, вот почитаем у него, надеюсь, нормально что-то. Как обычно, тот самый из башкортов Габбасов. За что мы боремся? Вот хорошая тема. За что мы боремся? Так, сейчас вот это запишу. Что за номер стрима, блядь? Стрим, блядь, 6, наверное. Потому что ТикТок-то давит киши карабара. Так, тема от Габбасова. За что мы боремся? В идее независимого Башкортостана заложено больше, чем просто независимость для отдельно взятой национальной республики страны. Это гораздо больше, чем просто создание нового государства. Мы говорим о независимости и предполагаем независимость прежде всего для своей страны. Но мы также говорим о свободе. Свобода для нашего народа, свобода для всех граждан этой страны. Но, возможно, кто-то спросит, разве могут башкиры, а говоря шире, разве могут жители
Башкортостана быть чем-то недовольной. Конечно. Есть множество вещей, которые смущают, заставляют испытывать переживания и негативные эмоции. Порой эти вещи невыносимы, но нам нужно их преодолеть. У нас нет другого пути, кроме как создания независимой страны. Вот этот тезис, как можно его назвать, блядь, стратегия наша военная, вот эта тема. Вот мы должны стартовать вот от таких лозунгов. Свобода Башкортостана и Татарстана. Вот только когда мы будем свободны, как Казахстан, Узбекистан, мы только тогда сможем уже, как говорится, дышать спокойно, мозги нам никто не будет канифолить. В любое время мы можем поехать во Францию, с Франции туда-сюда, мы сможем ездить туда-сюда, нас никто не будет останавливать, и мозг нам выносить никто не будет. И никто не будет говорить нахуй, да ты не пролетишь через эту страну, тебе нельзя отсюда лететь, туды-сюды. Этих преград уже не будет. Как говорится, санкций не будет. Мы говорим об ущемлении наших прав. Не все жители Башкортостана могут согласиться тем, что фактическая отмена изучения башкирского языка по сути лингвоцид. Несоизмеримо большее участие башкир в войне против Украины по сравнению с русскими. Принцип участия Башкортостана и башкир в этой войне, уничтожение башкирских памятников, урезание прав республики и прочее являются проблемами. Но в особенности для башкир это является огромными проблемами. И мы чувствуем, что репрессивная политика России в отношении нас только усиливается. Мы наблюдаем это потому, что мы видели этот спектакль, устроенный с целью запугивания, демонстрации силы, демонстрации колониального господства. Нам это определенно не нравится. Мы уже не говорим о том, что отсутствует реальная демократия, а институт государств деградировали до примитивизма. Это абсолютная деградация в совокупности с растущей нетерпимостью и усилением колониального гнета закономерно приводит к желанию освобождения. Само собой. Но там какие-то опять тезисы, как я вам до этого говорил, блядь, памятник хуй... Киракми. Куштау тауда киракми. Памятник да киракми. Бізге халық кирак. Чем больше халық бізні ишітті, баса біз yoqqa, мына шул халық кирак бізге. Живой сила кирак бізге. Бізге не нужны какие-то статуи там. Мы же какие-то эти не многобожники, чтобы просить у статуи какую-то помощь или что-то в этом роде, если даже так размышлять. Да? Бізге ул киракми. Бізге конкретно кирак туғанлар халықны тірілігі. Тірі боларға тиіспіз біз главным образом, чтобы дальше бізден башқұртлар көбейсін, татарлар көбейсін. Понимаете, мына шул бізге кирак. Мы не верим в то, что Россия может стать реальным федеративным демократическим правовым государством. Во-первых, для этого нет базы. Мы не верим, что Россия может стать... Так, общество не заинтересовано в том, что оно, напротив, в целом согласно с действующей политикой государства. Помимо этого, нет реальных сил, которые готовы это совершить. Вот, нету реальных сил, минимум тоже килишам, но в то же время килишмим. Силы есть. Нету начинатора. Вот начинатора нету. Понимаете? Для того, чтобы это начать, нужно же как-то, блядь, оружие и так далее. Не просто так же, блядь, да, я вот хочу воевать. Все, как начать? Как начать? Понимаете? Манашул наш союз. Вот этот момент, вот именно, вот, я не знаю, это Габасов пишет или опять его подписчик пишет. Вот этот вопрос нужно глубже втыкаться, блядь. Вот в этот вопрос. Почему... где-то помимо этого нет реальных сил, которые готовы это совершить. Совершить это есть силы. Проблема в том, что его нету некому афишировать. Так хуйня-муйня сөйлеп жүресіз. Мына шунда сіздің ошибка. Бұл сөйлеулер білән далеко не поедете. 30 лет битінде көріп тұрасыз, Кашапов говорит, я пизжу про это. Сам мне говорил, 30 лет. И всем он говорит, 30 лет. Ну, 30 лет Кашапов что-то сделал, что-то обернул, что-то произошло, нет. Нихуя ничего не произошло. Были манкурты и есть манкурты, одно и то же. Он только кулыңа автомат алып көрсәтергә керек. Примером надо действовать. Пример надо делать. Только тогда мы сможем что-то добиться. Как вот в Сирии. Что они в Сирии пиздобольством занимались, что ли, как мы? Эфиры у них велись, да? Они, каждый, наверное, вот этот, да, этот, как его звали, Джахангир этот, говорил постоянно, я вот тиктокер с автоматом, скоро мы пойдем на Асада. Вот так, да, наверное, он каждый селфи делал, да, как чеченцы, тикток войска, да, он был? Нихуя. Они молча делали свои дела, и вон, добились.
А біз, блядь, пиздим, а толку yok. Помимо этого, нет реальных сил, которые готовы это совершить. Окей. Во-вторых, мы считаем, что Россия является по определению государством русских, а Башкир русским не является. Соответственно, реализуя свое право на самоопределение, мы считаем, что имеем право на собственное независимое государство. Ну, понятно. Также следует сказать, что Россия в настоящий и последующий момент не может ничего предложить ни Башкортостану, ни башкирскому народу. Задайте себе вопрос, что Россия может предложить нам. Ответ – ничего. Если я не прав, то скажите, что нам могут предложить русские. Так, давайте здесь остановимся. Урыслардан мындай вопросны могут только задать вот эти Фарида Курбангалиевы. Вот такие ушлепочки, пидорасочки. Вот такие они могут задать. И то не Путину, а вот этим, блядь, навальнистам. Ходорковскому и еще всякие, блядь, кацам и хуяцам, блядь. Вот им могут они задать. Потому что они манкурты. Они могут задать этот вопрос. Что вы нам предложите? Вот до этого уже говорил Бетина, постоянно я это долблю. Бізді үстімізден Аллах тәлемгені хужа. Бізді үстімізден yok хужа. Определитесь уже, блядь. Бізді үстімізден хужа yok. Сізде шунды, блядь, как это болезнь, говорят же, в комнату заходит, и у него в комнате боится он, блядь. Вот это болезнь, понимаете? У вас вот это болезнь. Что у вас кто-то жмет, кто-то жмет. У вас в комнате тоже, огромной комнате, вам маленькая эта комната. У вас вот такой страх. Страх ебанизма. Я не знаю, как это, блядь, правильно называется, конечно, но страх ебанизма у вас. Сіз дүниядан теге көкайдан шыққан шыбыш кебек қыланасыз, блядь. Көкайдан шыққан шыбыш курха. Пісейлер ошап қойырға может, туда-сюда, этлер ошарға может. Курха ол. Потому что индігіне туылған бәбәй ол. Сіз бит, блядь, кеше туылған кеше түгіл да енді, блядь. Балалар бит әлі сөйләшмейді енді, если уж мелочиться. Поэтому, туғанлар, вот этот вопрос, это никогда не должен, блядь, вообще озвучиваться башқұрт білән татарда. Уясните, біздің хужа жоқ, өзің хужасың, өзіңні жеріңді хужа. Сені кім нәрсе, отаң міне, ол Путин. Урыслар сеңе кім? Мына шуларға сізде нихуя не получается. Потому что вы ждете кого-то, который что-то сделает. Я сделаю, иншаллах. Я сделаю, Алла берса. Менің үстімде жоқ хужа. Мен хужа қырында жүрмеймін. Менің хужам жоқ. Мына сізде шунды жоқ. Просто вы не можете это осознать, что сенің үстінде. Мен де сізге хужа түгіл. Хочешь, идешь со мной воевать. Не хочешь, не иди. Мен сікмей. Отырып қалар үйде. Сенсіз де біз барып келе алабыз. Проблема жоқ. Үйде де кіші керек. Даже не буду я тебе говорить, что идем, деп уговаривать. Даже не буду. Хуй с ним. Өзің бараға тиішсің. Чүнки бұл кіші баласын өлімге алып кету дегені бұл. Біз ондан может қайтмасқа да может біз. Я не могу вас заставить. Вы должны сами понять. Башқұртстан білән Татарстан сізге керекме мұстақиллік? Значит, барасың. Керекмегеш, отырасың үйде. Главное, бізге башын көтерме. Проблемы не создавай себе. Вот в чем прикол. Көрмәдіңіз міне Сирияда нендей шатлану болды. Бүтін дүнияда шатлану болды. Халық үйге қайта. Нәрсе, бізді қайтасы біз келмей ме? Біз нәрсе, мен, допустим, Алла, мен башымны иіп қайтарға тиішмін Путинға или Хабировка. Мен косякнулся, я против вас вел вот такую хуйню, я возвращаюсь, примите, я хочу жить в Башкортостане, умереть там. Вот тогда мне надо вернуться, значит, да? В вашем репертуаре. Алла сақласын. Сәждәгә башны, маңғайны қойғаш, Аллаға ғана сәждәгә қоябыз біз. Вот это нужно учесть. От этого и строится, что хужа бар и хужа жоқлығы от этого и строится. Если ты осознаешь, что сені хужаң Аллах Тәләм, и ты поймешь, что сені үстінде урыслар хужа түгіл, и Башқұртстан сенеке, Татарстан білән, болды. Сен тұрасың біздің жолға. Но это надо вам долбить. Как это вдолбить, я не знаю. Вот это загвоздка, туганлар. И вот этот тезис, который тут написан, да, он как-то, так скажем, интересный вопрос. Но его надо, любой яхтан. Смотреть его надо таким образом, что над вами
над вами никогда не было и нету хужа. А то, что у вас над вами хужа бар, это уже, знаете, как отголоски того, что вам это, как сказать, привязали вам это, что над вами есть хозяева, и вы должны слушаться, вы должны это обязательно слушаться, потому что вы подчиненные, вы на землях как будто бы русских живете, а на самом деле в Башкортостане или Татарстане никогда узких земель не было, сами понимаете, да? И мана шунарга сизда юг жаваб. Понимаете? Вот насчет этого я не согласен. Короче, если я не прав, то скажите, что нам могут предложить русские. Ответ ничего. Если я не прав, то скажите, что нам могут предложить русские. Все, я этим вопросом не согласен даже. Вот этим куском абзаца я не согласен уже. Дальше читаем. У нас есть бэкграунд отношений с этим государством. И этот бэкграунд состоит из двух геноцидов, этнических чисток, репрессий, колонизации и угнетения. Россия это не добровольная федерация, а вынужденные условия федерации. Ну, примерно окей. Соглашаемся. Примерно он как бы поясняет, что как раз можно тут сказать, что мой ответ, что нечего спросить, и этот вопрос вообще не должен звучать, но он как бы по-свойски отвечает на него. Типа, что у нас колонизировали туда-сюда. Это уже тоже вопрос-ответ. Типа, отнекиваться, типа, отмазываться. Вот с этой стороны надо рассматривать вот даже его два предложения ответа. Этнические чистки, репрессии, колонизация и угнетение. Вот три тезиса у него, да? Угнетение, колонизация, репрессии. Этнические чистки, геноцид. Үш дүрт даже сөзлер жазған. Үш дүрт сөз. Мұның білән даже, как сказать, мұның білән даже не нужно даже козырить. Вот так, наверное, более правильно будет. Козырить даже этим нельзя, ну, нельзя, не нужно. Почему? Потому что олар бізге біркім түгіл. Это получается хужага отчет берген кебек. Как будто мына хотыныңа айтқан кебек. Дорогая, жаныкайым, мен бір қоя барганым жоқ. Жоқ, мен ол қызды сіккенім жоқ бүгін. Жоқ, сен адашасың. Мына шулай деген ол, понимаете? А ол айта, жоқ, сен сіктің де. Жоқ, нахуй, мен сіккенім жоқ. Вот то же самое. Отнекиваться. Я не знаю, как это, блядь, по-другому это слово можно придумать. То же самое. Біз урысқа буйсынмасқа деп тұрамын да, получается, бұл өзінің жауабын айта. Біз буйсынмайбыз, но бізге мына шундай предъявалар болған. Геноцид, этнический репрессия, колонизация. Мына шуларға мен сеңе ашудамын. Мен сеңе ашудамын. Ашуда болғаным үшін мен не хочу сенің білән яшарға. Все, айрылабыз. Вот примерно вот такая хуйня. И даже вот этого нихуя не должно быть, туғанлар. Вот этого, потому что бізді үстімізді отчет беруге кешіміз жоқ. Это касается узбеклерге да, которые говорят мне, узбеклер, которые говорят, бізді президентіміз бар. У казахов такое не услышишь. Казахи ненавидят своего президента. Вот за это зуб даю. Блять, а вот узбеклер айта, бізді президентіміз бар, сен өзінікені біліп ал, дейді менге. Нихуя себе. Твой Мирзияев, кстати, вспомнил сегодня, блядь, найдем это видео, потом послушаем, что произошло. В настоящее время какое-то сегодня Азия. Я увидел, просто листал YouTube, увидел. Президент, блядь, приперся соболезновать за генерала. Мирзияев приперся в Москву вроде бы, что ли, или где они встретились? Это сейчас найду, я сейчас найду этот нахуй видос, мы послушаем. Это пиздец нахуй, просто пиздец. Поэтому, туғанлар, я что хочу сказать, что біз и иске деген нәрсе десем былайында. Иске халық. Урыслар вообще новоиспеченные кутақбашлар. Біз иске халық. Үзбәгі да, қозағы да, башқұрты да, татары да. Біз өзімізді жерімізді. Значит, біз өзімізге отчет береміз. Біздің үстімізде хужа жоқ, башлық жоқ, этот отчет береге. Понимаете смысл? Конечно, так как стул ходячий, но вот именно. Поэтому мен сізге айтам битінде. Поэтому мен сізге айтам, что подобие
когда вы говорите, кичитесь, что у вас есть президент, не надо. И в то же время не надо говорить, что у вас президент Путин. Президент Тугут, шуно олнарга керек. Вот какие мелочи нужно разбирать. А не пиздеть, как Айсен, о какой-то хуйне истории, блядь, Сталина. Нахуй! Ол халыққа ярдам бермей. Ярдам бермей ол история, тарихтар. Халықны олай уже сен өзіңе жалап ете алмайсың. Өзіңе қарата алмайсың. Өзіңе никак қарата алмайсың. Халықны жалап етер үшін өзіңе сен конкретника оларға условия қойырға тиісің. Бұл халық қазіргі маңқұрт мал халық. Мал халыққа сен әзгіне қожалық ішлерге керексің. Қожа болырға тиісің. Үстіннен қожа болырға тиісің. Мына бит Путин қожа қорқалар. Бізде шындай қожа болырға тиісбіз. Вот к чему мы должны довнести. Но в тот же момент ол халық бізден қорқмасқа тиіс. Біз бит Асад түгіл. Біз бит нахуй Гестапо, Гитлер түгіл или Путин түгіл. Бізден қорқмай тұрған халық болырға тиіс. Біз шулай аңлатырға тиісбіз. Как айталар мұсылманларда, яқшы сөз йыланны да инінен шығара дейілер. Йыланны да үйінен шығара, яқшы сөз. Да, примерно вот шондай сөз бар бит енді. Даже змею вытащишь, если ты хорошо говоришь, змея из ины выходит. Вот примерно шулай. Шунun үшін йылан білән да сөйләшә білерге керек. Дұрысын айтсам. По сути, конечно, не мой, ну, по крайней мере, блядь. Вон, индусы дудочкой, их же обманывают, коврыларно, и они послушаются там, туда-сюда. Вот примерно так. Поэтому, значит, без холок, блядь, должны такой тёзкими быть, так скажем, затесаться с ними, что, блядь, они должны нам доверять. А для этого нам нужно встать, вот нам в данный момент, вот этим, кто пиздит по каждому по Ютубу, им всем надо собраться, не где-то там в Конгрессе, блядь, ООН, блядь, или в ебенях где-то, а в своем Конгрессе и сказать, холок. Короче, мы нам без решили, что будем собирать дивизию против Москвы, помочь украинцам. Вот какие лозунги должны быть. Набираем добровольские отряды против Москвы. Вот эти наши должны у нас быть идти. Вот такие слова должны быть. Срочным образом. Обеспечение будет через Украину. Вот какие слова должны выводить. Как раз таки манкуртларна да уятырга тиеш, блядь. Йыланларна да. Йылан ининнен даже чыга ондай сөзден соң. Мәскәүгә каршы. А потом уже можно сказать, потом вот эти слова: этнические чистки, репрессии, колонизация, угнетение, геноцид. Нацизм, одним словом. Это потом можно сказать. Килеп житкәч, башта халыкны бит алдап алып керергә кирәк. Грубо говоря, алдап түгел инде, мин дә әйтеп куйдым. Объяснить, что, туганым, син, если таким образом дальше будешь жить манкуртом, ты сдохнешь в этой сраной войне путинской. Итог какой? Подключайся к нам. Вот и все. Но для этого они скажут. Тут один самый ебанутый вопрос есть. А акча түлейсезме? Білесіз бе енді татарларны, башқұртларны бітін ашағанлар біледі. Акча түлейсезме диялар? Түлейбіз дейірге тиішбіз бе енді, по идее. А акча бейт жоқ. Не қойсы пәттәктен акча алабыз біледі. Акча жоқ. Шонарға мен айтам. Возвращаясь к инвесторам. Инвесторлар, уянығыз біледі. Онда, блядь, хуйню не страдайте, акчағызны, блядь, диван астында тұтмағыз, матрас астында, блядь. Барыбыр олар нахуй утилге айлана, блядь. Эшләтіп бітіре алмайсың барыбыр аны. А ради Аллаха, если ты вложишь копеечку не в манкуртскую какую-то мечеть, которая в России находится, где вы хуйней маетесь, в мечетях топчете, менты топчат, издеваются, ложат вас на пол лицом, а вложись в то дело, которое уничтожит эту, блядь, машину, Москву, чертовую. Вот таким образом мы должны диктовать условия. Только шунда можно, блядь, поднять народ. А так мы, блядь, каждый день бьемся, блядь, лбом, что-то делаем, нахуй, Руслан анда сүле. Ой, Руслан сүләді рахат, Айсен сүләді кеча меня ушады, блядь. Мы друг другу лайки ставим. Ой, молодец, он сделал. Ой, блядь, сука, он сделал. Вот завтра сдохнет Путин, блядь, от этих слов. Нихуя никто не сдохнет, туганлар, блядь. Это, блядь, ауылдағы, мына мен ауылдағы Ташбашқада, это ясно, блядь. Это хуйня полная, туганлар, блядь. Это хуйня. Понимаете, вот самообман
и есть вот этот идиотизм каждого человека, блядь. Почему? Потому что мы занимаемся полным нахуй деградацией самого себя для начала, а потом это повествуем, блядь, людям, чтобы они, долбоебы, тоже стали такие же, как мы, блядь, долбоебами. Понимаете? Олар говорит, цель айтырга керек. Вы думаете, что? Асада победить Джавлони, это как его, Джавлон этот, говорил, что ли, вам, точнее, ну, им говорил, что ли, типа, ну, если мы пойдем, победим, не пойдем, не победим. Вот так, что ли, он, да, думаете, говорил, блядь? Он конкретно условия поставил. Наша цель Дамаск, он сказал. А мелочи он попутно возьмем. Первая цель Дамаск, все. И пошли-поехали. Как раз же там же кто-то говорил, Аюб, что ли, говорил же, что мы даже не знали, говорит, телефон отобрали и сказали сюда идти. И мы так зашли, говорит, и все, победили. Видите, как сработали хорошо? Поэтому пока мы говорим в открытую, а в дальнейшем, когда мы уже к этому созреем и пришли бы, по моим действиям, да, пришли бы уже конкретно, собрали бы людей и так далее, уже к атаке мы также скрыли бы все. Вот как украинцы, как взяли Курск. То же самое. Нахуй все телефоны отобрать. Все. Тихо просто идти на Москву. Просто идти на Москву. Понимаете смысл? В Москву идти с Украины хуйня. А если мы еще это с Башкортостана сделаем, Татарстан, вообще пизда будет этим москвичам. Почему? Потому что мы перекроем кислород уже оттуда, понимаете? Все оружие идет оттуда, блядь, с Урала. Танковые заводы находятся в Уссурийске, блядь, я лично знал. Хуй, блядь, мой капитан был, блядь, роты, блядь, сын директора танкового завода, блядь. Гондон, блядь. На последней иномарке ездил, блядь. Все танковые заводы в регионах, блядь. Значит, мы перекроем этот полностью кислород с Урала, понимаете? Все, если мы возьмем М5, М7, пизда Москве, блядь. 2 кислорода, М5, М7, башка юл yok. Туғанлар аңнағыз. М5, блядь, М7 бары шу Мәскеуге бара, блядь. Один через Горьковское шоссе, другой, блядь, через это ебаное Октябрьский. Ниже. Хуйня. Уфадан башлана. И все. А дальше там в Челябинске, там в Буряты, это ихняя зачистка будет. Они вспомогательные люди, они там будут. Их тоже возьмем. Я когда говорю Башкортостан, Татарстан, нет, мы идем все вместе сразу. Но для этого нужно начать. А не бегать там с одним автоматом, рота Башкорт, блядь, по Украине. Куттак барма Украина, да. Сины душман Москва, да, а син Украина трешься, блядь. Вот что за хрень? Поэтому, Туганлар, вот этот момент я, во-первых, не согласен. И нужно это конкретно озвучивать Руслану Габбасову, Кашапову, Айсину. Всем им надо вдолбить систему, как вести вот эти темы. Все. Мин, бәләкәй, блядь, оларны өйрәтергә тиешмен, нахуй. Да, они скажут, нахуй, кем син, блядь, монка, блядь, иди нахуй, туда-сюда. А мне похуй, что они мне скажут. Мин мына үземне шул тактикам белән кешеләрне җыярга тырышам. Потому что я цель говорю. А не мямлю, хуйню не маюсь, не хочу вас обманывать. А почему это у них не творится? Почему? Знаете почему? Потому что олар улясы килми. Олар просто хотят быть наводчиками, операторами, а идти сами не хотят. Понимаете? Они будут также в Европе сидеть, контролировать, а мы пойдем. Понимаете смысл? Вот какие это люди. Каждому вопрос задайте. Один раз что-то пиздел, Руслан, то, что я, говорит, пойду тоже. Ну, Айсин никогда не говорил, что он пойдет. Хоть и топит за мусульман. Как муджахед, бірінші ол баларға тиіш. В этой топке. В нашей. Понимаете? Поэтому, Туганлар, здесь процесс идет только такой, что если мы сейчас это все не подымем, дальше больше Украинда бите, бүтін кіші үлі бите, Башқұртстан мен Татарстанда уже стимул болмай, тағын недедір бір соғышқа кереге. Потому что оларға ол соғыш керекмей. Олар туйған была, уже Украинадан туйған, үлі біткен, ярты Башқұртстан жоқ, Татарстан жоқ. Кім барсын енді Мәскеуге потом?
Qaysisin sen ondan ko'tarasan Boshqirdistondan Moskvaga qarshi? Itda chiqmay ondan, блядь. It даже chiqmay, блядь. Uramda yugurib yurgan it chiqmay даже. Не то, что kishi. Поэтому bizda, как aytalar, issig'ida bosish kerak, говорят. Когда горячо, надо долбить сразу. Вот это вот сейчас. Это сейчас. Вот дается нам шанс, вот этот, грубо говоря, 25-й год, допустим, до июня. Вот, грубо говоря, полгода нам дается. Полгода нам отчехлиться и войти. Нам 3 дня хватит. Нам больше не надо. Moskvani borib sigib, qaytarga 3 kun жетadi bizga. Bizga ko'p kerakmi, tug'anlar? Собрать войска, блядь, 6 секунд можно, блядь. Проблем нет, но это нужно объявлять. Hola, kishiga aytmasdan nechik sen kishi yerga o'laysan? Mananda, что ли? Каждый YouTube'da so'lab men kishishyapman. Если они даже не могут подписаться, блядь. Как они нахуй могут взять в руки автомат, блядь? Это уму непостижимые вещи. А можно только сделать через телевидение. А для телевидения надо выйти в эфир в Украину. У нас другого нету поблажек в другом месте. В Грузии нету. Где ты хочешь в эфир выйти? В Казахстане тоже нам не дадут, там пока сидит ихний манкурт. Там невозможно что-то делать. Шулай туганлар, поэтому мен bilmayman, но ничек siz narsa o'ylaysizdir, но мое вот предвидение, мы реально сейчас вот реально тормозим и потом скажем, блядь, поезд же ушел, блядь, мы затупили. Понимаете? Вот в чем прикол будет у нас. Вот это, нас вот это будет ожидать, туганлар. Это гарантия того, что нас это будет ожидать. Что мы отсидим свое. Ну да, вот прислал подписчик, видите? Вот сейчас, давайте сейчас последний пункт будем сейчас тоже на запись кину. Последний пункт будем считать сейчас. Так. Так. Россия это не добровольная федерация, а вынужденная условная федерация. Окей, идем дальше. Вопрос еще. Что нам остается? Только независимость. Только сами мы сможем жить так, как хотим. Нам не нужен президент где-то в Москве или группа каких-то олигархов, которые будут определять, как жить нашему славному народу и нашей прекрасной стране. Мы самостоятельная, гордая, ответственная нация, желающая раз и навсегда выйти из состава России и создать независимое демократическое правовое государство. Башкортостан. Прислал подписчик. Меня бір подписчик ола язмый, білясізмі? Мне вот весь рассказ этот, который я читал сейчас, вот реально это написано самим этим Русланом Габбасовым. Это зов души его внутри. Нихуя это не подписчик. Понимаете? Вот это я принципиально закину себе в канал тоже. Это не подписчик. Напишу. Руслан, брат, сам ты писал, мына deyirga kerak. Руслан, брат, sen o'zing yozgansan. Sen o'zing yozgansan mana deyirga kerak. O'zing yozgansan. Понимаете? Mana bu tekstni явно bir kim onarga jibarmagan. Men shulay deb o'ylayman. Это написали, точнее он сам написал это все. За что мы боремся. Изложил вам, чтобы башкортлар, татарлар уянсын деп. По крайней мере, конечно, башкортларга язамын. Ну, вообще айтам. Башкортстанда ведь инде татарлар да бар. Чтобы мы все вместе двинулись. Вот таким образом, туганлар, вот какие-то моменты правильные здесь. Все классно написано, но действий нету. Действия нам нужны, действия. Шундыхаль, 4 киши утра, то 10 киши болып кетеді, то 4 киши на всякое. Реально интернет ishlamay, наверное. YouTube ishlamay, наверное. Поэтому надо что-то делать. Ну вот как раз, да, вот это, блядь, опять эта овца, блядь, которая пиздела. В Черниковке, насчет Черниковки, блядь. Ну вот эта, которая говорила. И эту категорию сейчас я тоже рассматриваю как вот пригреть, обогреть. Пригреть, обогреть тюремщиков. Идиотизм. Уфада. Не хватало, блядь, 700 тысяч детей украинских спиздили, блядь. Добавил еще, блядь, этих тюремщиков. Чё, получается, чё? Я не могу понять, блядь. Эти тюремщики, получается, еще на войну не пошли, что ли? Это что за хуйня, блядь?
А чё ж они на войну-то не пошли, блядь? Это что за тюремщики такие? На войну не идут. Отсортировали, что ли? Бракованные или невъебенные такие? Пальцы веером, туды-сюды. Решил, аңрамын, блядь. Получается, туганлар. Башкортстан белән Татарстанны иченә кергәндә, само собой, без бүтән зинданларны ачабыз. Это однозначно, это не проблема. Но для них какие-то вот такие вещи строить, там, реабилитационные вещи, это второстепенная вещь. Это в данный момент безге кирәкми. И обсуждать об этом, я думаю, тоже нахуй не нужно это. Но безнең Башкортстан белән Татарстан инде шундый бит инде, үзенә күтенә геморрой эзләп йөри, они могут обсуждать об этом и создавать какие-то странные вещи там, почему, блядь, забирают Салавата Юлаева, блядь, почему Куштау, почему сейчас вот эти тюремщики, хоспис, блядь, хуйней маются. Это получается, понимаете, как смысл какой? Это как всегда говорят, отводят, вот bütün каналларда шуны сөйлейләр бит инде, урыслар үзләре дә сөйли, вот эти, которые против Путина, говорят, это отводит проблему войны. Вот это и есть. Истинную проблему войны, что дохнут люди на войне, надо обсуждать ведь иногда. А они обсуждают о хосписе, о вот этих ебаных тюремщиках, хуй поймешь откуда. Всякое со всей России они идут туда. Потому что Башкортостанда тюремщик, ладно, наверное, не будут ставить. Со всей России везут туда, привезут. Перевоспитание. Нихуя, да? Вот. Поэтому как бы күз боямачылык. Как по-узбекски күз боямачылык, это күзны буйлар, а онда орта из-под тишка что-то творят. Грязные дела. Это мобилизация, это уничтожение нашего народа. Вот и все. А вот это вся хрень полная. Мордовия написано. Вот детский сад, школа. Люди на полу в спортзале легли буквой «З». Дети легли. Вот, наверное, там 15-летние дети там сидят ЗВ, такими знаками, футболки какие-то на них, или скотчем прилепили, скотчем. И тут буквой «З». Пиздец, блядь. Маразм крепчает. Комментарий. А тут жуткое видео разговора о важном с участием СВО. Соединяем, мы поднимем кулаки, вы поднимете свои. Разнесем все в клочья, все, что было на пути. Букву «З» делаем, победа будет за нами. Вот, автомат, ребят, буква «В», победа. Соединяем, поворачиваем букву «В» и букву «З» получается. Молодцы. Я не сломаю, не сломаю. Пиздец, это какая-то бабенка. Поет песни. Мимитизга Итканин, блядь. Пару месяцев назад говорил об этом. Ебанизм, блядь. Сука. Ай, блядь. Сука, блядь. Вот так вот. Буква «В», оказывается, это победа, а буква «З» это жопа. Или зопа. Или что-то в этом роде, нахуй. Вот так вот. Мына шундый хәл туганлар, безгә Башкортстанда башкортларга, татарларга шундый учительләр кирәкме? Пиздец это, блядь. Так, известный математик, доктор физико-математических наук, член корреспонденции РАН Алексей Саватеев обратился к Путину из-за низких зарплат учителей. Саватеев заявил, что Путина 12 лет обманывают его чиновники. Царь хороший, бояре плохие. Ничего не меняется столетиями. Этот замшелый ватник еще в 16-го на лекциях визжал про бандеровских нацистов в Донбассе. Ну, держи, Алексей, отдачу. Будешь скоро иноагентом или террористом. Вот так оно, видите как? Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Алексей Саватеев. Я доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук по секции экономика. Кроме того, я популяризатор математики среди детей и взрослых. Все время езжу по всей стране, смотрю на ситуацию в школах. Владимир Владимирович, 12 лет назад вы выпустили указы о том, что зарплата учителя не может быть меньше средней по региону. Спустя 12 лет более чем в половине регионов России зарплата учителя за одну ставку
составляет не более 30 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата по России сегодня составляет 75 тысяч рублей в месяц. Печально осознавать, что 12 лет подряд ваши указы полностью игнорируются. Ой, бля. Спустя 12 лет страна стоит перед грандиозными вызовами. И правительство формирует новую повестку технологического прорыва. Но в тех условиях, в которых сейчас находится школа, а это катастрофические условия, учителя работают на 2 ставки, чтобы хоть как-то прожить. Кроме того, учителям не дают работать. Требования совершенно бессмысленного характера, типа регистрации в каких-то интернет-сетях, просто так, чтобы зарегистрироваться, просто для галочки. В этих условиях совершенно бессмысленно и даже цинично говорить о какой-либо стратегии развития. Школа находится в состоянии катастрофы. У нас в год выпускается 15 тысяч выпускников уровня, который достаточен для обучения на инженеры. Владимир Владимирович, все начинается с кадров, а у нас в школы не идет молодежь и не может идти при таких зарплатах. Поэтому я прошу вас сегодня, в день моего рождения, сделать подарок всей стране. Перевести финансирование школ на федеральный уровень. Пока финансирование находится на региональном уровне, гарантировано, что у 50 регионов на это не будет денег. Переведение на федеральный уровень с гарантией хотя бы 2 минимальных размеров оплаты труда за 1 ставку является абсолютно необходимым действием прежде любых стратегий. Владимир Владимирович, в нашей стране есть только один человек, который может принять и воплотить в жизнь это решение. Этот человек вы. Спасибо за внимание. Нихуя себе, пиздалис. Вот от таких узкожопых манкуртов, блядь, мы тоже должны избавиться, блядь. Это пиздец, нахуй. Это снять, блядь, въебало себе, блядь, так близко еще поставил, блядь. Это все говорить, но это полный, блядь, нахуй, позор. Как, если помните, как ты, мечеть в Люберцах на днях, ну, недельку туда-сюда, говорили, что им, типа, забирают мечеть, нельзя молиться, куда нам пойти, туда-сюда, короче. Вот из этой темы, нахуй. Из этой темы. Ну, это хуй с ним, это узкожопые просят у своего бая, блядь, нахуй, эту всю тему. Но Башкортостан, Татарстан, до такого, блядь, мы не должны опускаться. В первую очередь. Поэтому, чтобы вот таких тупых этих моментов не было, Башкортостан, Татарстан, да. Нам нужно только, блядь, забрать эти все свои земли и восстановить свою независимость. И учителя, и медики, и педики, все будут получать нормальные деньги, блядь. Проблем не будет. Понимаете? Диктатуру мы создавать не хотим. В первую очередь. Вот это тоже надо понимать, Кишлерга. Диктатура не в нашей компетенции, так скажем, да, ведь? Потому что, как я до этого уже говорил, блядь, каждые 3 года, нахуй, будет меняться президент. Каждые 3 года, блядь, все обновляется, нахуй, весь Башкортостан. И нам не нужны, нахуй, кланы. Туган, утырмый вообще бір қашан, да? Туганлығын біләбіз екен, вообще қойылмай ол кіші. Только чужойлар қойыла. Һәр вақыт чужойлар. Мына шулай. Если даже кто-то там захочет хитрить и менять фамилии, там, говорить, что не, это не мой родственник, им пизда будет. Такая хуйня тоже не прокатит, блядь. Потому что коррупции не будет. Вот так вот. Само собой, смена паспортов и так далее будет производиться. Эти сраные красные паспорта выкинем нахуй. У нас должен быть нормальный цвет мусульманский. Зеленый паспорт должен быть у нас. А зеленый цвет вы можете выбрать любой. От салатового начиная до темно-зеленого. Похуй. На ваш выбор. Пусть халатно выбирает цвет. Главное, чтобы был зеленый. Цвет ислама. Сейчас запишу. Стрим. Зачем я? Шулай дуслар. Так. Так.
Так. Пиздец, чудище, блядь. Человек, сошедший с ума животное. Карл Юнг. Спокойной ночи. Сука, что за спокойной ночи? На фото 1993 год. Вице-мэр Владимир Путин на открытии первого в Санкт-Петербурге магазина компьютерной техники. Пиздец, у него прическа была нахуй. Я упала, синовала нахуй. Это пиздец. Это же, сука, пиздец уебище нахуй. Главное, у него, блядь, какой-то кожаная... Куртка у него кожаная, нахуй. Плащ или чё, блядь. Костюм, галстук, блядь. А волосы, ёптакадынский конь. Не расчесывали, что ли, блядь? У тех хоть, блядь, расчесанные волосы. У этого, ебать, нахуй. Это чмо, блядь. Вот это чмо. Обычно чмошники и бывают, нахуй, вот таких, блядь, в главенственных местах, понимаете? В главенственных местах чмошники поднимаются. Для чего? Потому что их всегда чмырили. И потом, чтобы как-то, блядь, оторваться от этого, нахуй, вот он начинает, блядь, вставать выше, выше, выше. У него цель идет, нахуй. Выебу. Вот такая хуйня, понимаете, блядь? Это чмошники только такие дела делают, нахуй. Подобие вот этой путинососа ебаного. Так. Салам алейкум всем. Ва алейкум ассалам. Алмата. Члены русской общины реагируют на создание башкирской общины. Ну-ка, что за реакция? Вот это новость. Елена Смокотина, блядь. Ну, понятно, скотина. Гусакова, блядь. Елена пишет Айдару какому-то. ВКонтакте. Я же говорил, ВКонтакте жопа там. Зайдешь, пиздец, нахуй. Налетает, как, сука, не знаю, вампиры, блядь. Статейку под себя собираешь. Ну, твое сочинение передано в неважно. Просто предупреждаю. Придут, не пугайся. Всем так и говори, как пишешь. Я не русский, не россиянин. Собираю ОПГ в помощь диаспорам из Сразии. Будь. Ответ Айдару. Ответил Анна Лисицына. Айдар. Собирай это не у нас на глазах. А хотя, может и хорошо, прикроем вашу общину. Понятно. Дальше речь толкаем. Члены, да, блядь, вот именно, члены узкой общины реагируют на создание башкирской общины. По мнению русских экстремистов, любое объединение коренных народов по национальным признакам недопустимо и является следствием желания в союзе с мигрантами противодействовать русским. Видя все это в таком свете, члены общины лишь подтверждают, что узкая община создана для противодействия коренным народам, а не только для противодействия мигрантам, как она пытается себя маскировать. Вот, закину я себе это тоже. Вот о чем я вам говорю. Башкортлар хам татарлар уянырга тиеш. Нәрсә булса да. Вот вы поймите, блин, вы если даже вот, допустим, допустим, вот Башкортостан хам Татарстан, ну, допустим, не Москва, ну, точнее, блядь, не Россия, допустим, давайте вот, допустим, представили, вы вышли во время Казахстана, Узбекистана, вы вышли, все, вот, допустим. И тут, получается, вот к вам ворвались, нахуй. Что вы будете делать? Вот вы в таком же маленьком положении, которое как есть, вот как есть сейчас. И вам ворвались узкожопые. Что вы будете делать? Вот вопрос всем, нормальным и манкуртам, всем. Что вы будете делать? Вот к вам зашли, как в Грузию заходили в 2008 году, как, или 2009, как в Украину зашли 3 года назад. Вот что вы будете делать? Будете защищаться или просто пойдете, штаны снимете и скажете: трахай меня, блядь, во все щели. Как это? Как будет, блядь? Или ауызға ғана алып қоясыз сразу. Штан салмай отырайын әлі, ауызға ғана алам нахуй. Ауызға ғана беріңіз нахуй. Шулай ғана, да? Вот так только будет, да? Как у вас будет это происходить, блядь? Как это, блядь, вот я не могу понять, почему вот этим ебучим узкой общине, блядь, вот этой узкой общине даже не выходит татарская община. Где? Почему башкирская община первая везде уже слышно? Почему нету татарской общины? Коя айсинская община, кашаповская община. Где вы, татары? Сыкуны сраные, блядь.
татарстанские, блядь, татарштанские, блядь. А? Қоясыз, блядь, құттақ сынықлары, блядь. Когда вы, нахуй, создадите татарские общины против узкожопых, блядь? Когда у вас это будет? Поэтому, туғанлар, қолыңыздан құттақ іш келмегеш, құшылығыз мына бізге. Бізді қолдан келе. Құшылығыз бізге, шығығыз нахуй 30-дан 50-ге қатлы егітлер, шетелге, максимально Европаға, потому что Азияда вас ёбнут, там тоже опасно. Максимально Европаға келегіз. Жил ашабыз, подымем, как говорится, общество. Договоримся с Украиной. Пойдем на Москву. Легко и просто. Никаких нахуй проблем нету. Никаких. Вообще нет проблем. Вот это будет ваше движение. А так? Если они до этого ходили, блядь, руку вверх, блядь, хай Гитлер нахуй по Уфе, мы русские с ними, бог, то, чё, блядь, Татарстан, блядь, Башкортостан, они просто так оставят, думаете? Поэтому я вам всегда говорю, Башкорт, блядь, татар должен создать общую противодействие против Москвы. Общее. Не надо нахуй отделяться. Вона башкортлар роту создают, башкорт ротасы ишеттек, татар ротасы юк. Кашапову даже в тот день вопрос задавали вроде бы. Где-то что-то есть, говорит, где что есть, блядь. Украина, да нету татарской роты. Нихуя нету татарской роты. Не надо пиздеть Кашапову. Татар ротасы юк, блядь. Украина, да. Бар Сибир ротасы. Где там, блядь, винегрет нахуй. Кем бар, кем юк, хуй знает. А бар отдельно башкорт ротасы. И то я с ними общий язык не нашел, потому что там тоже они под Украиной, блядь. Ну а минем стратегиям, да, только башкорт татар ротасы болырға тиеш. Чтобы башкорт татар ротасы бір болырға тиеш. Не 2, не 3. Расчленения не надо. Мы не член общества. Біз туғанлар. Бірге болырға тиешбіз. И потом, когда мы станем вместе, мы можем уже сказать ярдам берушілерге, духлы кишілер болырға может, которые захотят к нам присоединиться из других наций. Из Азии, допустим. Понимаете? Мана шунда сюз, а сізде получается нахуй. Все получается, блядь, через одно место, блядь, заднеприводные нахуй. А для этого, чтобы, блядь, вот этот заднеприводность убрать нахуй, газовать вперед, алга, надо объединиться. А не, блядь, гнать там, что, блядь, вот Башкортостанда, блядь, нахуй, понимаешь ли, ол татарларның жері Уфа был Булгария болған, еще нәрсе болған, или кто-то там болған, хуйней мается начинаете, блядь. Понимаете, всякий юк-бук сөйлеп жүресіз нахуй. Бірсігіз нахуй қолығызға құрал аларға уйламай. Даже ладно, не автомат, пышақ аларға даже не можете. Ұрысты сігір үшін, күтіна пышақ саншерге. Сізде yok ол движение, понимаете? Вы думаете, что он сізге дус. Мына шул атрибутика в вашей голове, она неправильная. То, что у вас это узкожопый дус, а украинец враг. Идиотизм у вас. Вы кукушку, блядь, вообще, я не знаю, блядь, как это можно, блядь. Полный, блядь, пиздец изда, башалызда, блядь. Просто меня, блядь, читать даже противно вот эти, блядь, комменты. Он тоже нашел, где искать, блядь, ВКонтакте, блядь. Вот этот башкорт нашел где. Конечно, там дичи, это же контакт, это, сука, узкожопых, блядь, все это дело. Искать, месяцга, еще раз айтам. Башкортларға да, татарларға да, Башкортостан, Татарстан айтам. Искать нам ничего не надо. Нам надо объявлять. Как это, блядь? Сказать. Объявление берега керек. Вот везде же баннеры висят, там 200 тысяч нахуй сдохнуть, 200 тысяч сдохнуть, 200 тысяч, 250 сдохнуть нахуй. Аукцион, блядь. Езжай, блядь, подыхай, башкорт, блядь, татар, блядь. Вот примерно так. Но у нас чуть-чуть будет по-другому. Дохнуть будем за свободу Башкортостана с Татарстаном. И цель будет у нас Москва, а не Украина. Понимаете, как тут? Поэтому, когда
вы какие-то действия делаете, вот, я не знаю, вот рота Башкорт собирает людей, часто вот натыкаюсь на это тоже дело. Вы, ну, как это, вы не ИГИЛ, если сравнивать, давайте так. Вы не ради Аллаха это делаете. Вы не ИГИЛ. Вы не какие-то группы, которые в Сирии, там, в Палестине, которые против там, Израиля, там, туда-сюда. Вы не такие. Вы не можете собрать народ. Вы не сможете собрать народ таким образом, как вы. Через Телеграм, через хуй поймешь еще что-то. Нет. Если бы вы были как они хотя бы, может, вы собрали бы. К ним даже вот с Узбекистана люди приехали. Мусульмане, потому что. Вы, может, собрали бы. А в нашем случае только поможет одна только стратегия. Это договориться с Украиной, как всегда я говорю, войти туда, вот с тем эшелоном людей, которые сейчас топят за свободу Башкортостана с Татарстаном, вот с ними вместе. И Кашапов, и все должны стать. Вот с ними, со всеми, со стариками вместе, со всеми. А потом уже срочно набирать людей. Срочно прям. Понимаете? Только так. Сейчас запишу. Шуларға туғандар, білмеймін, я вот просто поражаюсь над теми моментами, вот иногда порой читаю, я вот читаю что-то вот аптырауда қаламын енді. Мен аптыраймын от того, что, ну, я понял, от чего именно аптыраймын. От того, что нету сплоченности. Опять возвращаясь назад, я понимаю, что нет сплоченности. А у украинцев есть сплоченность. Хоть у них там евреи, блядь, тусуются во главе, блядь, зели. И еще кто-то там всякие нахуй. У них есть сплоченность, потому что к ним напали, блядь, вы напали, манкурты. Поэтому у них есть сплоченность. А бізде юқ. Потому что бізді істекмей біркім. Сіз келіп сігесіз украинларына. В том моменте еще улясыз үзігізді, блядь. Вон, в обезьяннике лежите, блядь. Курятники, точнее, блядь. В клетке, блядь. Пьяный, нахуй. Позор, блядь. Понимаете? Поэтому наша задача сейчас срочным образом поднять народ таким образом, чтобы мы были уже во главе какого-то, допустим, начинания, и которое оно сбор делает в Украине. Только так. Само собой, это когда мы объявим, узкожопы перекроют границы. Поэтому хотелось бы вот это действие нужно делать именно до объявления этого всего, понимаете? Чтобы вы смогли вылезти оттуда, кто желает с нами идти бороться против Москвы. Mana shunday hal. Oqshom men sizga обещать etolmayman. Oqshom menda yo'q. Men o'zimda kambag'al. Pritom 2 yil mana yurayim allaqoydan нахуй. Oqshom ishlab bo'lmay. Если было бы возможность у меня oqshom ishlarga, я бы с удовольствием это пустил бы в это дело, потому что это мне нужно. Это нужная вещь. Уничтожить Москву, блядь. Никакие деньги нахуй там нельзя жалеть. Потому что все деньги, они, которые мы даже во сне не видели нахуй, они забираются из Башкортостана. С Татарстаном вдобавок. Поэтому я думаю, манда брикесум в это дело вкинуть, я думаю, это хуйня. Перед тем, как сколько они гребут нахуй от нас. Вы должны понимать этот весь момент, понимаете? Весь процесс нашего действия должен быть он такой отчаянный. Отчаянный за спасение нашего народа. А не так, что, блядь, бізді ертегі, блядь, келіп дүмбастап сигалар, это узкая община даже. Просто узкая община. А если войска придут, Татарстан, Башкортостанға, онда нәрсе дейсіз? Тренировка қатысу керек.
Шуны айтам бит энди, турки не должны бухать. Да вообще, по сути, нельзя бухать. Мен күнде айтам бит энди, даже иногда прикалываюсь, он турник-мурникка барганымда спортом шug'ullaningiz deyam bit endi men sizga. Хуй с ним турник-мурник ishlamasiz da, хотя бы uyda bir-ikki отжимание yasagiz, блядь, ichmagiz, tamaki tortmagiz. Хуйнёй shug'ullanmagiz, блядь. Shug'ullaningiz, блядь, fizически o'zingizni, блядь, ko'proq yashatirga, sizga yasharga kerak. Нахуй o'zingizda o'tirasiz. O'lirga kelding, что ли? O'lirga kelgach, тогда, блядь, Ukrainaga borma, shundagina o'l, Boshqirdistondagina o'l. Tatariston bilan. Нахуй Ukrainaga borib o'lasing. Вообще, нахуй yashaysan тогда. Если прешься, блядь, куда-то, хуй поймешь куда, умирать. Яшама? Так, давайте идем дальше. Батыр Толпар. Вот Батыр Толпар тоже какой-то чувак вышел, я его не знаю. Если кто знает, если кто с ним знаком, пусть отзовется, кто такой. Башкортостан и Татарстан уходят в отрыв по потерям. Особенно это касается Башкирии. За неделю в список убитых добавил 113 фамилий. Мала, опять. Опять или снова? Преимущественно жители глубинки. Башкортостан лидер по поставкам наемников на войну. Одна из причин разовой выплаты наемнику примерно равна двухлетней зарплате среднего жителя региона. В Татарстане за неделю 83 убитых. Отношение к этим людям и тем, кто их рекрутировал, должно быть соответствующее. Для сравнения, в Москве 6 убитых. Конечно. Конечно, Ичкерия тоже, точнее не Ичкерия, этот хуй Кадыров тоже так же хранит своих чеченцев. И Москва хранит. Видите, какие они? Бірісі үсті, бірісі оста. Екі құтақ баш. Біздікілер үлі. Потому что біздікілер оңғыра бұлғаш үлі олар. Оңғыра халықны, блядь, ішләтірге әйбәт, рекрутировать, истреблять. Так, Алексей Копытько вот это писал. Последние несколько дней в Украине и ряде других стран подсчитывают убитых корейцев. Для кое-кого в Европе это может стать отрезвляющей ноткой. Сам факт войны с корейской армией. Вот так вот. Так что добавок еще это, блядь. Так, оғандар 18 декабрьға уже келіп жеттік, мында қораған шекелік. Вот, рота Башкирт. Вот только что я про них пиздел, вот вылезли опять. Рота Башкирт благодарит волонтеров из нашего родного Башкортостана за переданный автомобиль, оснащенный рэбом. Спасибо за подаренную мобильность и безопасность для наших бойцов. Ничего, рота Башкиртка кирген, Украинга килген. Обязательно поделимся с вами результатом выполнения боевых задач с использованием таких подарков. Напоминаю, что для тех, кто башкирт, кто не готов брать оружие в руки, у вас есть шанс стать надежным тылом для роты и помогать подразделениям в тылу. Подавай заявку в группу для получения дальнейших инструкций. За будущее необходимо бороться, и наша битва уже началась. Станем одним из тех, кто войдет в историю. Дан Башкортостан. Мен бұларға бір-бірігіне мен қарсы шықтым, білесіз бит енді. Они не хотят бомбить Уфу. Они не хотят, блядь, нахуй бомбить по Хабирову. И это мне уже дает звоночек тому, что они уже сами по себе. Они не хотят общего с нами, понимаете? Они сами по себе. Почему? Потому что Аллах'ның хужасы украинлар. Вот чтобы мы каблуком не становились, вот это новое течение, которое будет сформироваться, Аллах верса, в нашем присутствии, должно быть только такое. Использование, если, конечно, до этого война не закончится вообще, блядь, скажет, Трамп придет завтра, он скажет, все, по рукам нахуй, идите нахуй. Ебитесь как хотите нахуй, и Зеля, и Путин, блядь. Все, и пиздец. Если такое произойдет, уже даже эти слова нахуй не нужны. Но я скажу. Допустим, мы зайдем в Украину, договоримся как площадка. Ихняя площадка по сбору наших воин будущих, которые пойдут на Москву. И все. Нам не нужно ихнее что-то. Біз үзебіз должны ошатырға, үзебізді киіндірге и так далее. А для этого вот как раз таки я и прошу этих инвесторов, манкурт, не манкурт, разницы нету. Если ты хочешь в дальнейшем, когда мы возьмем власть, прийти с нами жить спина в спину, ты должен сейчас вливать в наше дело.
Не какие-то там машины, хуйня, машины, второстепенная вещь. Главная задача договориться с Украиной, взять, чтобы у них оружие выкупить, чтобы наше было. Остальные вещи, киндерге кишины, ошатырга, мана не расход. И вот этот отряд готовить как бы в сторону Москвы. И тем самым другая часть людей собирать это все будет. Людей призывать, собирать к этому. Оборудовать нас. И дальше идти. Только шундыхаль. Туалар, другого варианта нету. И идти, само собой, я вам говорю, это проход нужно будет совмещать, конечно, с другими нациями тоже. Башка милләтләр белән тоже бергә без кушылырга тиеш булабыз. В этом деле. Потому что, как я всегда говорю, напрямую с Украины на Москву пойти, это будет тупо. Потому что, блядь, нахуй, внутри, сзади, нас достигнет, нахуй, үзебезне башкорт татар манкуртлары. Поэтому первая задача уничтожить фланг, блядь, тыловой. Тыл надо уничтожить. Башкортостан для Татарстана кулга алырга кирәк. И оставить свое какое-то подразделение там, которое нахуй ёбнет всех и кого надо посадит пока в тюрьму, пока не разберемся. А остальные двинутся Москве. Только так. И в этот момент можно позвать на помощь казахов. Для чего? Потому что они придержат для нас, башкиртов и татар, которые там вдруг выебнутся внутри. Контроль ихний. Мы поставим их над контроль, над Башкортостаном, Татарстаном. Вот какая помощь, как говорится, нам будет требоваться. Разные моменты, понимаете? А вот именно поход на Москву должен осуществляться башкир-татар, потому что это наше дело. Само собой, там и буряты двинутся, и Саха-Якутия, все будут двигаться. Само собой, и они, и их тоже это будет действие. Это же действие будет. А для этого, чтобы это произошло, через Украину мы как зайдем? Только зайдем через Крым или через захваченные Россией украинские земли. Это и есть, блядь, та помощь Украине будет. Через Кавказ пройдем. Понимаете? Весь Кавказ разъебем и потом дальше уже до Башкортостана дойдем. Через Саратов. Другого у нас варианта нету. Через Казахстан мы не договоримся. И у нас нету ковра самолета нахуй, чтобы туда приземлиться, блядь. Шундыхаль, дуслар. Поэтому только таким образом чуть-чуть зигзаг эшләргә кирәк була. Тура-матура Мәскәүгә бара торган булса, как Пригожин, без югалып калабыз анда. Алай булмый. Чөнки Мәскәүгә кирдең диясең дә, шул вакытта арда оттуда придет наша. Якуты, буряты, башкиры, татар, все придут ебать Москву. Точнее нас. Понимаете, смысл какой будет? Это будет пиздец. Только поход через Башкортостан это будет Кикирдагеннан алу. Россияны Кикирдагеннан алу мана шу була. Башкорт белән татарны күтенә уткызып, потом гына җиләргә, алга, кузгалырга. Башка юл юк, туганлар. Если мы это не сделаем, если Пригожин дальше подошел бы, я думаю, если его не уговорили бы, он дальше пошел бы, и к нему обязательно нахуй пригнали бы нахуй Башкортостаннан, Татарстаннан новую дивизию, блядь. Не то что роту, блядь. Целая дивизия приперлась бы оттуда. По М7, по М5. И были бы они в окружении. И все. Всех положили бы. Ну, по идее, нахуй они не нужны были, конечно, Вагнер, блядь. Похуй было бы. Но, по крайней мере, хуйня была бы это. Так хуйня инда. Ну, зрелище, да, посмотрели бы какие-то интересные. Шундыхаль. Так, что тут вот новое какое-то прилетело, блядь, ёшкин крот, блядь. После того, как Путин заявил, что ему хочется движухи, Россия атаковала Киев ракетами «Кинжал» и «Искандер». Нихуя себе. Вон оно, прилетело, видите? Обломки ракет упали в 4 районах Киева, повреждены жилые дома, офисы, тепломагистраль. Без отопления в декабре остались 630 жилых домов, 16 больниц, 17 школ и 13 детских садов. Предварительно 1 человек погиб, не меньше 9 получили ранения. Заебись, хули. Заебись. Это тот ответ этим долбоебам, европейцам и американцам, то, что, блядь, камаллагас. Камалламасаң мен камаллым deyapti bu. Понимаете? А біз
Сілкініп такуймебіз нахуй. Понимаете? Вот за такие действия мы должны, блядь, стать нахуй вот впереди, блядь, украинцев. Мы должны ответку дать за это. Вот в чем прикол, блядь. Чтобы, блядь, облегчить, в первую очередь, всегда думайте о себе. А самим нужно помочь этим. Без этих мы не можем. Потому что у нас нет оружия, нету плацдарма, как они говорят, блядь, для атаки Москвы. Только в Украине мы можем спокойно жить и действовать. В Грузии не можем. Грузия пока не воюет. Поэтому же изначально когда-то, помните, говорил, вопрос задавал в ТикТоке еще полгода назад. Казахстан может ли нам помочь туда-сюда, помните, вопрос такой задавал. Они бы могли бы помочь. Если президент у них вот этот Токайха не был бы, помогли бы. Самое легкое вообще место это Куандыкка кіріге. Куандыкка кіріп, қуанырға. Сөзі да бит, туры келе. Куандыкны алсақ, қуанабыз. Бәлкім. Жон үшін қуандыкны алырға керек. Қуаныр үшін. Понимаете? Қуандыкны алғаш қана біз Башқұртстанны алдық дейбіз. Куандыктан Уфаға барып жету хуйня была. Хабиров сам не поймет, куда съебаться. Он не сможет на нас что-то послать даже. Придет ОМОН, которых мы просто разъебем. Кроме ОМОНа у него там никого нету. Понимаете? Узкая община, первые съебутся, первые нахуй. Узкая община из Башкортостана. Вместе с Назаровым, блядь. Куда-нибудь нахуй. Но мы их будем ловить по одному, выкуривать будем по всей стране. Они же на Луну не могут съебаться. Илон Маск им нахуй не даст, блядь. Космодром, блядь. Улететь. Шулай, поэтому мы только должны вперед. Вперед через Башкортостан, Татарстан и так далее. А для этого нужно зайти, бля, в Украину. Или Беларусь. Давайте вот поговорим насчет Беларуси. Беларусь-то тоже есть плацдарм, кстати, блядь. Ёбнуть Лукашенко, взять власть в Беларуси. Она вообще такая, блядь, в данный момент такая, блядь, никчемная нахуй. Там, блядь, без русняни ничего не смогут сделать. Там у них нихуя нету. Нихуя просто, можно сказать, нету. Можно ёбнуть Беларусь. Будет вообще легко. В этот момент Башкортостанга какой-то сразу нахуй, через нахуй этот Беларусь прямо на Москву, блядь. Вообще, блядь, легко. И близко. Понимаете? Псков, блядь. Там Брест, блядь. Что там еще у него есть, блядь? Не знаю. На той стороне, блядь. Другие города. Гомель, Хуемель, блядь. И все, и погнали нахуй. Но это нахуй другая страна. Они пусть смотрят нахуй и охуевают. То, что мы за ними тоже потом придем. После Москвы. Так, вот какие-то аспекты закинул. Хуйню какую-то опять. Ну, новая новость. Давайте прочитаем именно. Призывник с гипертонией. В Уфе незаконно удерживать призывника с гипертонической болезнью. Общественники бьют тревогу. Как призывника с гипертонической болезнью можно признать годным? Это нонсенс. В Уфе незаконно удерживать призывника с гипертонической болезнью. Общественники бьют тревогу. Гипертония, я дұрыс нәрселігін да білмеймін, конечно. Пострадавшего Ильяса Хасанова из Кумертау с диагнозом гипертонической болезни вызвали в военкомат после визита участкового. Несмотря на предоставленные медицинские документы, подтверждающие заболевание и наблюдение и стационарах на медкомиссии и военкомате, его признали годным в службе. Врач-терапевт отказался принимать документы, а затем Хасанова вместе с другими призывниками силой доставили на сборный пункт, изъявив телефоны. Никто жалобы не слушает, врачи все быстро зашел, вышел, терапевт документы у него не принимает, говорит, сходу годен, выгоняет его из кабинета и дальше его и еще несколько призывников сажают в «Газель» силой и отвозят на сборный пункт. Телефоны у них забирают, чтобы они никому не смогли позвонить. По словам адвоката, призывная комиссия нарушила действующие нормы, поскольку гипертоническая болезнь исключает возможность прохождения военной службы. Медицинские данные Хасанова и диагноз гипертоническая болезнь первой стадии степени 1, риск 2. Сопутствующие симптомы: синусовая тахикардия, АД 170-100.
Короче, гипертония, наверное, Гюрек, блин, Тахир Хайрдея, Дегащин, да Гюрек, наверное. Валерий Беляев, удачи вам. Благодарю. Олга, Украина. Препараты небиволол 5 мг, лизиноприл 5 мг, аплодин 5. Также диагностирована ангиопатия сосудов сетчатки обоих глаз. Ёпта. Адвокат уже подал административный иск в Ленинский район суд Уфы. Короче говоря, Кумертаудан гипертоникно жибералер. Но это означает только одно. Холок не хочет вставать. Возбуждаться, так скажем, блядь. Холок не хочет возбуждаться. А я вам до этого всегда говорил, если вы хотите помочь нам, встать против, всегда я напоминаю, Алсынова, не надо вот этой хуйней маяться, как Алсынов. Гора, блядь, еще, блядь, Салават Юлаев на памятника, блядь, сейчас начнется у вас. Нет. Просто сказать, мы не хотим отправлять воевать на Украину наших башкиртов и татар. Мы не хотим. Все. Что они сделают против народа? Все люди должны только к этому моменту выйти. Все. Нахуй все работу бросить. Все. В этот день нужно всем назначить и сказать, мы выходим, идите нахуй. Они скажут, вы беззаконно вышли туда-сюда. Да похуй, какой закон нахуй. Наших детей убиваете. 3 года терпели, заебались, идите нахуй. Все. Вот это и есть революция нахуй, если уж так. Понимаете? Вот что нужно делать, если уж хотите помочь нам. И вот здесь, там как раз могут участвовать и женщины. Все могут участвовать. Не как я говорю, 30 и 50 мужики, а все могут участвовать там. Революция нахуй. Все. Вышли и все нахуй. Вот как в Грузии. Как в Грузии. Вышли и все, идите нахуй. Вас будут поливать чем-то, еще что-то там. Война нахуй. И все. Понимаете? Но это нужно делать, блядь, всем. Всей России надо встать, блядь. Допустим, вот старт, допустим, 1 января. И все, надо всем встать. Bütün Россия босрагатыш против войны. И все, что он сделает, Путин? Ничего. Скажешь, блядь, нахуй, успокойте их, а вы не успокоитесь. Вот и все. Вот как грузина, меняйтесь, и все. Там один ночь стоит, другой день. Вот так меняйтесь, и каждый день бастуйте, бастуйте, бастуйте. Вот так. Месяц так постойте, посмотрим на вас. Как это будет происходить у вас. Только так. Это, по крайней мере, без крови для начала. Ну, может, кого-нибудь ёбнут там. Долбоёбы же это узкожопые. А вы тоже ёбнете. Проблема. Одного ёбнули, вы 2 ментов ёбнете. Проблем нет. Что, напасть на ментов проблема, что ли? Если вы хотите независимости, она будет вот такая. А если вы хотите, как мы, работать из-под тишка, это значит, надо, блядь, нахуй действовать вот через Украину. Вот вам 2 выбора. Или узигес сегенегезонда, или бездемблен берге. Другого варианта нет. Как украинцы говорят, в тарелочке вам никто ничего не принесет. Никто вам, блядь, скажет. Вот, мне уже сказали, одни геморройные комментарии. Я заебался от украинцев читать их, блядь, унизительные. Сегодня смотрел, вот сейчас при вас посмотрю, сколько посмотрели его вот за этот период. 5 декабря было загружено. Сегодня как раз 20 декабря, 20 декабрь, 103 600 просмотров. Понимаете? За 15 дней 103 600 просмотров от украинцев. Я там уже заебался их комментарии читать, честно. Чисто лайк ставлю и все. Потому что половина на украинском написано, я не понимаю. И не пытаюсь даже понять даже. Пару раз пытался читать, но нихуя непонятно, блядь. Шулай. Как будто как на польском написано. Явно же не узкожопый язык. Ну явно же, блядь, украинцев нельзя сказать, что они русские, блядь. Поэтому нахуй Москву надо уничтожать всем вместе, блядь. Нехуй лезть в другой нахуй вообще, блядь, с бага.
киши ызбасына. Шулай. Так. Ну вот один комментарий, допустим, прикольнулся. Дурус ыдаратып жиберин. Топ тамырымын жоқ қылыншы написали. Вот Казахстаннан шундай комментарий. Төп тамыры білән юк қылырға керек Мәскәуні. Ну вот комментарий мне написали в ТикТоке. Вот один чувак написал: если человек талантлив, то талантлив во всем. Не болей, брат мой, деген. Рахмат. Ассаламу алейкум, брат, как ты? Аллаха шкур. Прав на 100%. Вот на тот комментарий. Объединиться, и вы переможете. Александр написал. Не Александр, а Александр. Александр, вот. Объединиться, и вы переможете. Значит, украинец пишет. Если мы объединимся, мы сможем пиздануть по Москве. А для этого надо нам просто встать. И не позориться. Чё, в тот день только я высказывался. Что, мы хуже украинцев, что ли? Я не могу понять. Вот не зря вот Аллах Таалам айтқан бетінде бізге оны прям каноны бар, канун, закон, да, канун, да, как на русском тоже каноны, да, канун, даже на русском наши слова взяты вообще арабские, да, канун, да, вот в этом законе Аллаха сказано, что встаешь, если встаешь, вместе, да, вместе, если ты встаешь, ты побеждаешь. Если ты, блядь, разобщенный, все, ты проиграешь. Потому что у тебя нет сплоченности. А у врага есть сплоченность. Потому что враг, блядь, сплочен. Даже он сплотил наших манкуртов себе. Вдобавок, блядь. Вот от чего тошнить должно нас, блин. Манкуртлар даже құлақ сала Путина, блин. Это же уму непостижимо, какой позор для нас. А это мусульманам вопрос. А украинцы вообще крестоносцы. Крестоносцы, если борются, мусульмане смотрят на это, ну это пиздец. Халак, вы чё, блин? Получается, мы опущенные даже не по Корану, получается, мы живем. Туалар. Вот этот наш минус. И я вот, там до хрена там комментариев. Я уж сейчас все не буду читать. Ну-ка. Кто-то написал, вот сох более хамша дептамана битасы. Там один писал, если действительно узбек замешан, то он герой, жалько, что попался. Да, видите, вот узбека, там, я комментарий делал, что узбека обвиняют там. Ну, всегда так. Один раз таджик, потом узбек. Вот ждите, кыргызлар, бар да, кыргызлар, ждите, скоро вам придет такая беда. Аллах согласен, само собой. Но вы должны понимать, что нужно выходить из манкурского состояния. Я же вам всегда пример привожу Казахстана. Вот үзігізні қырда зор Казахстан бар. Үзігізні тілігізге ошой. Ладно, хуй с ним, таджиков не понимаем мы. Но, блядь, таджик, кыргыз, узбек, казахларға қарап против России топить, почему вы не можете? Почему мы вам должны это говорить? Почему вы не против? Вот это меня обидно, блядь. Менің бір қаным узбек болған үшін, мен вообще ошуым келя, что чмырят мой народ, блядь. Эти суки ебаные, узкожопые. Вот это, блядь, меня бесит. Это противно, когда твой узбек гуськом ходит там на стройке. Бейшара, урамда, салқында ішли, батқақта, батқан ішталнары білән, блядь. Ол еще гуськом юрыға тиешманда. Чё за нахуй? Чё за дрочево? Я это 2 года видел в армии, блядь. Дрочили нас эти суки, сержанты. Я это знаю, что такое узкий мир, блядь. И если это на гражданке, ну это пизда. Это должно было быть пизда. Я в тот раз говорил, когда, блядь, 100 человек собрали, и 5 вагнеровцев говорят, они не хотят ехать, блядь. За 200 тысяч, нахуй. Так, издевку видео снимали. Помните? Последнее видео, блядь, от этих гандонов. Шулардан сыңдарса. Шунда, блядь, шул бетонга закатать надо было, блядь, шул ташак вагнерларны.
5 кишиге 50 киши тұра алмады. Потому что они боятся. Духны алып қойғанда, машу Росей. Они думают о родителях, они думают о чем-то, о чем-то, о чем-то. Вот так они думают. Понимаете? На гражданке такая издевка не должна проходить на народ чужой вообще. Из пизды Кукуева приехал, который. Нихуя, блядь, қойсыдыр жаханам тишігінде стройкаға Россияға келген Өзбекстаннан кіші. И урыс издевается. Это что за нахуй? Мен шол пайытта жығыштырып, идите нахуй деп тұрып, шол минутта шығып кетарем ішіннен да. Зарплату тоже вот вагнерцам отдайте, в жопу им затолкайте, деп шығып кетарем. Просто нахуй послал бы это все дело. А таких случаев сколько? Татарларны, блядь, уссурийские или хабаровские лицом ложили в мечети, собственно, в мечети, блядь. Ну это же пиздец. Ни в какие рамки не влазит. Татарлар, манкурты, вы ебанутые. Татарлар, блядь. Сені, у хабаровский, да, хабаровский татарыны, имамыны лицом ложит на пол, блядь. Вы чё, куку, что ли? Вы чё терпите? Вы чё, ебанутые манкурты, что ли? Или только у вас один петух есть, Айсен, Руслан Айсен, блядь. И то, блядь, сидит в тылу, так скажем, блядь, в Турции, блядь. Нихуя даже в Европу не выехал. Невъебенный мусульманин, потому что, блядь. Который ни разу, нахуй, не сказал, что, блядь, нахуй, против Москвы оружие надо брать. Ни разу я не слышал. Если где-то сказал, пришлите. Посмотрим, прокомментируем, послушаем. Yok, понимаете, мысқыллануны мен мына 2000 дергайым, 20 дергайым. 98 жылы біз келдік. Өзбекстаннан Башқұртстанға көштік. 98-де. Вот имейте в виду. Мен шонда көрдім өзімні татарларымнан мысқыллауны. Понимаете? И люди мне могут сейчас сказать, блядь, что я могу, типа, я там, оказывается, типа, обиженный, мне писали вот так узкожопые, туда-сюда. Я вам не для того, что я обиженный это рассказываю и это действие начал, а для того, чтобы вам дать понять, что я на своей шкуре это испытал уже. Что Башкортостанда нацизм со стороны татар я увидел. Когда они мне говорили, что я какой-то там шушмяк нахуй, в то время чурка слова не было, было шушмяк. Шушмяк деген сөз бар татарларда. Иногородним. Айзерам обычно это они говорят, шушмяк. Всем они говорят, кто приехал. И вот это слово прям хорошо используется Башкортостанда, шушмяк. Любой это мне скажет, что да, есть такое слово. Вот этим шушмяком был я. Представили, да? Услышать это от своих татар. Блядь, 98-й год. Где манкуртство? Я слово манкурт даже не знал в то время еще. Вот где нахуй, оказывается, манкурты сидят. Само собой, это басота сейчас воюет. А один долбень есть там. Я знаю, один долбень я прям в ВКонтакте видел. Уебок воюет. Но он метис он. Ему можно. Может, он еще живой, может, не живой уже, блядь. Неизвестно. Но суть туганлар в том, что этот Башкортхан, татар халкын лечить нам, ну как сказать вам, уже поздно, по сути. Поэтому нам нужно только поступить так, скверно, так скажем, да, мощно, так, не раздумывая дохуя долго. Просто собрать народ, который реально за нас пойдет, пойти на Москву, ульдік, қалдық, нахуй, сігірге аларына полный рост, блядь. Главное, независимостьны алырға, Мәскәуні гына яндырып ташларға, нахуй. Независимость өзінен өзі келе, блядь. Үстімізде бір кім білмей уже. Бір гена Мәскәуні гына сігірге. Мында ни Америка, ни Украина, ни Европа нам не командир. Они могут просто поддержать нас оружием. Все. Мы потом им отдадим. Пусть пишут. Я лично сам отдам из бюджета Башкортостана и Татарстана им за все вот эти пули, блядь, которые нахуй пойдут на убивание этих путинососов, нахуй. Проблемы нету.
Kisemde yok bir narsadan birereyim, блядь. Рахатланып birereyim. Урусны сыгыр үшін, блядь. Не жалко. Но для этого в данный момент нужно войти в Украину и сказать, что мы готовы идти на Москву. Все. Поддержите нас. Все. Вот наша задача. Не лезьте к нам нахуй. Мы сами себя оборудуем, мы сами себя научим. Вы только можете нас поддержать. Как? Чтобы в вашу территорию, в Украину, никто не зашел в этот момент. Все, вот их задача. Защищайте свои границы, мы подготовимся и идем на Москву. Все. Другого им, ничего, им лишнего нету. Все равно все земли, это земли Аллаха. Так что мы можем и в Украине подготовиться, если кто-то нам даст место плацдарм, подготовиться, и даже можем и в Грузии, разницы нету. Я про турков, я азеров, я не хочу говорить, нахуй, вот нам вот это, ближнее, то, что нам рядом. Крайняк можем даже в Польше подготовиться, проблем нету, если украинцы не хотят. В поляки, может, захотят. Но нет уже этого человека, который это скажет. Поэтому я и говорю, передайте тем людям, которые могут это сказать. Или познакомьте меня, которым есть микрофон. У кого есть микрофон, который может сказать, блядь, вот этого чувака, который пиздит из Франции, вот его слова нужно продемонстрировать на весь мир. Что скажете? И пусть мне дадут ответ. Обоснованный ответ пусть дают еще. Потому что оларны жауабы быларға может, bu не деп так баш, блядь, біз бит зор кішілер, біз бұларны құлақ салмайбыз, bu кімсің? Дерге могутлар, потому что кибер у них есть, у них ақша көп, оларда власть, қолында, в том же Трамп, допустим, европейские, блядь, барыги нахуй, все, даже Зеля, который, блядь, бегает за деньгами. Даже он скажет, да нахуй. Вот поэтому нужно столкновение лиц правильных, которые подведут к другим людям, правильно преподнесут мои слова. Вот это движение надо. Только потом начнется освобождение Украины и, само собой, независимость наших республик. По-другому никак. По-другому мы никогда нахрен не выйдем с этого дерьма. Вот это самое обидное, то, что безны холок, как сказать, осознает, ну так скажем, осознает только тогда, когда у этого народа, так скажем, когда у себя дома что-то будет гореть, ауылда, Башқұртстанда, Татарстанда что-то будет, пиздец, им что-то не нравится, шунда ғана могут встать. Вот как пример возьмем, только, вот с Куштауом. Вот как-то оно образовалось. Ну, это даже образование, можно сказать, не от ихнего действия образовалось, а это просто, можно сказать так. Аллах Таалам шул кешеләргә шундый биргән нәрсә дисәм ул инде, испытание, шундый үтү биргән аларга, авыр зинданга утырып чыгырга, акылга керергә бәлкем, переосмыслить. Понимаете? Можем мы таким образом трактовать, потому что ихние действия в ихнем понимании было правильно, а со стороны это неправильно. Поэтому они вошли вот куда вошли, блин, зинданда утыралар. Шунарга мы, увидев эти все ошибки, мы должны правильно теперь поступать. Правильно каким образом? Правильно это значит объединиться в первую очередь. Забываю всегда сказать, Башкортостан, Татарстан, Украина, Башкортостан, Кавказ забываю сказать. Кавказ в таком же флаконе должен собрать людей в Украине. У них есть уже, у Ахмада Закаева сын вроде бы, да, бегает там. Но это мало. Это мало. Но чеченцы одним только словом могут собрать миллион, если захотят. Вся орда чеченская с Европы выйдет на один день, и пизда этой Москве будет. Им один день на сборы. А безнен башкорт татарларга да хуя надо времени, чтобы собраться. У дагестанцев такая же проблема. Хуя не соберутся.
У них, блядь, там 36 наций, хуй поймешь, кто будет главный. У них еще война между собой будет, блядь. Они заебутся собирать, блядь. Вот так. Но для них тоже есть ответ. Собраться только ради Аллаха. Один миллят и Аллах на юлындагына. Все. Чтоб они заткнулись раз и навсегда. Чтоб не говорили, что почему аварцы рулят. У них же постоянно сыр-бор с аварцами. Какая хуй разница, кто будет рулить? Пусть рулит с каждой нации по одному. Командир пусть будет. 36 наций, пусть 36 полководцев будет. Нам не помешает. Главное, Москвага. Только Москвага бара турган харакат боларга тиеш. Только Москваны полный рост, блядь, қоғап келерге. Дун қайтарып. Блядь. Шундай хал, дуслар. Шунарға вот какое-то дерьмо, опять непонятное. Короче, 11 человек погибло, ёбаный в рот, и 60 пострадали в результате наезда машин на толпу людей. На рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Власти расстраивают версии теракта, так как недавно задержали группу террористов, планирующих подобную атаку. Хуй знает, блядь, что произошло у них. А как это, где эта машина, я не понял. Нихуя себе. Ни хрена себе в натуре, блядь. По ярмарке проехалась, блядь. И что, не смогли поймать, блядь? Это что за хуйня, блядь? Ну это ебанизм. Нам такие вещи не нужны, Туғандар. Бізге вот такой, блядь, ебанизм, на этот, давить людей нам это не нужно. Бізге самое главное, блядь, Москве на сигарга. Мы мелочью такой дерьмом, как террористы, ИГИЛ, блядь, хуил, блядь, как они там себя называют, блядь. Нам это не интересно. Бізге самая главная задача, бізге зур террорист на сигарга. Это Путин, блядь. Понимаете, как вы его хотите называть, это Путин. Все. Вот, раб московский обыкновенный. Что за хуйня? Сори. Так, друзья, приветствую. Всем доброго времени суток. Хотелось бы обратиться к тем, кто именует себя патриотами. К тем людям, которые говорят и слушают тех, кто говорит, что эта война не наша. Что башкиры не должны участвовать в этом. Ой, бля, Манкурт. Перед тем, как судить лучших сынов нации, представителей Башкортостана, именных башкирских добровольческих батальонов при большой поддержке главы нашей республики Ради Фаридовича Хабирова, я хочу напомнить каждому из вас, что против нашей страны, кроме настоящей, которая идет полным ходом, ведется информационно-психологическая война. Война на разрушение страны. И вы своими действиями в столь непростое время даете повод тем, кто ищет любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку. Читает. Кто топит за то, чтобы наша страна проиграла. С телефона читает. Создаете почву для создания переворота, чего и добивается противник. Внутри страны врагов хватает. Силы нашу страну не взять, ее только можно разрушить изнутри, что и пытаются сделать. Вообще на религиозных и националистических чувствах очень хорошо играть нашему противнику. Наши простые люди слабы в знании о политике, о геополитике. В этом их легко сбивают с пути многие. В общем, многие даже не понимают, что происходит. Лучше обвинить, чтобы брать на себя ответственность. У нас у каждого много проблем, семейные, бытовые. Те люди, которые не хотят работать, им легче обвинить других в своих неудачах. Несмотря на то, что в нашей стране много возможностей для развития и заработка. Да ну нахуй. Вы считаете, что мы здесь ради денег? Что нет любви к родине? Вы глубоко ошибаетесь. Нихуя себе. Сегодня каждый день, каждую ночь рискуем своим здоровьем, своим телом, своим духом ради безопасности нашей страны. Вы вообще не имеете права кого-то из нас судить. Перед тем, как судить, я предлагаю каждому приехать на наши исторические земли Донбасса
где погибали наши предки. Ого. Приехать сюда, на передний край, Ага. посидеть под обстрелами, Ага. пожить в грязи, померзнуть в блиндаже, Ага. сходить в штурм, отбить штурм. Хотя бы на неделю приезжайте, потом говорите, стоит ли это каких-то денег. Нихуя. У вас нет никаких прав осуждать СВО. И судить, наша это война или не наша. Это решение нашего лидера, верховного главнокомандующего. Нихуя И себе. мы, истинные патриоты своей страны, поддержим его. Это наша идеология, Пиздец. это наша духовность. Башқұрт, блядь, башқұрт көзі қысық, Нет блядь. плохих наций. Для меня лично только две нации. Это достойные люди и подонки. Вот, ты подонок, уебок. Для врагов мы все русские. Не поддавайтесь провокации, башкортлар. Не слушайте тех, кто топит за отделение республики из состава России. Наша страна и республика будет лучше в мире. Башкортостан это и есть Россия. Ага. Нихуя себе. Это, блядь, Вместе мы победим, иншаллах. о, Наше дело правое. иншаллах, лучше бы ты не говорил бы, уебок. Два комментария. Сейчас напишу я тоже, блядь. Салават таким в свое время башки в первую очередь рубил. Зря не дорубил. Кто создал такое непростое время? Идиот. Я голосовую даже скину, если получится. Туғанлар, мына шу Куштау байрамға мен обращаюсь. Дұрыс, мына шондайны закидывайте, чтобы көбірек маңқұртларға доносить вот это все дело. Надеюсь, сейчас голосовой у меня пойдет. Сейчас проверим. Ага, пошло. И қарап тұрыңыз, мында явно айтыла, что бұл Ташбаш, блядь, телефондан оқой бұл сөздерні. Біріншіден, бұл сөздер башқұрт тілінде yazılмаған. Хотя бы, блядь, башқұрт болсаң, башқұрт тілінде yazып, башқұртша оқып етінде. Yok, бұл орыс тілінде оқи. Не үшін? Подхалим үшін, орыслар үшін, подхалим үшін. Бұл текст точно Хабировтан келген. Хабиров мұны yazған. И исходя от этого, даже Бадранов может yazғандар енді. Ну вот из этой хуйни, как они говорят, хунта, блядь, украинская. А это, блядь, хунта из Башкортостана, блин. Вот эта хуетация написала вот это все дерьмо. И он просто прочитал бізге. И запоминайте оны битен, запоминайте оны раз и навсегда, что біз оны барабар табабыз нахуй. И это видео мы ему дадим показать, когда мы зайдем. Вот можно сейчас говорить инша Аллах, а не когда он говорит инша Аллах. Шулай, дуслар, надеюсь, это дойдет мои голосовые, надеюсь, не удалят. Поэтому, Туғалар, это дерьмо. Давайте закинем мне телегу тоже, распространяем. Это, если помните, в прошлом году, блядь, в прошлом говорю, блядь, ну не про, ну в прошлом можно сказать, ну короче, зимой. В этом году зимой было дело такое же, так же, помните, когда что-то произошло в Башкортостане, типа вставали какие-то хуи и, короче, читали какие-то херни. То же самое, из такой же системы. Ваше мнение о Аблязове? Я, честно, Аблязова не знаю. Я его не знаю, честно. Я слышал, что есть какой-то человек, что он где-то тут, во Франции. Потом, если помните, один день рассказывал про то, что этот... ну, если он... Смотрите. Не знаю я его... Плюс он меня старше, я маленький, не могу за него что-то ответить. Скажу одно. Если он топит против Москвы, значит, нужно пойти с ним. А в любой момент, если он не туда свернет, свернуть ему бошку. Вот и все. Легко. Поэтому я говорю, туғанлар, башқұртлар, татарлар, жиылыңыз. А потом сортировка будет Башқұртстан мен Татарстанда. Өзіміз будем сортировать. Кем қала? Тірі. Мына шулар будут сортировать. Вот такая тема, понимаете? А в первую очередь, главное, восстать. Наша задача, хуй с ним, кем, блин, восстать. Аблязов Блама, вот, блядь, Габасов Блама, вот этот Айсен, недотепал, нахуй, историк Блама, похуй, Кашапов Бабай Блама. Главное, басырға. Бассак, урысқа қарсы. Урысны жеңіп шыққаш, жеңгеш урысны, шунда уже сөйләшергә можно. Мен бе шуларға айтам бит енді, Қазақстаннан обязательно бізге Қазақстаннан ярдам келерге тиіс була, Башқұртстанны көтәріп жібәрергә. Мына біз қолға алғаш Башқұртстанны, Қазақстаннан бізге нәрсекей
yaxshi kishilarni chaqirarga kerak onda. Ilmli kishilar, которые нам помогут поднять независимость Башкортостана. Ну, так скажем, с любых сторон. С любых сторон, допустим, начиная с врачебного дела, заканчивая до политики. Чтобы вот эта система заработала заново, проснулась, так скажем, и в правильном русле пошла. Но для этого в Казахстане тоже так же сменить надо власть. Чтобы у них тоже та власть, которая недовласть, надо сделать новую власть, которая будет реально демократичная, которая мозгоебством не будет заниматься, как в Узбекистане, допустим. И чтобы оно было такое красивое, туаллык, чтобы білініп тұрсын. Когда я говорю, границ между Казахстаном и Башкортостаном не будет, вот оно должно не быть. Вот это надо двум этим братьям соседским реализовать. А с Тукайкой невозможно это реализовать, потому что он не откроет эти границы. Мы им откроем, он не откроет. Значит, смена власти. Одно и то же. Потому что олар СССРдан қалған халық уже 21-ші ғасырда властьта болмасқа тиішлер вообще. Біз оларны утильға шығарға тиішбіз. Пусть он пиздует на пенсию, куда хотят, пусть живут, как говорится, убивать, можно не убивать их нахуй, пусть съебутся нахуй, с глаз долой, блядь. Вон же Горбачев же, блядь, жил в Германии, жил и окочурился там, блядь, никто его не трогал. Да, потому что нахуй, кому он нужен, блядь, один? Кому он нужен? Там весь мир он выебал, и потом пошли его ебать. Кому он нахуй нужен? А вот Путина, нихуя. Путина нахуй отпускать нельзя. Путина, блядь, всех Путинов, блядь. Там дохуя их Путинов. Определить надо сперва. Сколько Путинов там есть. И все памперсы напялить. Понять. Определять, кто настоящий Путин там. Есть он вообще или нет. И может наебывает нас. Мы же не знаем. Вот так вот. Я так считаю, туғанлар. Мен бәләкәй кеше, мен білмеймін. Мен мына көңілде нәрсе бар, шуны айттым. Шулайрақ. Но самое главное, Узбекстанға айтам, Мирзияевны алмаштыраға. Чтобы я наблюдал Узбекистанда, блядь, порядок, чтобы узбектер никогда в жизни не оглянулись в сторону Москвы, блядь, подметать улицы. Никогда. Крайняк бізге келсе да, Башқұртстан, Татарстанға вдруг, если захотят приехать, из-за того, что их дохера там 37 миллионов, не влазят, допустим, там, или работы нету, приехать, и то приехать кишища эшлерге. Не дворы подметать ходить у нас не надо. У нас будет технология, все, иншаллах, мы сделаем. Дворы будут подметать. Вот здесь вот. Трактор юрыпшига, чипчиста. Главная задача не ссорить. Если ты не ссоришь, бухать не надо, курить не надо, мусор откуда будет? Нихуя не будет. А листья это не мусор, это природа. Собрать можно, хуйня. Поэтому самая главная задача это избавиться от старых движений, блин. Которые вот мы мана яталар мана, допустим, мана меня 39 яш. Мен 39 яшта то туда, то сюда, то туда. Блять, бір койда нормально яшап болмай. Знаете почему? Потому что власть не такая. Власть не прет, блядь, не прет под тебя. Ты под власть должен переть. А это не прет. Не нравится. Мана-мана, Аллаха шкыр, пока никто не трогает, живешь. Мозга вроде никто не ебет. Приятно в такой государстве жить, понимаете? А вот в России, на чем даже просто с мечети стоят менты с пистолетами, чтобы ты мечеть прошел. Зачем? Зачем? Что я мечети? Что я сделаю мечети? Мен Аллаға кетіп барам. Намаз оқырға. Өзімді қарзымы бергені кетейіппа. Мачитта мен нема қыламын? Адам өлтіремін, мен нема? Долбень, что ли? Я что, террорист, что ли? И они думают, все террористы мусульмане. Понимаете? Вот эта идеология тупая этих узкожопых нужно раз и навсегда, блядь, нахуй им в жопу засунуть. Тот же нацизм, тот же вот это провокационное действие против нашего народа, все это надо напомнить. В таком понимании, что только когда мы Москву возьмем, только тогда. А не сейчас народу что-то вдалбливать смысла нету. Только просто тупо надо на Москву идти. Только так, туғанлар. Әзгене деген нәрсекей. Тонау тығыла, короче, этот. Хз, блядь, ширлеген кебек. Братья татары сами знают, с кем дружить, кого считать братьями.
Что за хрень? Давайте послушаем, что за хрень. Татары не могут быть тюркофобами. Татары сами являются частью тюркского мира, это первое. В основе любой цивилизации лежит религия. Да, мы татары, граждане Российской Федерации, но мы представители исламской цивилизации. Потому что если посмотреть на русскую цивилизацию, в основе русской цивилизации лежит ортодоксальное восточное христианство, это православие. А с кем дружить, кого любить, это наше право. Я считаю, что эти московские чиновники пусть учат лучше своих жен, как щи варить. А мы сами будем... Что за татарин с акцентом азерским? Это же айзер говорит. Аузана тащим. Послушайте еще раз. Давайте послушаем. Это же айзер. Это айзер. Даже на голове у него какой-то тельпак, короче, из овечьей нахуй шкуры, блядь. Жюннен, блядь, болган серый шунды. Как у Кадырова, блядь. Это не татарин, нахуй. Это айзер пиздит, блядь. Будем выбирать, татар, с кем блядь. дружить, с кем строить отношения, кого считать братьями, с кем сотрудничать. А с Турцией сейчас связывает очень много. Да, есть определенные круги, которые вектор внешней политики хотят поменять. Есть определенные лобби здесь серьезные, да, которые, используя свой потенциал, пытаются сеять семена исламофобии и тюркофобии в обществе. Но они нам не указ. Они нам не указ, они нам не авторитет. И вот эта оголтелая пропаганда на нас не действует. У нас, Аллаха шукр, есть знания, мы можем анализировать, мы можем... Понял. Это не азер. Крым-татары. Крым-татары это. Вот у них, видите, другой этот акцент, короче. Это не нашевский. Крым-татары. Понятно. Крым-татарлары түрклерны ташағында болған ғұмыр бойы. Они так и будут пиздеть про Турцию. А Башкортостан явно, блядь, нахуй, түрк ташағында ғұмырда болмаған. Поэтому я категорично против. Если Крым рядом с Турцией, пусть будут. Пусть будут лучше с Турцией, чем с Украиной, блядь. Вот и все. Если они захотят. Я всегда говорю, что у меня туғанларым бар, племянники крым-татарлары, которые в Узбекистане живут, и в Крыму живут, и так далее. Но мне похуй на них, блядь. Где они будут, нахуй, с кем они будут. Где хорошо, там и пусть будут. Самое главное, блядь, Башкортостан не должен заходить по Турцию. Мы должны быть только с соседними государствами. Это Казахстан и так далее. Бізге не нужен, как он говорит, не указ. Нам тоже Турция не указ, нахуй. Вот так вот. А кто с ними будет десна целоваться, пусть целуются. В виде Кашапова, нахуй. Татарстан, пусть похуй. 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 Татарстан хоть... Мы же не будем держать, блядь, с кем они будут дружить. До пизды. Главное, блядь, нахуй, наша задача против Москвы что-то сделать. А потом с кем они будут дружить, нам похуй. Но Башкортостан с Турцией дружить, ну, я принципиально не хочу. Потому что с ними что дружить-то нахуй? Что, смысл с ними дружить, блядь? Что они нам дадут? Нам надо будет им давать что-то. Со своего, как говорится, котла. Со своих погребов. Үзебезне погреблерден берега керек була аларга. Нихуя. Кутамы суырсылар түрклер, блядь. Безне туганлар айтып турам бит инде. Казакстан безгә җитәрлек. Без үзебезне ипләп алсак һәм катта гап. А с Турцией пусть вон сирийцы дружат. С Израилем никак не может войну начать, нахуй. Вот. Друзей у него дохуя. Пусть дружат там. А нам не нужны такие, блядь. Эрдоган сдохнет, нахуй. Посмотрим, что будет там, блядь. Вот увидите, нахуй, что будет там. Пиздец будет там то же самое, блядь. Рашка 2 будет. Кто куда тянуть будет, хуй поймешь. Поэтому я считаю, что... Даже это слушать не хочу. Братья-татары сами знают, с кем дружить, кого считать братьями. Вот этот момент, татары, когда они говорят, потом мне скажут, зачем разделяешь? Вот именно, надо разделять. Вот этот момент надо разделять. Потом не говорить, что это русские разделили. Похуй, кто разделил. Крым где был вообще? Крым где был? На месте он был. Он явно не в Башкортостане был. И язык наш нихуя не одинаковый с ними. Это из той категории нижегородские ЦЦ-МЦ говорят же, а у них вообще другой. Крымских татар язык я хуй поймешь. То же самое турецкий, айзерский. Я же вначале уже понял по акценту. Думаю, айзер что ли?
Это, оказывается, крымский татар. Все, вот, Айзера, Крым татары и турки, пусть они в десна целуются вместе, нахуй. Сектом нахуй. Башкортостанға нахуй кысылмасынlar. Вот и все. Так, Владимир Путин объявил в 2024 году в России годом семьи. Смешно, блядь. Число разводов в России достигло максимальных значений. Путин предложил объявить 25 годом с годом защитника Отечества. Ну да. 25-й год, год защитника Отечества. 45-й год, нахуй, победа, блядь, нахуй, против гестапо, нахуй, Гитлера. 25-й год, какой-то год, я не могу понять, блядь. Каждый год у них какой-то год, блядь. Вот этот болезнь какая-то тупая, там год, не год, блядь, память, мамить. Башкортостан, блядь, Татарстана надо забыть это, нахуй. Наши года должны быть такие. 1552. Взятие Казани, не забывать. Там приход в ислам, 900-х, грубо говоря, каких-то годах, да, ведь? 800 каких-то или 900-х каких-то. 900, не соврать, каком-то. Или не помню. И так далее. Примерно вот такие. Ураза, Гаид, Бэремлары, Рамадан, туда-сюда. Вот примерно тема. И, конечно же, можно будет отметить победу, блядь, над Москвой, блядь. Вот это интересная цифра будет. Вот примерно так. 2025 год. Разъеб Москвы, блядь. Идеально. Как раз год защитника Отечества. Да, вот мы тоже год защитника Отечества сделаем Башкортостана и Татарстана. Хорошо звучит. Мне кажется, он свои поминки, Путин, предсказывает. Как раз, как говорится, Путин'ны үлеу вакыты 25 елга, как говорится, әзір тұра. Готов. А по-другому никак. Так. Мында, короче, укып бітірдім туғанлар. Так. Ну да, вот, долбит. Да. Это в Киеве все там пиздец. Эх, блядь. Киев шпокнули. Все раздолбали, блядь. Егерменче число. Момент прилета возле костела в Киеве. Опа, вот оно как. Телефон даже упал у этого человека. Тримайся, мій рідний Київ. Тримайся деген нәрсе деген екен. Держись, наверное. Короче, этот. Во. Вспомнили. Я же обещал, чуть не забыл. Мурзагулова. Видео. Ну-ка, Путин проговорился и... Ростислав Мурзагулов. 587 тысяч подписчиков? Нихуя, блядь. Шайтан, блядь. 5,4 тысячи видео у него. И что он там, где он там куда-то съездил? Ну-ка, давайте. Где он был? Интервью с россиянином 2 дня назад. И Мурзагулов за решеткой с пленными земляками. Давайте послушаем, что он говорит там. Как Украина обращается с пленными россиянами, эксклюзивное интервью. Всем привет, это YouTube-канал Ростислава Мурзагулова, я его ведущая Ульяна Требучак. Ростислав, привет.
Привет. Ростислав находится в командировке, если кто не знает, и вчера он ездил общаться с военнопленными. Сегодня мы покажем вам эксклюзивные кадры, интервью. Но давай, Ростислав, наверное, в первую очередь спрошу вообще о твоих впечатлениях в целом, расскажи. Ну, это очень тяжелая поездка была, и впечатления очень такие шокирующие, потому что, ну, во-первых, я увидел все, что мог увидеть. Мурзагулова, это удивительно открытая какая-то оказалась организация, та, которая вот занимается содержанием российских пленных. Ну, возможно, потому что так требуют законы, те самые законы международные, те самые Женевские конвенции и так далее. То есть я ходил абсолютно везде. Я-то думал, что сейчас я приеду, мне покажут один какой-нибудь образцово-показательный барак какой-нибудь, который там есть, покажут там 2 образцово-показательных каких-нибудь заключенных, ну, точнее военнопленных, которые скажут, как они всем довольны. Соответственно, ничего такого там не было. То есть я вот шел, а можно в казарму зайти вот эту? Да, можно. А можно в столовую зайти? Да, можно. А можно еду попробовать? Попробуйте еду. А что это? Церковь? Да, церковь. Можно посмотреть. Да, то есть как бы интересно было то, что действительно все показали. И самое главное, что дали поговорить вообще, то есть весь список заключенных, весь список военнопленных. И я мог сам выбирать, с кем поговорить. Это было вот самое главное для меня, потому что для меня, как для башкира, конечно, вот эта вот боль, то, что у нас республика, к сожалению, является из-за гнилого абсолютно губернатора, который, чтобы подлизать Путину, сделать все, что угодно, даже имя называть его не хочу, противно, кому надо, загуглите сами. Вот наша республика – это лидер по потерям в этом самом СВО пресловутом. И там понятно, что много должно было быть башкир, потому что если там сотни заключенных, то, очевидно, часть из них – это люди из Башкортостана. Мне хотелось с ними поговорить, мне хотелось узнать, какая мотивация была. Насильно забирали или не насильно, обманывали или не обманывали. Я в полной мере сейчас знаю ситуацию и с большим удовольствием, конечно же, поделюсь с нашими зрителями. Я никого не буду оправдывать, я никого не буду обвинять. Вы смотрите и выводы делайте сами, потому что там все очень выпукло и очень понятно. Кто там в чем виноват, почему так оказалось, а не иначе. Ростислав, скажи, а есть кто-то, кто отказался с тобой общаться? Да, я, грубо говоря, если вот из нескольких сотен людей, которые там были, всех, там, кому я подходил, они, как правило, очень ведут себя скромно, культурно, и они не наглеют, что называется, они, как правило, все испытывают чувство стыда за то, что они вот взяли в руки оружие и пошли, значит, воевать с людьми, которые ничего плохого не сделали. Они все так говорят примерно. Интересно вот, поет, а? Мурзагулов. Всего вот этого массива людей, 2 человека. Один был такой весь борзый, он сказал, что не все так однозначно, и что он... Напомню про Мурзагулова, который делал стрим там пару месяцев назад, когда там с Габбасовым, который... там 2 или 3 человека сидело, такой стрим был у них. Он топил Руслана Габбасова. Поэтому туганлар как бы больно она сүзләренә как бы монда ышанырга кирәкми. Ул барып кайткан, үзенә просто эфир ясар өчен. Просто для эфира нахуй, как бы в глазах народа, что ли, показать себя, не знаю, блядь. Так скажем, может он подготавливается с какой-то нахуй тематикой, там рано или поздно Путин, если уйдет, он тоже как-то там должен зайти туда и как-то зацепиться. Ну, мы его знаем, что за хуй. Поэтому безга нахуй, такие люди нахуй не нужны. И исходя от этого, Мурзагулов съездил, мы чисто скажем ему за это только, блядь, чисто за съемку наших пленных посмотреть, блядь, можем сказать только класс и все. А так, лично его действие Башкортостанга, это действие той же Фариды Курбангалеевой под русским ебучим соусом. Поэтому нам бу Куттакбаш безге бары душман. Исходя от этого, он просто, наверное, думает, что затопив Руслана Габбасова, он хочет показать себя, что он правильный, блядь, он невъебенный башкорт, который топит за свободу Башкортостана. Ёк. Поймите одну вещь, что есть люди, которые нахуй работали внутри, осознали и перешли, допустим, в нашу колею. А есть те, которые осознали, перешли вроде бы, но все равно с узкожопами топят вместе.
Они не хотят, нахуй, чтобы Башкортостан и Татарстан был независимый. Они хотят просто, чтобы оно как-то решилось. Главное, чтобы Путина не было. А что там внутри, похуй. Главное им зацепиться внутри. Она из этой категории пидорасов, я считаю. И поэтому чисто сейчас просто хочу посмотреть, до того момента перемотать, где они будут пиздеть с сидящими. Вот так вот. Вообще обратно может на СВО вернуться, если его обменяют. Жизнь ничему не учит, да? Это такая демократия, то есть можно там так говорить, и, наверное, ну, не знаю, наверное, по башке он не получит за то, что он так говорит, иначе бы он не стал так говорить. И один был из Башкирии, который 100% меня узнал, потому что, понятно, в Башкирии был я не то, чтобы сказать, неизвестный совсем человек. Он прям было видно, что узнал. Я говорю, что он так сразу так, это ты, что ли? Я говорю, узнали? Он говорит, и что это меняет? Я не хочу с тобой разговаривать. Я не буду давать вам никаких интервью. Я говорю, так это никто и не настаивает. Я же говорю, просто предлагаю. Нет, я не хочу. Я говорю, пожалуйста, ради бога. Мы не стали с ним говорить, но его позиция была понятна. То есть, если он так уж таки меня принял, ну, значит, понятно, что он считает меня там нехорошим и так далее. То есть, вот таких идеологически грамотных я нашел там вот 2 человека. А остальные все вот в унисон говорят совершенно другие вещи. И чтобы долго не рассусоливать об этом, я предлагаю начать уже их слушать, потому что у нас... Я предлагаю начать с очень такого эмоционального видео. Мужчина посмотрел на фотографию сына, очень это изненно. Сын с женой, вы что, не признали сына? Я вот микрофон кладу, да. Ой, господи, Сергей, я уж подумала, я ошиблась, мне того родственника вбила под вашей фамилией. Я на нее смотрел. Главное, Сергей. Ko'rasizmi, bir boshqirt odam bilan suylashasi kelmagan. Какой-то Сергей сөйләшә. Блядь, Башкортостаннан башкирт сөйләшәсе келмәгән Мурзагулов, блядь. После этого вот и думайте. Ростислав нахуй туда поехал. С этим узкожопами нахуй пиздеть, потому что он это и сама Ростислав, ёб твою мать, блядь. Башкирт надо, Вот мы видим Ростислав. Что за имя нахуй? Человека, да, который совсем недавно был на СВО. Идиотизм, Не знаю, блядь. именно этот человек убивал кого-то или нет. И вот сейчас смотрим на него, на его слезы. Какое-то чувство жалости вот у тебя возникает, Ростислав? Ну, знаешь, во-первых, я когда увидел, как с ним общается вот девушка, которая работает в украинской организации, она россиянка сама, это вообще удивительно интересный очень случай, про нее тоже 2 слова скажу. Это Ирина Крынина такая. У нее муж так вот пропал, и она начала его разыскивать. Естественно, в военкомате послали, в Минобороны послали. Она там вплоть до того, что собрала подписи таких же 100 девчонок, как она, россиянок, у которых мужья попропадали. Написали не письмо, аж Путину. От Путина тоже получили отписку. Значит, и она поняла, что раз тут не получается найти, надо обращаться в украинские какие-то организации. Там через журналистов, через общественников вышла на украинские вот организации, которые занимаются, значит, работой с Красным Крестом, вот вообще работает по организации по обеспечению вот этой вот Женевской конвенции в Украине. Стала у них спрашивать, нет ли у вас такого-то человека. Нашла своего мужа там. Ей в итоге дали визу в Украину, чтобы она с ним смогла повидаться, потому что Украина, ну, вот так вот организовывает это, поскольку это положено по международным законам, по международному праву. Вот, и она потом осталась там. И она там с мужем отдельная сложная очень история. Я взял у нее интервью, кстати, тоже. Мы его покажем на днях, когда будет время. Это очень интересный человек, такой яркий персонаж. Значит, она бухгалтером работала всю жизнь. И тут, в общем-то, такая оказалась пробивная, там все стены сломала, проникла в Украину, нашла своего мужа в тюрьме. Удивительно, конечно, было это. Вот поэтому я у нее все это расспросил подробно. Так что сейчас могу только важное самое сказать тем, кто нас смотрит. Все те, у кого пропали вот мужья, родственники, знакомые, там вообще они не смотрят, это прямой родственник, не прямой, в отличие от военкомата российского, где ее послали, потому что они там что-то не зарегистрировали брак вовремя, и, ну, как гражданским браком жили, в общем, многие же так живут. Вот, и поэтому ничего не сказали. А здесь, в Украине, они принимают, там, официальный, неофициальный брак, неважно, то есть, если запрос есть на человека, они его ищут, если нашли, то, соответственно, вот так вот, как сейчас здесь, да, мы видим,
фотографию передали этому мужичку. Значит, ему организовали в этот день еще видеосвязь. Я тоже это видео найду. Я просто понятно, что у меня здесь плохо все со связью в Украине, с Wi-Fi. Нехорошо работает GSM, особенно вот в поездках, там, где я сейчас нахожусь. Вот, и, соответственно, я поэтому вам пока передал только самое такое, вот, что меня зацепило и что мне было нужно для вот эфира, что я показал какие-то ключевые вещи. Но вот главное, что надо сказать сейчас тем, у кого пропали, или у знакомых людей кто-то, вот сейчас я прям зачитаю название. Есть вот у этой Ирины чат-бот, он называется «Хочу найти», вот, в Телеграме, надо найти его, и там надо заполнить все там нужные вещи, и они моментально предоставят... Короче, давайте перемотаем, о чем, что-то он... Вот, ну-ка, теперь он сидит тут. Вот тут у меня сразу вопрос возникает. Это насколько надо быть вне политики, насколько надо... И я бы не сказал, что он у меня какое-то отвращение вызывал. Ну вот давайте послушаем, поймете почему, что я имею в виду. Ну, в то время я как вообще не знал, что такое мобилизация, СВО, как бы не метал, работал, Другой мужик, короче, какой-то. Сейчас. В военкомате был, арестовали, я спросил начальник военкомата, куда, что вообще. На 3 месяца на обучение взял. Типа, повезут в Тоск, вы знаете, часть военная, в Тоске, когда обучат на 3 месяца, вдруг случилось там большого войны, типа на 3 месяца мобилизации. И все. А у тебя высшее образование есть? Нет, смотрите сами. Ну, то есть ты не читал новости, не интересовался вообще, что происходит? В то время нет. Но это ведь был уже год, как война шла, да? То есть это был 23-й год, да? Нет, 22-й год был. А в 22-м? 22-й год, сентябрь. Да, в сентябре. То есть, пошло, то есть полгода с начала войны. Ну да, получается. Все равно, ну, с утра до вечера же они рассказывали, как ты мог это не слышать. Ну, я работа, жизнь, семья, и мне как бы... Вот тут у меня сразу вопрос возникает. Это насколько надо быть вне политики, насколько надо быть вообще вне какой-то повестки в своем таком пузыре, чтобы не слышать, что началась война и вообще что происходит. А что происходит? Да, вы тоже... Да, дорогие те, кто могут нас посмотреть, дорогие те, кто сами смотрят, расскажите своим родственникам, что надо смотреть, чтобы вот такими не оказаться вот людьми, которые оказались, во-первых, сейчас он в местах лишения свободы так или иначе находится, потому что он военный преступник с точки зрения международного права. Вот необъявленная война, вот он с оружием в руках на территории другой страны, и это противоправное деяние. Поэтому скажите своим всем, пусть смотрят новости независимых СМИ. Это очень и очень важно. Вот таких вот было много, и этому парню как-то, знаете, я хотел верить. Я как-то вот его слушал, и вот если вы дальше послушаете, у него как-то рассказ идет очень гладко. Если некоторые рассказывали тоже, что они такие хорошие, они никого не убивали, не хотели, их обманули, они пошли там, думали работать трактористами, поварами, вот, и там, значит, злые какие-то военкомы их, значит, обхитрили и отправили штурмовиками. Я не знаю, насколько они говорили правду, но почему-то вот этот парень у меня вот доверие вызывал. Давайте еще послушаем его. Не обижал эфир, не разделился. Но не было времени, я вообще не писался. Войну как бы слышал, там мельком кто-то что-то говорит, но как сейчас, как у всех, мы дома. Все живут своей жизнью. Я так еще. Повестку сказали прийти. А сейчас, говоришь, вот начал интересоваться, да? Ну как, сейчас не интересовался. Ну что ты сейчас об этом во всем думаешь? Как я понял, с Нижнекамска он вроде бы. Нижнекамский. Ну, скажи, сейчас уже понимаю, что какая-то война или что вообще. Из чего это вообще происходит. С чем это закончится. Блядь, так тихо говорят. Понимание. Знаю, что Иштермеями. очень много людей зря. Ты знаешь, сколько погибло? 750 долларов. Это было месяц назад. Наших. По подсчетам иностранных независимых источников уже перевалило давно за 1 миллион. Число погибших и изувеченных. То есть те, которые 200 и 300, и те, которые, то, что называется, невозвратные потери. То есть это либо труп, либо инвалид. Больше 1 миллиона человек. И в этом, получается, поучаствовал. Ну, а у тебя, ты говоришь, дети, да, есть? Да. Ты как думаешь,
там, пройдет 10-20 лет, я не знаю, как там, что с тобой судьба случится, будет у тебя здесь приговор какой-то, или тебя обвиняют, но как бы дети к тебе будут относиться? Не знаю. То, что я мобилизовался, пошел на СВО, газет или ну, во-первых, мои дети знают, что попал под мобилизацию, я добровольно пошел. Ну как, обычно пришел и там отдали повестку, сказали, на 3 месяца обучения. Вот эти вот моменты тоже, когда все эти люди говорят, что «а что я мог сделать? Мне вот прислали повестку». Но... Да, я хотел рассказать про вот на его примере, я хотел рассказать прям вот как они все абсолютно бездумно и совершенно без какого-то инстинкта самосохранения все вели себя, получив эти повестки. Я вот этого парня сейчас историю расскажу, потому что разговор-то был длинный, у нас в видео не может все вместиться. Хотя в какой-то момент, я думаю, надо будет выпустить фильм, где все это рассказать и в хорошем качестве, а не в таком, как я там передал оттуда-отсюда всеми правдами и неправдами вам. Значит, он рассказывает следующее, что он жил в Мелеузе, да, с семьей, Мелеузский. в автосалоне. Он сидит в Уфе, у него была уникальная возможность никуда не ходить, у него была возможность спрятаться и пробыть в Уфе там и не уйти на войну. Но он вот такой, как бы сказать-то, послушный. Вот он такой типичный, такой путинский гражданин, который считает, что, ну как, ему же позвонили из сельсовета, то есть сельсовет Зергана, Зерган большой поселок, где он живет, я там 1000 раз бывал, ну там глава, авторитетный местный мужичок, и вот он ему звонит и говорит, вот, все, ты должен родину защищать. Вот, значит, на всякий случай, чтобы если вдруг когда-то будет какая-то там война, надо подучиться поехать. И говорит ему глава. То есть глава его обманывает. И, конечно, было понятно, наверное, этому главе, что сейчас этот человек окажется на войне. Но вот он говорит так. Этот, ничтоже сумняшися, из Уфы возвращается в Мелеуз. Хотя, еще раз, он мог бы не возвращаться, и нулевая проблема вообще. Мы это обсуждали. Да, что... Да, и поэтому... Мелеуз, чтобы понимали, где это, чтобы, если кто не знает, Башкортостан, это внизу, где Стартамак, вот в ту степь, короче, Мелеуз, в сторону Баймака, короче, примерно эта степь. Низ, где реально там, по идее, должно много башкортов жить. Не знаю, этот башкорт, что ли? Непонятный. Он сейчас уже понимает, что за это был бы штраф 1000 рублей. Но он приперся сам к себе на родину, в родное село, за 150 километров от Уфы. Пошел в военкомат, получил эту повестку, а дальше все, труба. То есть сначала действительно учебка. Неправда, его не обманули, он был 3 месяца в учебке. А некоторые там дальше будут рассказывать вообще феерические вещи по количеству дней, которые они провели в учебке. И как они потом, где оказались дальше. Ну, давайте, наверное, сейчас сегодня зрителям интереснее моих гостей слушать, чем меня, потому что это, конечно, уникальная информация. На них никто не давит, их никто не заставляет ничего говорить. У них, даже если у них позиция, как вот у того, про которого я говорил, что он за войну и что он меня терпеть не может, там было вот 2 таких человека, которые отказались, значит, что их никто за это не наказывает, ничего. Поэтому здесь не надо думать, что это какое-то интервью под дулом пистолета. Это не так, поэтому давайте посмотрим. И все, а там сейчас никак не соскочить, и ничего. Блядь, и шительбел на того же. А как ты вот прошел всю эту... Сколько ты времени провел вообще в качестве военнослужащего? Я прям попал в Авысевку, под Курск. То есть, по сути, ты почти год. Ну, наверное, сколько ты из этого в учебке провел? 20 дней. 20 дней в учебке, потом тебя куда отправили? А, все-таки обманули, не 3 месяца, 20 дней. Что делал? Я был водителем санитарной машины. Ты был водителем санитарной машины, ты возил раненых, получается. То есть ты в людей не стрелял. А ты сам так решил или тебя так просто распределили? Так получается? Я в этом посольстве служил санинструктором. И сам попросился распределить. Я понял. Вот он, получается, сам попросил, чтобы его поставили водителем, да? То есть это реально там?
Ну, это далеко не всегда реально. Ему просто здесь повезло, что у него была военно-учетная специальность именно водитель санитарной машины, потому что эта санитарная машина – это не самое простое дело, потому что там надо раненого закинуть, его определенным способом зафиксировать. То есть там навыки нужны. То есть, и потом раненых, что мне рассказывать, все про это знают, эти лесные штурмы. Раненых там безумное количество, и поэтому, если у тебя толковый водитель... Тут добавлю свое, я теперь понял. Короче, это из той категории, которая, когда-то я уже говорил, медсестер, которых отправляют туда-сюда, помните? И вот там было, ну, не там было в моей жизни, что Казандан медсестра, когда-то, допустим, человек проучился медсестрой, и этих девушек, короче, звали в Татарстане, чтобы они поехали на войну. Это было, грубо говоря, в прошлом году, ну, даже в начале 22 года, как вот мобилизация началась, им тоже сказали такую же мобилизацию, потому что у них есть военный билет. У медсестер, у всех. Ну, так и все знают об этом. И вот тут он пиздит. Он говорит, что этому можно верить. Но он тут пиздит. Как? Где пиздит? Пиздит он в этом месте, где, блядь, его позвали, сельсовет, сказали ехать. Нет, нихуя. Вот именно ему сказали, сен бит, блядь, нахуй, медик машинасында йөрисең. Медик булгач, нахуй, сиңа бер нәрсә булмый, сугышка бармыйсың, медик кына буласың да йөрисең шунда машинаны гына йөртеп, блядь, нахуй, водитель. Потому что весь Башкортстанга пиздели, все знают об этом, что они все медики, педики, получается, все будут водить только водителями. Все башкорты будут водителями, понимаешь ли. Отта шапкан кебек, блядь, как элекке заманда. Вот примерно этой техникой их всех заманивают, и потом этот говорит, ну да, оқшада эшләп алам инде, уже балаларына әйтә инде, я так думаю, да, гаиләсенә әйтә. Ну да, блядь, как раз что, водителем побуду, нахуй мне здесь в Уфе, блядь, за 3 копейки работать, а там, считай, 210 тысяч дают, поеду, водителем буду, только воевать не буду. Рахат лясак, блядь, а я рахат, ну и вот кита. Понимаете, а уже когда сюда приперся, Мурзагулов же, он не вчера его поймал, а он уже сколько сидит, и он поехал к нему. А к нему, наверное, всяко уже 100 раз заходило, блядь, и это нахуй, и Фарида, говорю, вот это, Айгуль Леон, и Габасов, может, ездил, уже дохуя кто его, может, уже допрашивал. И в итоге, короче, у него образовалась, блядь, в тюрьме уже такая отмазка, чтобы чуть-чуть себя, так скажем, отбелить от своего, блядь, ебаного косяка за то, что он позарился на деньги. Тут, в Башкортостане, нет других отмазок. Там забрали, тут забрали. Нихуя. Забрали, понятно. А вот зачем он туда дальше поехал? Ради денег. Вот и все. Не нужно, блядь, бош сигет, бір-бірімізге, олдарға, бір-бірімізді придумывать, экшен какую-то передачу создавать. И потом, почему этот хуй Ростислав Мурзагулов только собрался, когда уже 100 раз Габасов съездил, Айгуль Леон? А почему? Потому что он, блядь, пытается тереться нахуй с Габасовым вместе. Как по-узбекски, как это, блядь? Перегонки делают, блядь, бәтәгілері. Ярышалар, аузына сіңімлер. Как будто это, блядь, Сабантуйда от шабуы кебек, блядь, ярыша, блядь, Габбасов, блядь, вот это, Ташак Мурзагулов. В итоге, туғалар, бұл конкретный манкурт, который просто, блядь, пересек нахуй российскую границу и решил просто жить. Просто жить после сноса Путина. И примоститься в наши какие-то действия. Как будто бы он топит за нас. А на самом деле он топит нахуй просто за свое выживание. Он не хочет просто жить с Путиным, и он хочет жить похуй с кем, лишь бы жить. Вот из этой категории нахуй. Из этой. Потому что, блядь, ему не чужды нахуй. И такие... Когда Габасова вы слушали, если ему не чужды даже явления от навальнистов, он за них топил. Он топил, блядь, в этом эфире. Я сидел, психовал, сука, Габасов, отвечай нормально. Габасов, блядь, на всякое, терялся, не мог ему нахуй, так, деп айтырга, блядь. Мен болсам сігіп тошлар ему. Он несколько раз его, грубо говоря, так сказать, словесно мычканул, блядь, Габасова, словесно, блядь. Поэтому, исходя от этого, беря его интервью, блядь, с Габасовым, вот этот стрим двух вот этих земляков из Башкортостана, в оконцовке этого стрима вы понимаете, что Мурзагулов против нашего движения.
Габбасов еще со мной не может определиться с моими действиями, а там еще этот хуй лезет, Мурзагулов, который вообще безга керек түгел. Даже Мурзагулов Кашапову не интересно будет, потому что наше движение против Москвы, а этому похуй, Москва будет нахуй, Путин будет, разницы нету, лишь бы Москва нахуй успокоилась, и он смог заехать в Башкортостан. Все, чтобы он не был иноагентом. Вот и все. Вот вся, блядь, правда его действий. Больше ничего от него можно не ожидать. Нахуя у него 587 тысяч людей, не знаю, кого он собрал, но явно там сидят узкожопые. Узкожопые, которые топят за будущее, узкожопое будущее. Поэтому у него дохуя людей. Почему у Габбасова нет таких? Почему у Айсена нету в своем канале, Полит нету такого движения? А потому что у Кашапа вот подавно тоже нету, не знаю, канала даже нет у него. Потому что мы топим против Путина. А этот вместе с узкожопами, вместе, понимаете? Вот, поэтому, когда вы его, если даже без меня будете просматривать, вы понимаете и вспоминаете мои слова. В каждом его слове идет вот такая тема, что ему с русскими тоже нормально. Но только Башкортостан, Татарстан был без Путина. Вот и все. Вот тема такая. А нам это не катит, не прокатывает эта хуйня. Так, давайте дальше перемотаем. Это все хуйня. На этой машине, а не какой-то там костол. Так, чтобы на другого человека перейдем? Нет. Потому что мы на Барсагата, он на Барсагата слушать смысла не вижу. Спрашиваю. Строительные работы, еще такой, ну, как правило, под такой темой. Ага, вот давайте. Что-то где... И вы сказали, что сейчас вот к следующему военнопленному. Вот давайте вот узкожопый военка, наверное. Да, это уже, кстати, не из Башкортостана. Из Башкортостана еще будут люди. Вот, но видите, это ему похуй. Из Краснодарского края. О, подавно. Давайте посмотрим. Тоже занятный был разговор. Как зовут, откуда? Сергей Витальевич. С Краснодарского края, Россия. Ага. Так, Сергей Витальевич, как оказались на СВО? Скажите, пожалуйста. Как человек, ну, предложил, наверное, там сейчас людей как бы хватает, нужно там слесаря, там помощники поваров. Пойдешь же денег подзаработать. Там можно было. Тогда что делать надо? Ну, даже воевать, я думаю, да нет, не воевать, что-то там слесаря нужно помощником поваров. О, Куртыгес? Нет, не надо, говорит, воевать. Ну да, так вот пришел. О, Бандера, Про это, да, мы говорили. И вы сказали, что возможно... Этот, кунакларга салям, ва алейкум ассалам. Короче, этот узкожопый из Краснодара, и ему сказали, что он слесарь, будет слесарем работать и никуда воевать не пойдет. Ну, та же лексикон, та же история. Короче говоря, Мурзагулов съездил хуйню пострадать. У Айгуль-Лион с Габбасовым и то какие-то более продуктивные, блядь, видосы. А этот ебан, блядь, после всех нахуй чисто таки куцебер юри, короче. Он врет, либо на самом деле его обманули. Ну, вы знаете, возможно и то, и другое, потому что случалось, я знаю, у многих, и даже по каким-то знакомым, когда говорят, что вот, там точно совершенно убивать никого не надо, воевать не надо, вы там будете вспомогательные работы. Очень много народу увезли, я точно знаю, как вот таких, типа, вы будете выполнять работу по там рытью траншей, там каких-то каналов, там чего-то такого, там какой вал леса, там вот что-то нужного для... Это я много раз слышал от разных людей. Поэтому... До этого, помните, одного из Учалов, я загружал еще из Учалов мужика, короче, правой руки лишился. Был строитель, просто строитель, зарабатывал 30 тысяч или 40 тысяч рублей, Учало, да. Себе все нормально, спокойно жил, себе, как говорится, работал. Ну, ему где-то около полтинника, наверное, да, в сторону полтинника. И все, вот он приехал, без правой руки остался, и вот с ним разговаривал Айгуль-Лион вроде бы. То же самое. Ему сказали, типа, ты приедешь на Донбасс строить что-то. Что строить на Донбассе? Война идет, что строить? Вот таким образом наебали, завезли, а в руки дали автоматы, говорит, вместо шпателя. Мына синя, мына. Вот такая вот жизнь, туганлар.
Здесь, наверное, может быть врет, а может быть нет. Вот как сейчас узнаешь, что называется? Это когда-то будет решать какой-то суд, видимо. Врет, блядь. Теми, кто участвовал в войне этой безумной, нечестной и преступной. Как врет, блядь? Врет. Как говорит, не врет, блядь. Хотел пойти, да. А кем это было? А в итоге заснули штурмовики или там такая тема. Штурмовики сразу. Кто-то себя учил, что ли? Ну, как раз, то есть, привезли на учение. В одном месте сначала учились, потом в другом месте учения были, стреляли по мишеням. Ну, такая вот. И тебя не наставляли, что тебя позвали помощником повара, а учиться? Ну, уже потом задумался, но уже, а что, уже поздно, уже никуда не ведешь. Все. Уже поздно. Кто-то умный тебе предложил, это кто-то из своих военкомата или какие-то знакомые? Нет, знакомые были, как бы. Ага. А они тебя нарочно, получается, обманули? Не, ну как бы, они как бы служили вроде бы под такой темой. А я пошел, я говорю, что надо, куда, военкомат. Я пришел в военкомат, так, да, типа вроде можно. Это уже, знаете, получается как такая пирамида, когда веди друга, получи скидку, да, или там добавку к получке. Возможно, что-то такое есть, потому что действительно, получается, его знакомый втянул в эту авантюру, знакомый его обманул. Военком, да, получается, они меня обманули, военкомат, получается, сам. А кем ты работал до того, как ты пошел на войну? Я много где, и по стройкам работал, и на мебельных работал. Вот это важный момент тоже. Почти все, с кем я разговариваю, почти все были вот без высшего образования, почти все были в жизни, ну, прямо скажем, не то чтобы успешными людьми. То есть всех судьба помотала. Вот этот вот мужчина в начале, Сергей, да, он кажется интеллигентным человеком, он говорит, у него чистая, грамотная русская речь, но при этом у него история жизни такая, что он работал учителем химии, потом что-то пошло не так, и почему-то он не смог продолжить, значит, работать учителем. Я не знаю почему, потому что на разговор с каждым было не так много времени. Но что можно заподозрить, да, в таких ситуациях, когда человека не допускают дальше до работы учителем. И вот он тоже, его помотала судьба. Он помощник строителя, помощник там, этого, значит, маляра, чего-то еще. И понятно, что когда тут вдруг такая возможность, а вот 200 тысяч дадут, а надо, значит, быть трактористом. Классно. Вот того вот мужчину, который седовласый в начале, его затащили туда, ему сказали, что он будет трактористом, потому что у него там какая-то была военно-учетная степень в армии, не трактористом, а экскаваторщиком, потому что якобы там очень много надо рыть траншей, а раз ты экскаваторщик, ты для нас прям золотой человек, и вот давай пойдем, точно, совершенно никого не надо будет убивать. Ну тогда, конечно, класс, все, где мои 200 тысяч и 5 миллионов подъемных денег, сказал этот мужчина и пошел. Давайте дальше этого послушаем. Работал на кухне. Разные работы были, трактористом работал. Но зарплаты маленькие, хотелось помочь, да, своим близким, работать, да, поболее денег. Жена, дети есть? Нет, у меня есть как бы сестра, мы 4 детей, примерши. Мы как раз с мужем поругались, разошлись, как бы разбежались, я думаю, хоть примершам своим помогу там финансово. Я говорю, не думал, что пойду воевать, я даже говорю, думал одно, а засунули на войну. Это когда было, в какое время тебе забрали? В 24 году, это в сентябре где-то получается. В сентябре, на каком фронте ты был? Я не вложил, там уже 2 месяца. Он не знает, на каком фронте он был, вот интересно. У нас были в одном месте, во втором. Потом засунули нас, получается, в горячую душу. Как это возможно? Им не говорят специально для какой-то причины? Вот там просто, видимо, от командира зависит. Некоторые все знали. Некоторые знали даже, что в итоге их азовцы взяли в плен, потому что знали, что там впереди азовцы. Значит, поэтому вот там вы ведите так себя, так не ведите. Вот какие-то такие вещи. Значит, поэтому вот этот человек, еще один, которого мы тоже покажем сегодня, он вообще не знал ничего. То есть вот сейчас, когда он начнет рассказывать, как он воевал, и вот тут вот кажется, что это не вранье, а прям вот как есть, он говорит, это у меня совсем вызвало оторопь. То есть, как так может быть-то? И вот потом его прорвало в конце, я не знаю, вошло ли это у вас в этот видео, в это. Если да, то отлично, потому что он начинает рассказывать, что я иду, а там труп, тут одни кости уже остались. Я думаю, зачем же я туда приехал? Послушайте, вот интересно. В ноябре 24-го.
октябрь, ноябрь. Ну, Да, это совсем недавно. да, вот А в каком году? там 20 дней, ну, я не знаю. Нас повели, короче, этим, вели птичкой по рации. Вот, иди туда, по этим. С блиндажа в блиндаж, допустим, в одном блиндаже несколько суток сидел, в другом блиндаже несколько суток сидел, в третьем, я знаю. И вот так вот вели по полям, там, по посадкам, по вот этим бегим, по рации, по блиндажам и все. И в основном вот я вот один шел, потом мне еще одного человека уже перед последним блиндажом, где взяли мы. Там мне еще одного дали, говорит, встреть гостя, я говорю, кто такой, что такое, ну, говорит, с ним, говорит, дальше пойдем. И вот он пришел, мы там еще в этом блиндаже побыли несколько суток, двое. Короче, у каждого разная история. Сидят они явно, блин, не в одиночке в этой камере, в этих камерах. Явно они живут там в толпе. Они переговариваются, слышат друг друга, о чем говорят, друг другу рассказывают. Исходя, выходит вот такой разговор. Короче, я с Краснодара шел, блядь, нахуй, упал, блядь, и проснулся, нахуй, оказался, блядь, на войне. Другой, блядь, с Башкортостана шел, пизды получил, где-то, нахуй, тоже забрали, нахуй. Вот такая хуйня. Да, получается, суть его репортажа, я так понял, блядь, ну, реально как-то вот, не знаю, отличается, может, даже может и не отличается как-то, блядь, от Айгуль-Лиона и так далее, но здесь реально идет такой запись, получается, они слушают, вот как я вам комментирую, и также они ведут, двое там вот женщина и вот этот Мурзагулов ведут вот этот уже видеозапись и как бы комментируют, потому что там нихуя хорошо не слышно, я так понял, поэтому может он так делать. Но суть всего вот этого дерьма такой, что Башкортостаннан келген халыкны бу кеше 1-2 штук кына сөйләшкән. Калганы бөтен Россияны сөйләшкән. Нахуя человеку Мурзагулову, блядь, если он еще башкирт, блядь, не говорить со всеми башкирами, и он говорит с другими русскими? Смысл? Эти русские должны разговаривать с другими, вот, с навальнистами разговаривать, блядь, с кем-то еще. Какого хуя он приглашал их? Да, вначале он сказал то, что, блядь, башкиры не хотели его, узнали, нахуй послали его, грубо говоря. Само собой. Правильно сделали. Если даже те манкурты посылают Мурзагулова нахуй, мы понимаем, почему. После этого нужно понимать, что у него уже выхода не было, чтобы не опозориться. Решил снять, получается, и других. Ну, чтобы уже, блядь, полный спектр вот этих своих работ, да, показать, что он что-то делал там, блядь. Поэтому давайте поищем еще, перейдем после него, поищем, если есть еще какой-нибудь башкирт или татар, и от этого будем исходить. Что он о концовке скажет в конце. Так, сейчас. Да, мать твою. To make a drawing. Сейчас, переключилась. А кто такой? Сейчас. Даже никто не знает. Да хрена, он говорит, да хрена. Блядь. Во. 53. Во. А если ты руками... Вот бабай башкирт какой-то. Или татар. Сейчас поищем, сейчас зайдем. Я как раз это и писал. Да. Сейчас вот. Знаешь, Ростислав, что еще вот хотелось, послушав этого человека, обсудить? Разницу, да, представляешь, то есть россияне, российские командиры, получается, бросают своих, там вот тухнуть, да, как он говорит, что уже практически скелеты лежат на холодной земле, а Украина, между тем, если происходит какая-то атака, то они, видимо, потом проверяют, если кто-то остался в живых или там кто-то контужен, они вот их забирают в плен, как именно этот человек попал в плен, он был даже без сознания, да, в тот момент? Да, так получается. Действительно уж, что там, бросить его там контужного на смерть они могли легко. Ну, то есть, ну, есть правила ведения войны. Но лежит контужный человек, который умирает, его надо спасать. Ну, вот, поэтому я таких спасенных там ни одного и ни двоих видел. На самом деле многих там. Я заходил в барак, где раненые, которые лечатся. Ну, и тоже спрашивал, как ты попал. Ну вот, у всех одна и та же история. Лежал, истекал кровью. Взяли, привезли, лечат и так далее.
Вот. Это действительно совершенно другое отношение к солдатам, получается, чужой, вражеской армии, которая к тебе пришла тебя убивать. Но это просто отличает, на самом деле, вот здоровое общество от нездорового. То есть есть общество диктатура, где люди себя ведут как негодяи, где набрали с зоны всяких подонков, плюс приперчили туда вот этими мобилизационными ресурсами из деревень, как вот этот парень первый в начале. Ну вот и, пожалуйста, сделали из этого, скрестили, значит, это все, и сделали вот эту вот героическую армию, которая вот такими вещами там занимается, и к которым так относятся их военачальники. Как вот они мне рассказывают, вот это же вот солдаты этой русской армии. Поэтому тут у меня никаких сомнений нет в том, что все, что я слышу, это чистейшая правда. Ну вот, собственно, если еще остается, предлагаю досмотреть. У меня встреча, я на которую уже начинаю немножко опаздывать здесь. Вот. Одним военнопленным, это вот этот старичок, ему между тем 53 года, а выглядит он на все 70, на все 80. Постарше меня на пару лет вполне. Давайте послушаем. Да, в натуре. Вообще корт бір бабай, как будто бы. 53. 53. А как оказались на войне? Дочери надо помочь, вот так. Кому? Дочери. А что случилось с дочерью? Замуж вышла. Дом хотели свой новый. Как вот так помочь, ей тоже. Пиздец. Вот это самый экшен. Вы сами подписали контракт? Речь его разбирать непросто. Давайте я вам по предложению буду говорить. Нихуя я сам тоже не понял, но понял, что... Почему вы здесь, 53 года, дочь вышла замуж, и дочке надо было помогать дом строить. Мана нинди фикирда Башкортстанда халық. Шондай халық, блядь, Москваға қарсы барып боламын енді, Мен вообще хуею, блядь. Ну вот этот момент, блядь, хорошо мы до конца слушаем, блядь. Все-таки есть у него что-то эксклюзивное, блядь. Но пиздец, блядь. Это то же самое, что мен қашып кеттім. Это мәрхум живой болса, мен айтар едім. Әткәй, сен соғышқа бар Украинаға, а мен кеттім Европаға қашып. Сен ақша эшлә, а мен қашып отырам. Ярымы менге ақша жібәресің. Мына шулайрақ була ул. Мына шулайрақ, блядь. Мне просто құлағым сейчас отвянет от этого, то, что я слышу, блядь. Дочь, свадьба, дом, блядь. Это что за хуйня, блядь? Вы что, ебанутые, башқұртлар, татарлар? Миығы сыйықланған, что ли, уже, а? Меня туманда язып отыралар, нахуй, потом. Сен, заткни сені табалар туда-сюда. Мен сізні табам, нахуй. Мен сізні табам, чтобы твари ебучие. Әткәгізні жібәрәсі соғышқа әтсіккәнләр. Сен, әтәң болмаса, сен болмасың бұл дүнияда. Құлтақ сынықлары, блядь. Сіз, блядь, нешік сөйләшірге? Аузына 80-90, блядь. Как можно, нахуй? Башқұртма, татарма, даже урыс болсын. Похуй. Нешігінде сен, блядь, үйде отырып қалып, қызыңа ярдам берем деп шығып кетасың соғышқа, блядь. Это что за нахуй маразм? До чего вы дожили, придурки, а? Шоларға бетінде мен, блядь, сколько уже тырышам, блядь, оңнатырға сізге соғышқа бармағыз деп тұрам, мұнда, блядь, вот тебе нахуй пленный, блядь. Вот тебе пленный. Аллаға шүкір әлі живой қалған, аузына тышим, блядь. Родная татарская речь. Шулай шул, блядь? Yok, блядь, ну, сізге алама іштіләдір, но мен қазір еле как ишеттім, блядь. Давайте дальше посмотрим, что он говорит. Просто, блядь, аж у меня вроде болею, блядь. И этот, еще, блядь, күзбе ашарым, нахуй, өзіне отылып кетерге улей, блядь. Вот реально, нахуй. То, что я услышал, блядь. Добровольно пошли, да, получается? Добровольно, видишь, Совет приезжал. Кто приезжал? Совет. Приезжал? Вот это тоже важный момент, я приостановлю здесь. И сельсовет тоже приезжал. То есть это опять вот эта административная командная хабировская система людей заставляла идти на войну, заставляла обманом. Послушайте дальше. А он тоже из Башкортостана? Да. Да, из Башкортостана. Это вы злоупотребляли? Да. И вас позвали и сказали, что надо идти, да? Вот еще раз, смотрите, вот это подлость просто и негодяйство такое, да, поставили разнарядку главе района из Уфы, да, вот Хабиров,
И вот он собрал всех, кого, грубо говоря, ему не жалко. Ну, кого? За родных своих отправить жалко же. Сыновей своих отправить жалко. А кого не жалко? А вот этот вот Бухарик, его не жалко. Бухарик Сюда. это? Вот, подписывайся здесь. Ты много бухаешь, и сейчас ты должен съехать. Родину же. Поэтому или üşüyəş, а выглядит как житмеш, блядь. Понимаете? Это просто... От Нижегородской татар салям. Ой, блин, mana seni o'ldirmadim shu, men seni so'laganligimgina до этого гана нижегородскийларni, блядь. Как вы там топите за свою мечеть, блядь. Moskvani sigirga kerak. Nijgarlar, блядь. Позорите, блядь, татарларni. Мәчетni Люберцida, понимаешь ли, блядь, закрывает. Вы пишете Путину, блядь, маляву нахуй. Что за хрень? Bosirga kerak, yigitlar. Moskvani sigir uchun bosirga kerak. Qo'shilirga kerak mana bizni yo'lga. Они, блядь, нахуй маляву писать, нахуй, с мечети. Внутри мечети пишут маляву с Люберцев, нахуй, Москву, чтобы Путин оставил им мечеть. Что, рехнулись, нахуй, а? Мы, вот, блядь, я же постоянно буду вспоминать это, блядь, все вот эти нюансы, косяки Москвы я буду вспоминать, блядь. И тыкать вам постоянно об этом. Потому что вы должны понять, что я вам зла не хочу. Никто вам зла не хочет. А Москва хочет. Что вы дохли, вот как этот старик 53 года, алкаш. Ну и похуй, алкаш он или не алкаш. А алкаш, почему он алкаш? Потому что водку нахуй гнали Башкортостанга, чтобы все были алкашами, башкортлар, татарлар. Вот ихняя задача, уничтожить бизнес. За это. Какой из него к черту защитник? Вообще посмотреть на него, посмотреть, что он рассказывает. Послушайте, сколько его продержали в учебке и как он попал потом на передовую. Это просто с ума сойти. Сейчас тоже вспомнила, я недавно общалась там, со знакомым из Казахстана, и тоже человек пьет, он на пенсии, и... Мухаммад, салам алейкум. Окрмай, елки-палки, мы же не все, не все болғаш, бля, уят, сен Нижегородскийдан тұр шунда, қошыл бізді юлға, уят, в чем проблема? Понимаешь, вот в чем проблема, уятырға керек. Үзіңні татарыңны бастыр. Только что до этого говорил Крым татарлары, что не так пиздят. Вы тоже не так пиздите, как мы. Бізді тіл башқа, сіздікі башқа. ЦЦ-МЦ итәсіз, блядь. Поэтому да, уят үзіңні татарыңны. Бірләшірге. Бірләш, Нижегородскіні ал. Полностью. Я тебе дарю. Ну, возьми его. От Москвы оторви. И живите на счастье. Кубаегес. Приходит участковый и говорит, если не перестанешь бухать, то отправим тебя. То есть вот тоже... Ну, это, конечно, это такая деалкоголизация России происходит. То есть они действительно вот вычищают вот так эту страну, потому что, тут и в общем-то, и волки сыты вроде, и овцы, может, не совсем целы, да, но те, которых жалко, овец, они целы. Ну вот, слушайте дальше. А как они объясняли, что надо идти? Зачем вообще идти? Куда идти? Они объяснили, хоть что происходит? Война. То есть сказали, что война, надо идти нападать, завоевывать Украину. Так сказали? Не завоевывать. А что делать? Ну, это матери, куда попадешь еще. Ну, понятно, что я не солдат, не бегу. Рыбак может, работаешь ремонтником кем-нибудь. Очень сложно, конечно, разбирать, что он говорит. Я скажу. Он говорит, ясно, говорит, я не солдат, не бегун, говорит, я югральмим дия. Стройбат, говорит, ремонтный батальон там. Туда, наверное, меня взяли бы. Примерно по его логике можно уловить это. Но нихуя непонятно, реально. Плюс эхо отдает от его ебаной комнаты, вот этой тюряги, блядь. Да. Штурмовиком. Штурмовиком, да? Штурмовиком, вот, да, 50... Пиздец, штурмовиком сразу сделали. Даже стройбат юг. Бернеста юг, сразу с учебки штурмовик. Ну, конечно, утиль или шашлык, нахуй им нужен. Мясо. А bu, блядь, qizini izba olirga jibergan. Og'zini sigim, mana qizi mana meni efirni ko'rsa, eshitsa, pataksa, eshit meni. Atangni jahannamga jibergan, o'zingda jahannamdan chiqmaysan, bit boshing bilan chiqmaysan. Men senga garantiya beraman, blядь, itsikkan.
tövbe qilib ulgurmasang Alloh taolamga, mana shu qilgan qilmishingga bilat naxoy, eshitib qo'y bilat, mana shu atangni 53 yoshda jibergan xotinga men senga so'ylayman bilat. Isbo uchun. Bunda yashab qolarga ulading malla. Atang onda o'lsangaymi? Ishab et, ayyi. Men bilam. Boshqirdiston, Tataristonda bilam. Ishuvchilarni alqash bit deylar. Нет, блядь, нахуй их вытрезвитель делать, с них человека делать. Минимда туганымда бар алкашлар. Ну, есть же, блядь, способы помочь им. И вот как раз эту тему как раз затронули, я скажу. Biz Boshqirdiston bilan Tataristonning qo'lga olg'ach, birinchidan aytdim bit endi bugun, oraqini yo'qoltamiz sigaret bilan. Bir narsa bo'lmayshaq naxuy. Samay itganlarni kutuna butilqa tag'am dedim bit endi. Samayda bo'lmay, oraqida bo'lmay, bir narsa bo'lmay. И не нужно мне говорить, что ты будешь там ваххабитом, ислам, туда. Ёх. У нас будет все цивильно. Но вот этого дерьма не будет. И которые алкаши, которые сейчас в утиль уходят, у нас не будет такого. Все эти алкаши, которые в данный момент останутся живыми, они будут все, блядь, нахуй, по больничкам, нахуй, растасованы, блядь. Лечить мы их будем, чтобы они никогда больше не бухали до конца жизни ихней. Первая задача будет их всех, блядь, нахуй, вылечить. Вот такие задачи будут стоять у нас, а не так, что, блядь, нахуй, или ещё у тельга можно, кемнедер атасы, можно у терегяда нахуй, ну, жаль, что ли, нахуй, пусть бомжует и так далее, ёк. Ол нәрсәне онытыгыз, блядь, нахуй, ол нәрсә bir qachonda bo'lmayshaq, и bo'lmaydi. Birinchidan, oraqi eng muhimi islom bo'yicha враг bizga. Birinchi, даже Putindan da хуже ul, oraqi. На самом деле, Putin это один человек, а oraqi это вода, так скажем, разливается она постоянно. Поэтому в первую очередь от мракобесия вот этого ебаного нахуй избавиться, а потом только, блядь, будем строить правильную, так скажем, ну, это совместную, да, правильную страну, а не так, что, блядь, ждать, блядь, когда, нахуй, понимаешь, блядь, передохнут все старики, алкаши, а мы будем строить тут классное государство, Башкортостан, Татарстан, а их мы не будем, оказывается, трогать. Нихуя. В первую очередь все косяки Башкортостана будут выявляться. Начиная в таком же репертуаре дороги там и так далее, больнички, школы, буденебер. Вот это, bütün нәрсе шул нәрсәгә кирәк системага. Медицинский, можно даже добавить эту тему. Вот, а не открывать хосписы, блядь, тюремщикам какие-то заведения, блядь. Вот какие надо заведения открывать, блядь. А наркоцентры, алкоцентры нужно открывать, лечить этих долбоебов, которые, блядь, пытаются в русском мире бухать и до усрачки и забываться. Нихуя. Вот, зур эшләр тора, блядь, алда, туганлар. Года, старик, ну... Тяжелейший алкоголизм. Да, тяжелейший алкоголизм, и отправили его, значит, штурмовиком. И вот послушайте, как он штурмовал, и сколько его учили. Ну, их, конечно, штурмовал, и не смог ходить. То есть вы были в учебке, а потом нас отправили на штурм или не отправили на штурм? На штурм, да, отправили. Деревню. Какую? Новониколаевка. А на области? Донецкая. Наверное, Донецкая. То есть вам дали автомат? Рядом с Авдеевкой. Сказали, идем вот туда. Сейчас есть продолжение. Не болит, я потом еще. Потом потерялся. Уезжал, происходит. Отходился к Шеламной, нам приказывал отказываться. Там своих искал. Никого нет. И что потом? Прибить-то не мог никому. Вот так выезжал. Потом пошел. Попал на 6 ноября. Вот этот момент я не понял, туганлар. Дурзунай там нихуя не понял. Утыз кеші утра, рахмат кем утра.
как вот он говорит, что возможности не было, а я слышала очень много историй, как они там бухают, не только бухают, употребляют там различные вещества. Ульян, давайте дослушаем его. Посмотрите, он там расскажет, что вот самое страшное в его рассказе, да, то есть это просто программа утилизации алкашей, потому что он был в учебке 5 дней, вот он, представляете? Вот видите, 5 дней в учебке был, блядь. Который спился уже до чертиков, который ходить не может, у которого ноги отнимаются. 5 дней и отправили на мясо. Послушайте, прям вот дослушайте. Я 5 дней на фронте. 5 дней были на фронте? Да. А в учебке? Ну, в учебке 5 дней. Вот в учебке 5 дней. Так, ну да, комментарий оқып қойым еді, ашуланмасын бұл жігіт, Нижғар татары. Бик көп татарлар орыс кебек болдылар. Из 10-3 максимум намаз оқилар. Мен шуны айтам бит инде, шуны айтам. Шунарга бит инде мен сезгә аңлатам именно со стороны ислама. Без басырга тиешбез именно мусульман булып. Без кафир булып, недедер урыс булып басырга тиеш түгел без Москвага каршы булып. Biz үзебезне, как этот Пидор Путин говорит, идентичностыбызны табып турып басырга тиешбез. Идентичность значит что? Башкорт. Күзе кысык башкорт, татар. Күзе кысык түгел бөтенесенеке. Но кайсы берендә аларны да кысык күзләре бар. Сибир татарларында, допустим. Менә шулайрак. Поэтому, исходя от этого, biz бөтенебез мусульман. Безгә килгән икән ислам, бирелгән икән, кулга бит кресло тоттырмаганнар безгә. Безгә ай белән йолдызны тоттырып куйганнар безгә. Намаз укырга диелгән. Значит, без ислам буенча басырга тиешбез, а не так, что, блядь, пошли против Москвы и не можем понять, кто мы, как мы пошли вообще воевать, зачем мы пошли воевать. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, не орать, как эти уроды, мы русские, с нами Бог. С нами Аллах Таалам туылганнан бирелде. Әле без югыбызда бары ул. Понимаете? Без туылмаганчы уже бар ул. До нашего зачастия он уже нас зачал. Он сказал, будь, все, была, Аллах, айкен. А то, что там с ними, как у русских, Бог с ними, ну, это yok. Bizde onun için с нами Бог нурына Аллаху Акбар деген сөз бар. Все, biz шул гына девизны эшләтергә тиешбез. Алга Аллах Акбар. Тамам. Только шулай. Урысны дун кайтырыр өчен генә. Досконально. Не так, что там, как Мурзагулов говорит, там какие-то федерации. Не. Нет, только независимость. Больше ничего. Давайте дослушаем наконец-то. Сколько вы провели в учебке, а сколько на самом фронте? На фронте 5 дней, правильно? Вместе с учебкой. Вместе с учебкой. Из сельсовета отправили в Донецкую область, и вы 5 дней провели в учебке, и сразу вы оказались на штурме, так? В учебке не 5 дней, в учебке расслушивалось 5 дней. 5 дней. То есть 10 дней учебки, и потом вас, вот в таком вот вашем состоянии здоровья и всего остального, вас отправили штурмовать школу. Нет, не школу, школа была, потом вас отправили штурмовать что-то. Просто сказали, иди туда с автоматом, так? Да. А вы готовы были человека убить? В принципе, нет. А зачем вы шли с автоматом туда? Ну, это же война, вы с автоматом идете, значит, вы кого-то готовы убить, нет? Должен, если я, то меня. Но убить-то за что-то ж надо. Это вы за что в него стреляли? Или вы не стреляли? Ну что? А если пришлось, то стреляли? Серьезно. Я вас понял. Ну вот, мне кажется, он просто вообще не сказал, я бы стрелял бы, наверное, говорит. Происходит и говорит, что стрелял бы, наверное. Смотрите, действительно, вот зрители уже несколько раз написали, кто-то говорит, что ему 70 на вид, кто-то говорит, что 90, но это просто опустившийся, абсолютно аморальный элемент такой вот. Он не отдупляет реально, где, чего с ним и как. И этот человек вот, да, оказался пригоден для пушечного мяса. То есть вы понимаете реально, какой в этом смысл, вот какой.
Он же нулевой, понимаете? Тут я же видел этих ребят в украинской армии, я очень много их видел. Они, кстати, ко мне подходят иногда и руку пожимают. Спасибо им большое за это. Поддерживают. Так вот, там каждый из них, ну не знаю, он 1000 таких может положить, потому что они воюют за родину свою, потому что они ни на кого не нападали. Это к ним прислали вот этих вот гавриков, которые там что-то должны такое сделать. Может, кто-то из них куда-то и попал, я не знаю, в кого-то. Ну, это, конечно, просто катастрофа. Вот это состояние российской армии сегодня. Если берут таких, вы представьте себе, 5 дней, из них это сразу и учебка, и сразу первый бой. Это фантастика, конечно. Я предлагаю, если у нас на сегодня видео закончились, наверное, тихонечко закругляться, потому что мне еще нужно много чего успеть. Что-то еще есть, да? Это можно будет еще обсудить в следующих выпусках. У меня есть видео, как ты ешь там в столовой. Давайте покажем столовую тогда и будем закругляться, потому что действительно это... Спасибо большое. Вот Леха Харитонов пишет, что надеюсь, что это псевдоним, его не найдут там, чтобы узнал, что мы есть и постоянно смотрят, что мы для вас работаем, да, мы стараемся. Так, что-то я застрял. Этот уебан в столовке, короче, жрал в тюрьме. Нормально? Хлебушек попробуйте. Хлеб, буханка, пюре, короче. Я тоже хочу вернуться через стол обратно, как вы. Но не получается. А что похлебка такая? Ну, это та самая баланда тюремная, да? То есть там какое-то что-то типа проса, и, очевидно, на каком-то бульоне мясном сделано. Вот. Я потом еще попробовал горячее, ну, то есть второе блюдо, да, там были макароны, короче, по-плоски. пшено. Это все примерно уровень пионерлагерей советских. Это с тушенкой? Нет, это мясо. Мясо с макаронами. И салат свекольный. Или капуста красная. Я съел, я жив, здоров, я наелся, все нормально. Нет, вы правильно сказали, буряк. Ну, просто не вареный. Это порезанная свекла, я думаю, что она вареная, но когда захрустела, потому что капуста. Вот в таких условиях содержатся пленные, сами добровольно общаются. Ростислав с ними пообщался, сегодня мы вам показали некоторых из них, попозже постараемся собрать, возможно, какой-то фильм, да, чтобы посмотреть. Да, обязательно надо собрать, потому что там еще очень много видео, которого мы сегодня не показали, просто не повесить в хронометраж, но мы все это уложим в какой-то такой лаконичной форме, на часик сделаем еще ленту, то есть которой будет понятно вообще, что сейчас творится в Украине. И поверьте мне, там будет много интересного. Проехал я опять вдоль и поперек уже всю страну, и еще кое-что увижу, поэтому ждите, будет интересно. Да, спасибо, что смотрите нас. Сегодня Путин сейчас, наверное, даже как раз-таки в это время, пока мы с тобой, Ростислав, общаемся, дает прямую линию. И я думаю, завтра Ростислав выпустит материал, где эту линию прокомментирует. Да, но не в прямом, к сожалению, будет эфире, потому что я сделаю комментарии, все от вас получу все запросы, как обычно, можем обсудить их позже. Но я просто конкретно в то время... Понятно, короче. Ну, потом у него, конечно, идет вот это, Путин проговорился, и это абсолютный шок. Ну, это дальше уже нас нахуй не интересует. Мы поняли, короче, что за Мурзагулов. Главный эфир, для чего это было. Чтобы понять, как я вам говорил, что посмотрим его поездку, потому что мне интересно именно было сравнить Габбасова, особенно безнен Матура Папазна Айгульонна, который общается каким образом, и этот какие вопросы, каких людей он подгонял себе. Ну, короче говоря, понятно от его выпуска, так скажем, да, так от меня, да, что только получается у него микс людей идет, получается, из Краснодара, потом еще каких-то я перемотал, если помните, дохуя, что-то там, или одно и то же до хрена там шло, я не понял. Короче говоря, был один только с Мелеуза, другой вот этот старик, мы таки не поняли, откуда он был. Мы не поняли, откуда он был. Короче говоря, Аулдан
и поняли, что строит дом, пытается строить дом своей дочке, короче. Ну вот сейчас вернется он, когда вернется, неизвестно, когда его обменяют, когда этот, грубо говоря, алкаш, по ихнему слову, так скажем, когда он нужен будет, тогда его обменяют. Поэтому как бы ему это не светит, что его обменяют. Но самое главное, ему похуй, его кормят и так далее. Ему все равно, наверное, дочка не смотрела Башкортостанда, если он поехал вот таким макаром, блядь. И исходя от этого... Алишер Бахадырович, о чем идет речь, друзья? Добрый вечер. Речь идет, как будем убивать Москву. Вот речь об этом была вообще. Начало эфира шла такая. Шулай, поэтому... Сейчас вот это запишу. Туалнар, бізге самое главное во всем этом дерьме приходится копаться. Почему? Потому что каждая поездка любого нашего башкирта, хоть даже будь у этот с сережками Мурзагулов долбоеб, похуй, да, мы посмотрели, чтобы потом не было такого, что мы не увидели его и с одной точки зрения только пиздим, блядь, со стороны Габасова, со стороны Кашапова, Айсина и так далее. Типа выборочно только, то, что нам нужно. А то, что мне не нужно, тоже мен ишеттем. Мен ишеттем аларны, чтобы вы тоже были довольны, чтобы эта система, как говорится, главное, да, ведь работала против Москвы. А остальное, то, что там творилось, это не наше дело. Барабар біз Мурзагулов буйынша, Мурзагуловны дудкасы буйынша біз яшамайбыз. Мурзагуловны біз күтінәсігебіз. Просто и все. Бізге ол керекмей нахуй. Бізге ондай сережкалы, блядь, нахуй хуй не нужен. Подобие, блядь, Моргенштейна нахуй. Нам не нужны такие татушники, хуюшники. Олар жаханнам кішілері. Сігіліп қатсынлар, бүтінісі нахуй. И вот, шуларға самая задача, первая наша задача, это успокоить біздің халыкларны внутри, чтобы бір кім әтәсін жібермәсін. Алла сақласын, әтәгізні подавно медсестра болса әнкәгізін да жібере көрмәгіз. Өзігіз де бармағыз. Вот в чем прикол. Поэтому я буду это постоянно вам вещать, Алла берса, пока я буду жив, дышать деген кебек. Главное, Башкортостан, Татарстан должен понимать, что вот эта война, это не наша. Все, вот это. А то, что они говорили, вы сами слышали. Первый что сказал, типа я не знаю. Второй русский тоже что с Краснодара не знает. Этот конкретно сказал. Старик, алкаш, он не знает, что говорить. Он конкретно сказал. Поехал строить дом. Дочке надо дом. Вот так она вышла замуж. Или что, блядь? Блядь. Ну, зато это чистосердечное откровение, блядь. Исходя от этого, вот... За эту работу, как бы, Мурзагулову можно чуть-чуть так поощрить, блядь, сказать, хуй с ним, блядь, ты из всего дерьма часового, ты хоть одно, получается, нормальное что-то снял и допросил для башкорт һәм татарларга. И еще раз повторюсь, әтәгезне жибәрә күрмәгез бер каяда, потому что шул әтәгез булмаса, сез булмасыгыз. Кутак башлар, шуны исләп калыгыз, блядь, нахуй. Мына мин сезгә әйтәм, блядь. Моложе, может, я вас, может, вы меня моложе, но вы, долбоебы, должны осознать, что, блядь, нахуй, вот эта система, где вы, нахуй, находитесь, это, блядь, против вас работает. И вот эту хрень мы хотим остановить. И, надеюсь, у вас заработает башка, блядь, послушайте, распространите. Мен сіз үшін, 6 сағат вақытымны сіз үшін исрап қылдым. Но мен онарға жәлләмейм. Мен оны жәлләмейм. Барыбір мен вақытым бар, мен алдамайм. Әллә нинди іш қыратқан кіші түгіл мен. Но самое главное, шу 6 сағатта сізге хотя бы 6 менің сауалым білән, 6 сұрау білән ответ білән сұрау сізге дошло. Что я вам задал, мы ответили на эти вопросы вместе с вами всеми, вам дошло. Вот самое главное. Если вам за 6 часов что-нибудь дойдет, вам даже лекции, блядь, в университете 6 часов никто не читает. Поэтому, надеюсь, вы отсюда возьмете толк, будете распространять это по всем щелям, нахуй, Башкортостан, Татарстанга. Объясните, нахуй, что есть один хуй, меня похуй, хуем называйте, хоть как, нахуй. Главное, нахуй, Мәскәүгә каршымын. Мен уничтожительмын, нахуй. Мәскәүне пока без сыкмыйбыз, нахуй, без туктамыйбыз. Вот шул гына дәрәҗәгә без җитәргә тиешбез. А до этого, нахуй, вы хоть меня, блядь, говорите, что за тобой придут, за мной придут, мне похуй. Придут, нахуй. Значит, дальше после меня кто-то будет действовать. Вот и все. Значит, я доведу до того момента, пока я буду жив. А остальное хуйня. Главное, вы
сумели вот за эти 6 часов уловить мысль, вот этому нижегородскому татару относится тоже, чтобы не просили нахуй милостину, так скажем, блядь, у ебучего Путина, не говорили, что наша мечеть закрывают, тырым-пырым, блядь, а решали на месте проблемы. Если вы не можете решать проблемы, значит, выезжайте за регион, выезжайте в Европу, Америка, китегіз нахуй, башка жерге. Не можете нахуй там, как говорится, жить правильно, с узкожопыми, нахуй, держа свою власть, блядь, да, ведь, мана, Башкортостанда, Татарстанда, Манкурт болмеші, яши алсаң, яша. Манкурт болып, яшасаң, яшаман нахуй лучше, улеп кеткенің яқшы, блядь. Потому что я постоянно говорю это Узбекистану, который, блядь, нахуй, посадил, нахуй, ебаного, нахуй, Мирзияева, которого теперь Мирзияев на аузына қарап отыралар, узбеклер 37 миллион, которые могли бы давно, блядь, нахуй, разъебать этого Мирзияева. Но, иншаллах, я верю, когда в Сирии все узбеки приведут себя в порядок, из Сирии двинутся люди, мои земляки узбеки двинутся в Узбекистан и всех будут дрючить, нахуй, всех будут дрючить. Мен Алладан буду делать дуа, что они пойдут туда. А мы пойдем в Башкортостан, на Татарстанга. И в этот момент, может, у нас время совпадет, и у нас будет мощный джихад против узкожопых. Понимаете, смысл какой? Это все в одном дерьме варится. И это все дерьмо мы должны понять. Это все дерьмо мы должны понять. Каким образом? Таким, что, блядь, нахуй. Вот вам 5 секунд назад я вам объяснил. 53 года мужик, блядь, страдает где-то пленным. Куттак бармы 53 яшьлек бабайға, ну, реально бабай енді, ну, көрігіз, кіріп, Мурзагуловқа кіріп қараңыз өзіңіз, ну, реально старик, блядь, 53 яшьта, блядь, Алла, шынапты, блядь, менің әтейім 65-та кетті, жанар жанатта болсын, нәрсекей, и то более-менее моложе выглядел. Чачлары ақ болса да, но моложе выглядел. Но бұл реально 80 яшьлік бабайға ұшайды, дұрысын айтам сеңе. Сізге. Вот так вот, поэтому кіріп қараңыз и сами убедитесь. Поэтому мне вообще реально, вот рассказываю вам такие моменты, да, ведь, вот плачевные, да, это плачевные моменты, блядь. Елысы крепить-то нахуй, шинап-то, блядь, или как пытаюсь, нахуй, вот так смешить себя, блядь, удерживать себя, нахуй, вот этот момент, чтобы голос не менялся. Поэтому, исходя от этого, туганлар, мы не должны быть униженными. Мы должны встать, рано или поздно встать. Не нужно говорить с колен, там, откуда-то. Не, мы просто должны встать. Это встать, да, проснуться. Мы так и так на ногах, Аллах шкир. И мы должны идти на Москву. Другого варианта у нас нету. По тем нашим классным планам, проектам, которые мы хотим это все сделать. И я вам обещаю, если, иншаллах, мы дойдем до этого момента, диктатуры, как, допустим, в Узбекистане, каримовская диктатура, утозил мы сыкты нахуй, он да хуйня был мы. Диктатура асадовская подавно рядом не стояла нахуй. Мы еще этого Асада выкуривать будем, понимаете? Если мы сейчас двинемся, мы найдем живого Асада. Вы посмотрите на этого индюка, нахуй. У него же шея как индюк, блядь. На этого индюка посмотрите, поглядим. На его хоромы 19 квартир, нахуй, Москва-Сити. Посмотрим до взрыва. А потом я выложу, нахуй, каждый дом Москва-Сити. Бабахнем, нахуй. Каждый это я хочу бабахать, нахуй. Каждый дом, блядь. И Кремль ебанем, нахуй. Все. Все ебанем, нахуй, под кирпич, нахуй. И потом уже там сделаем, как обычно, нахуй, камахана, это зиндан стеклянный, и там будет все, вот всех перечислять уже заебался. От Путина начиная, все вот это шмарье, блядь, там будет, нахуй, внутри. Поэтому, исходя от этого, сейчас на балу, так, бал, да, скажем, блядь, на балу они рулят, нахуй. Они сейчас кайфуют, они сейчас, блядь, нахуй, думают, что, блядь, у них, блядь, они как бы на коне. Но мы рядом с конем, понимаете? Мы рядом с конем. Так что проблем нет снести, блядь, этого чувака, нахуй, с коня. Проблем нет. Просто нам нужно отчехлиться, встать, наконец-то, блядь, нахуй, и идти на Москву. Вот и все. Проснуться и идти. Юклаб ятмаска, блядь. Мыссіге бір-бірімізді күтіні кәуләп, бір нәрсе гапырып, туда-сюда. Нахуй. Башын ішләтірге керек, блядь. 21-ші ғасырда яшейбіз. Біз, блядь, баш білән түгіл, күт білән да ойламайбыз. Біз не знаем, чем думаем. Bizga Alloh taolам bergan мы bilan o'ylarga kerak. Kalla bergan. Kalla bilan o'ylash kerak, блядь. Они хрен знает чем. А когда люди, так скажем, как вот этот Мурзагулов сейчас говорил, блядь, тупые там, или как он говорит, блядь, такие, ну, гаврики, блядь, он, да, он сказал, гаврики, блядь. Ну вот гаврики, короче, подобие вот таких дедов 53 года, блядь, они, как говорится, нам не помеха.
Поймите, Башкортостан bilan Татарстанга кирганда mana shular biz uchun dushman bo'lmay. Bizga dushman bo'la именно правительстводagi manqurtlar dushman bo'la. Понимаете? Это в первую очередь менты, ФСБ, вот эти спецы, вся вот эта поеботина. Это наш, как говорится, мясо, наше мясо будет это. Первый, который мы зажарим нахуй. А потом ауылда, mana shu alqashlar, ауылдагылар, bular наоборот bizga помогать будут. Bular bizni yordamchilarimiz bular. Понимаете? Birinchidan biz ularni, как говорится, должны, главное, оставить живых. Мы их не должны уничтожать, блядь. И в первую очередь открыть тюрьмы. В первую очередь все тюрьмы открыть нахуй, на всей территории, начиная с Сахалина нахуй, заканчивая нахуй Чечни. Все открыть везде тюрьмы. На разбой. Похуй, кто там сидит, похуй. Всем дать волю. Просто дать волю. Смена власти делается вот таким образом. Дать волю. Не ебет, блядь, кто он был там. Хоть, блядь, как этот, блядь, звали, блядь. Чикатило нахуй из, сука, из Москвы, блядь, из... Блядь, метро, какое было там, блядь, из Пражского, нахуй, из Чертанова, блядь, Чикатило из Чертанова, похуй, хоть Чикатило из Чертанова будет, нам до пизды. Главное, освободить всех, и половина из них, само собой, погнать, нахуй, на Москву. Заставить. Вот, как и пленных, как я говорю, этих пленных, когда едешь, вот Мурзагулов долбоеб тоже, блядь, поехал, я до этого говорил вам. Ладно, Айгуль Леон Халтанкише, ну, Руслан Габбасов. Надоумьте, если кто общается с Русланом Габбасовым, надоумьте ему, напишите ему комментарий хотя бы. Скажите, Руслан Габбасов, тебе предложение. Если ты поедешь к этим, блядь, пленным в Украину, твоя задача оставить это через правительство Украины, оставить пленных на войну против Москвы. Вот что нужно, понимаете? Вы думаете, что, этого бабая отправили, он останется дома там, будет кайфовать? Нет. Его обратно вернут. Его обратно вернут и выебут. Добавок еще. Где-нибудь ёбнут его за то, что он сдался. Слова Лапти, пидораса Лапти Аляудинов, давайте послушаем. Да, так скажем, послушаем, блядь. Я вспомню. Повторю. Как он сказал? Это не чеченцы. Это не чеченцы, говорит, нахуй, которые в плен попали. Похуй, типа, ему до них, блядь. Что за нахуй? Понимаете? Путин поднял Россию с колен и поставил на протезы. Не то слово, не то слово, не то, что протезы. Тут, блядь, я не знаю, блядь, нахуй. Как он сейчас, Мурзагулов, как раз вспоминаю его. Я вот этот момент не понимаю. Если кто шарит в этом, можете написать. Я не хочу гуглить, нахуй. Кратко, двумя словами. 200-й что такое? 300-й что такое? И 400-й что такое? Я не могу вкурить это. Что такое, блядь? 200-й что? 300-й, 400-й. Это что, по запчастям, что ли? Человек по запчастям? Или что? Или кто-то из них труп, нахуй? Какой из них труп, блядь? 200 или 300 или 400? Вот это не могу понять. Это может так тупо звучит, но, блядь, нахуй на весь эфир это спрашиваю. Но не хочу гуглить, блядь. Я не люблю читать, нахуй. Где-то что-то, блядь. Вот шондыхаль, дуслар. Шунарга, исходя от этого, Мурзагулов что сказал, блядь? Набрал, говорит, 1 200 000, он уже выкрикивает 1 200 000, блядь. До этого только 700 000 говорили. Если помните, там правительство Европы 700 000 говорили. Или Америки, блядь, нахуй. 700 говорили все. А сейчас уже, блядь, 1 000 000 и 1 200 000. Вот и думайте. Если до этого подсчета мы были... Вот недавно маленький кусок прочитал до этого, да, в течение 6 часов, что... 100 чем-то человек умерло, блядь. Вот на сегодня сказали, или что-то на какой-то день. Помните? Вот сегодня это, ну, читал я. Сейчас уже не найду я это точно. Ну вот, Машондыхаль, короче. Вот так вот. Ну, сейчас я уже явно не найду. Но суть того, что, блин, в день минимум, короче, минимум по 100 человек, может, умирает. Понимаете? Это, не знаю, на весь Башкортостан, можно сказать, на весь Татарстан, я не знаю. Но суть в день мы тоже теряем. Точно мы не можем сказать это, но главное то, что, блядь, Башкортостан, видите, сколько людей уходит, от этого надо расчет делать. Вот и все. Шандыхаль, дуслар. Поэтому мы, главное, прошли по всем ебанутым моментам. То, что надо было обсудить, мы вроде обсудили, но там я дошел тоже до закрытия 19-20 дня, декабря.
новостей нету уже. Я уже до 18 числа дошел, уже повторяться не буду. Укадым мен бүтін Куштау байрамны мен сізге оқып полностью донес. Бар инда, конечно, Куштау онлайн, но Куштау онлайн, наверное, сделан запасным вариантом, и там есть как бы такие моменты, что грузится как-то по-другому, но там нет нового. Я уже читал их, короче говоря. Вот так примерно. Поэтому, как здесь вот долбили, короче, кого-то там. Невзоров опять грузил кого-то. Сори, короче, этот. Короче, якуты. 3 якутов, помните, я говорил уже, долбили одного тувинца, короче. Шундыхан. Как бы это старое. Сори, короче. Тамақ кипті, короче. Короче, шундыхан, туғанлар. Бүгінге, наверное, жетер. Сағат 12 болды. Бүгін ифта башладым, ифта бітірейік. Как раз 6 тирасында башлаган эми шекеллеге, эми. Сори, короче, этот. Сейчас 6 часов 17 минут я с вами был. Наверное, закругляемся. Вот. И выйдем, как будет какая-то информация. Надеюсь, люди напишут. Надеюсь, люди будут уже откликаться. Надеюсь, что мы будем собирать свои войска. Башкортостанга, Татарстанга. Чтобы этот... освободить, получается, за независимость. Надеюсь, мы уже начинаем что-то делать. Потому что суляб блян эш бетмей. Суляб эш бетмей. Надо харакат иттерге. Гомер үтә. Понимаете? Харбер без... Как это кто-то говорил? Вакаказа. Слово такое вспомнил. Неизвестно, короче говоря, Айма, когда нам придет конец. Поэтому мы должны готовиться к концу и в то же время думать о настоящем, о будущем, так скажем, о настоящем. Лучше, наверное, а не будущем. О том, что сейчас надо делать в данный момент. Шундыхаль. Ну, ярар, тогда туғанлар 12 кеше отырды. Рахмет. Кешелер көп болды. Білмеймін, мында яртысы орыстар болды ма екен, яртысы кім болды екен, білмеймін. Короче говоря, хайырлашарбыз. Я, как обычно, скрин экрана попробую сделать. Если сделается, я закину в Телеграм. А так, подписывайтесь в Телеграм, если кому интересно. В Телеграме я просто иногда говорю, что вот я в эфир вышел, туда-сюда. Вот, ну, чисто для этого. Иногда там что-то можете написать, там поговорить можем, туда-сюда. Вот так, короче. Пишите Телеграмга. Телеграммы везде у меня есть, там найти можете, там Хорватия, беженцы. Так что, если кто-то хочет свалить от мобилизации, пишите. Башкортостан, Татарстан, я вам всех жду, вам всем помогу вылезти в Европу. Зайдете без визы, без ничего. Главное, чтобы паспорт у вас на руках был. Вот и все. Загранпаспорт. Вот так. И общада көп керекмей. Главное, кисягизда, чтобы доехать на автобус туда-сюда, на поезд, на самолет, деньги, чтобы было, и все. Так что сваливайте нахуй. Главное, сугушка бармагыз. Шундыхаль. Ну, и сенсо. Так, 12-ден 13 минут үтәбізді. Короче, сізде уже сағат 4. Таң ата, сізге доброе утро, гутен морген. Короче, мен нәрсекей, хайырлашам. Рахмет, бүтінігізге.